Сейчас можете включить микрофон? Да. Сейчас еще раз подсоединитесь к звонку. Потому что скайп у меня... Еще раз к звонку присоединитесь, снова закройте. Выйдем, завершите этот звонок. Давайте снова присоединимся. Вот, открывайте. Вы отвечаете? Вы отвечаете, я вам сейчас звонок бросил. Да-да. Я не слушаю вас. Да. Да не слышно с скайпом. Он присоединился, все. Через телефон вообще. Ладно, завершаем путь у нас уже начало. Короче, не получается, не знаю, что это. Непонятная ситуация, ребята. А по ссылке, вы по ссылке, перейти по ссылке можете еще раз? Ну, короче, еще раз пробуйте, я ушел, сейчас начинается. Если не получится, тогда уже это... Вот. И вот так же будет и поднимать. У меня все нормально. Но постараемся это, но может иметь готово, но а как бы Включаю фоновую музыку. Да, Максим? Ладно, это точно, да. Важно уточнение. Да. Хорошо. Можно выключить на трансляции? Слушай, хорошо. Не бухать, не идет. Видео. Не нравится? Что, вырубаем его? Я вырубаю скайп. Речь Гажаноис. Добрый день, дорогие друзья. Удмуртская республика рада приветствовать гостей на литературном фестивале на родине Петра Ильича Чайковского. Наш фестиваль проходит во второй раз. Первый фестиваль состоялся в 2019 году. И мы не планировали проводить, наверное, его каждый год, но по многочисленным просьбам, что нужно каждый год. Но вмешались события, что
пандемия, и 2020 год, он у нас остался, так скажем, без проведения литературного фестиваля. В этом году мы планировали уже встретить гостей в обновленном здании Национальной библиотеки Удмуртской Республики, но не всегда нам удается то, что мы планируем, но, к счастью, уже библиотека у нас практически готова. Я думаю, уже следующие наши встречи будут проходить в обновленном здании. Конечно, это возможно в первую очередь при поддержке государственной власти Удмуртской Республики и представителей Федерального собрания Государственной Думы Российской Федерации, Государственного совета, правительства, главы, естественно, Удмуртской Республики. И сегодняшний фестиваль, он проходит при поддержке правительства Удмуртской Республики. У нас очень солидные партнеры, друзья. И в этом году... Владимир Михайлович, пожалуйста, поднимитесь. И в этом году наши партнеры – это Российский фонд культуры, Тотальный диктант. Открываем мы фестиваль межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Язык как фактор культурной идентичности» при поддержке Российского комитета ЮНЕСКО «Информация для всех» и комитетом межрегионального библиотечного сотрудничества, если что неверно сказала. И, во-первых, я сразу хочу предоставить слово Владимиру Михайловичу Соловьеву, министру культуры Удмуртской Республики. Сегодня, к сожалению, у нас не все наши руководители республики могут здесь присутствовать, кто был приглашен, но есть работа, есть работа. Владимир Михайлович, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, у нас понедельник, аппаратное совещание. Одно закончилось, через 7 минут начинается второе по бюджету. Бюджет не самый простой, поэтому я вынужден буду уйти, но у нас будет возможность сегодня днем и вечером, и завтра повстречаться. Но я в первую очередь приветствую наших гостей от имени главы Удмуртской Республики, от имени правительства, от имени Министерства культуры. Огромные слова благодарности за ту возможность, которую вы в своем графике нашли, потому что кого-то мы знаем, с кем-то уже встречались, кто-то первый раз приехал. Но то, что происходит сегодня на Удмуртской земле, такая серьезная конференция, мне кажется, это знаковое событие культурной жизни Удмуртской Республики. Мы еще в прошлом году с Татьяной Владимировной говорили, что следующий год, 2021, будет для, по акцентам, по направлениям год библиотечного дела, ибо, во-первых, мы сдаем в этом году национальную библиотеку, которую сегодня у наших гостей будет возможность посмотреть. Понятно, работы еще ведутся, но в августе месяце мы сдадим этот очень важный и нужный объект, который нам необходим. Во-вторых, в рамках национального проекта у нас появилась возможность создавать модельные библиотеки. В прошлом году 3, в этом году тоже 3, позапрошлом году 1. Мы еще претендуем в этом году, скорее всего, я в понедельник был в Министерстве культуры Российской Федерации, возможно, еще нам средства перечислят в этом году. И почему я так акцентированно на этих вещах говорю, потому что библиотека – это не только книга, но в том числе и те условия, в которых мы приглашаем наших сограждан, наши учреждения. Это комфорт, это уют, свет, тепло, и интересные какие-то предложения для наших, в первую очередь, юных и молодых читателей, к сожалению, которых в нашей армии читателей с каждым годом становится все меньше и меньше. Поэтому сегодня сложно переоценить вклад сегодняшнего мероприятия в продвижение чтения, потому что в Октябрьске у меня есть полный список, кого-то я знаю, кого-то пока еще не знаю, но у нас будет возможность познакомиться. Люди знаковые, интересные, творческие, грамотные. Вот те знания, умения, та информация, которая будет проектироваться на наши сельские библиотеки, на наши
городские аудитории, она будет, безусловно, полезна. И я уверен и в другом, потому что это не точка, это только многоточие, потому что мы когда с вами встречались в Юрском последний раз? Месяца 3-4, в декабре, вот время как летит, уже полгода. И вот нам хватило такого небольшого общения, сколько мы, часа полтора, наверное, общались, мы расстались близкими друзьями. И это очень важно, потому что только в такой дружественной, хорошей, творческой обстановке решаются те вопросы, которые сегодня есть в нашем обществе. Независимо Удмуртская республика, Татарстан, Москва или Новосибирск, проблемы в основном одни и те же. И здорово, что есть люди, которые сегодня пытаются за счет своей ответственности, за счет энтузиазма, пытаются переломить вот эту ситуацию в позитивное русло. И я уверен, что во многом это получается. Спасибо вам, я не прощаюсь, я сейчас вынужден уйти, тем более у нас там небольшие технические вопросы возникли. Сейчас мы прорешаем, я побегу, но не прощаюсь, потому что мы с вами увидимся. Спасибо вам, дорогие друзья, успешной нам с вами работы. Шутбурма тазалык вами. Спасибо, Тау. Спасибо. Дорогие друзья, позвольте я представлю участников сегодняшней конференции. Значит, на международной научно-практической конференции с международным участием «Родной язык как фактор культурной идентичности» присутствуют Загребин Алексей Егорович, Бузилов Валерий Викторович, депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Ишматова Татьяна Витальевна, председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской республики по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике, президент межрегиональной общественной организации Всеудмуртская ассоциация Удмурт-Кенеш. Мы очень рады, что здесь присутствует делегация Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» во главе с заместителем председателя комитета Бакеевым Сергеем Дмитриевичем. В составе делегации Артеменко Ольга Ивановна, директор научно-исследовательского центра национальных проблем образования Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы Москва. Ширяева Галина Степановна, заместитель министра культуры, печати и по делам национальности Республики Марий-Эл, Йошкар-Ола. Щеглова Ирина Витальевна, коллега, директор Национальной библиотеки Республики Марий-Эл. Гибаддинов Марат Мингалиевич, заместитель директора по научной работе Института истории имени Мараджани, Академии наук Республики Татарстан. Делегация, наши друзья, делегация Российского фонда культуры во главе с Ольгой Ивановной Будской. Организаторы и представители Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» во главе с Рябковец Ольгой Александровной. Руководители редакции литературного газета «Замшев» Максим Адольфович, Ермакова Анастасия Геннадьевна. Представители учреждений науки, образования и культуры Республики Татарстан. Пожалуйста, у нас делегация из Кукмарского района красавицы сегодня здесь. Удмуртской республики. И заочное участие принимают представители учреждений науки, образования и культуры регионов Российской Федерации, это Чувашской республики, Республики Алтай, Карелия, Свердловской области, Пермского края и Союзного государства Республика Беларусь. Да, и прежде чем уважаемым нашим участникам конференции предоставим слово, Сергей Дмитриевич, как Российский комитет ЮНЕСКО «Информация для всех», именно вы инициаторы проведения таких конференций на территории субъектов Российской Федерации, и мы благодарны вам, что вы оказали нам честь для того, чтобы мы смогли принять
и провести эту конференцию у нас в Удмуртской республике. Конференция будет проходить в течение 2 дней. Сегодня нас принимает зал заседаний правительства Удмуртской республики. Сегодня здесь у нас зарегистрировано 109 человек. И сегодня конференция продлится до 17 часов. Работа секционная, очень интересные доклады. Завтра секция работает именно по вопросам сохранения удмуртского языка. У нас состоится в Министерстве образования Удмуртской республики. Сергей Дмитриевич, вам слово для приветствия. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодняшняя межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Родной язык как фактор культурной идентичности» проводится в рамках проекта «Мой родной язык», который был поддержан Федеральным агентством по делам национальности. На нашей конференции ведущие эксперты, ученые, языковые активисты из Удмуртской республики и других регионов России. Мы пригласили экспертов из Москвы, Республики Марий-Эл, Чувашии, Татарстана, Алтая, Перми, Карелии, а также из Братской республики Беларусь, занимающихся проблемами изучения, преподавания и сохранения языков коренных народов, получат возможность обсудить глобальные процессы в языковой сфере мира, текущие изменения и возникающие проблемы, перспективное направление работы и достижений, связанные прежде всего с социальной инженерией и использованием компьютерных технологий. Основные задачи комплекса мероприятий – совершенствование и расширение деятельности по сохранению языков коренных народов Удмуртии и всей России, развитие межнационального сотрудничества между субъектами Российской Федерации, формирование новых направлений и методов взаимодействия, в том числе сетевого. Особое внимание мы хотим уделить выявлению барьеров на пути сохранения языков коренных народов и определению реалистичных способов их преодоления, а также мобилизации усилий специалистов, управленцев и активистов на местах. Уважаемые коллеги, сегодняшнее мероприятие, как и весь проект «Мой родной язык», инициировал президент Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Иванович Кузьмин. К сожалению, по состоянию здоровья он не смог приехать, но очень собирался. Проект «Мой родной язык» в 2021 году предусматривает проведение серии 2-дневных комплексных мероприятий по вопросам сохранения языков коренных народов России в 6 субъектах Российской Федерации. Это вот Республика Удмуртия, где мы сейчас находимся. Затем будет Республика Алтай, Коми, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Алания, а затем итоговая конференция в Москве. В 2020 году мероприятия с большим успехом прошли уже в Карелии, Сахалинской области, Республике Марий-Эл и Республике Чувашия. Проект был поддержан Федеральным агентством по делам национальности, за что мы ему очень благодарны. Хочу поблагодарить, конечно, за поддержку мероприятия сегодняшнего правительства Республики Удмуртия в лице министра культуры Удмуртской республики Соловьева Владимира Михайловича, министра национальной политики Буранова Ларисы Николаевны. Ну и особая благодарность, конечно, директору Национальной библиотеки Тынтиной Татьяне Владимировне и ее коллективу за огромную работу по подготовке этой конференции. И позвольте мне вручить диплом. Награждается Татьяна Владимировна Тынтина, директор Национальной библиотеки Удмуртской республики, за большой вклад в продвижение и развитие программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и проведение межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Родной язык как фактор культурной идентичности» в рамках проекта «Мой родной язык». Евгений Иванович Кузьмин, зам председателя Межправительственного совета и председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех». А нам хочу пожелать хорошей работы в течение 2 дней. Я думаю, что будут новые какие-то знания, новые встречи. Добрый путь. Слово для приветствия мне очень приятно предоставить депутатам Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валерию Викторовичу Бузилову, Алексею Егоровичу Загребину. Это наши добрые друзья библиотеки. Как-то вы тут, может быть, продвинетесь к нам поближе сюда. И Валерий Викторович еще является и председателем попечительского совета Национальной библиотеки. И, конечно, те результаты работы, которые коллектив Национальной библиотеки достигает, мы бы не достигли без поддержки вот таких важных, нужных людей в нашей жизни. И на самом деле я очень ценю, дорожу вот таким добрым отношением. И если у нас в политике такие люди, у нас обязательно есть будущее. Спасибо за добрые слова. Добрый день, уважаемые земляки, добрый день, уважаемые гости, наши уважаемые люди, которые занимаются непосредственно культурой, сохранением языка. Сегодня, наверное, для нас очень важный, конечно, момент, но я хотел бы
вернуться буквально неделю назад. Мы, депутаты Государственной Думы, присутствовали на послании президента, и президент объявил создание фонда культуры. И вы, наверное, вот сегодня, обменявшись своими ноу-хау, как сегодня признано, да, своими идеями, вы можете стать одними из участников и заявиться на гранты. Уже создан комитет, буквально в ближайшее время фонду будет выделено помещение в Москве. Но самое важное, что я работаю в комитете по бюджету, уже в бюджет включен 3,5 миллиарда рублей для того, чтобы гранты, которые будут награждены более 1500 коллективов, которые представят свои разработки в области сохранения языка, развития культуры, у вас появляется большой шанс стать не только соучастниками, но и победителями и получить эти гранты. А сегодня без политики не обойдешься. Я просто хотел бы сегодня своих коллег поблагодарить о том, что благодаря вашей поддержке, потому что мы на библиотечных работников, на работников культуры возлагаем обязательно при выборах самую большую надежду, что они нас поддержат, и мы отвечаем этим. И вот в Удмуртии так получилось, что 5 человек представляли Единую Россию. Это Василенко, Садко, это представители Пермского края, наш коллега Алексей Егорович Загребин, я и Исаев Андрей Константинович, который представляет Москву, но в Думе он представлял интересы Удмуртии. В качестве такой премии и по нашему с Алексеем Егоровичем предложению мы эту премию использовали для того, чтобы сделать реконструкцию нашей национальной библиотеки. Потому что сегодня мы будем гордиться, в августе откроем, потому что один из ключевых моментов, когда приезжаешь в любой регион, это театр, это библиотека, и в зависимости, как они выглядят даже внешне, создается представление о республике. Мы будем гордиться нашей национальной библиотекой. Еще раз хотел бы поблагодарить своих коллег по 7-му созыву, те, кто, благодаря кому Национальная библиотека получила финансы. И без политики не обойдешься. Сегодня у нас начинается предварительное голосование. Кто-то идет, вот, например, Алексей Егорович заявился участвовать в предварительном голосовании. Кто-то место уступает более молодым. Я хотел бы, несмотря на то, в каком мы регионе живем, все же поддержать Единую Россию, проголосовать за наших людей, потому что те инициативы, которые предлагает Единая Россия, и наш президент, которого мы поддерживаем, который фактически является основателем и возглавляет, часто возглавляет нашу партию, большое значение отдает именно культуре. И вот последнее решение, о котором я сказал, это тоже благодаря поддержке нашего президента, поддержке Единой России. Поэтому извините за то, что от культуры, от языка пришлось немножко политики. Я извиняюсь, но время такое, что это нужно напоминать нам с вами. Еще раз хотел бы пожелать вам приятных впечатлений, хорошей работы, новых идей. И давайте будем дружить, как мы дружим между нашими регионами, нашими республиками. А Удмуртия все сделала для того, чтобы у вас эти впечатления были достаточно позитивные. Спасибо. Валерий Викторович, спасибо огромное. Уважаемые коллеги, пожалуйста, поблагодарим аплодисментами Валерия Викторовича, депутата Государственной Думы, за поддержку библиотеки. Спасибо, Валерий Викторович. Алексей Егорович, пожалуйста. Вопросы, конечно, как без политики? Вопросы вообще сохранения языков, на мой взгляд, это в первую очередь относится к вопросам вообще народосбережения. И об этом очень много говорит и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Алексей Егорович, вы
непосредственно занимались этими вопросами. И Алексей Егорович еще и является почетным читателем Национальной библиотеки. Поэтому я думаю, что вам есть что сегодня сказать. Спасибо. Большое спасибо, Татьяна Владимировна. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, Гажана Шьос, Дуноmu Сокуноос. Несколько слов о книге. Меня давно занимает вопрос об одной древней удмуртской легенде. Великая книга. На территории современного города Кирова стояло великое родовое удмуртское святилище, где хранилась, согласно легенде, великая книга, Бадзин-книга. Но в этой легенде меня заинтересовало одно обстоятельство. Если есть легенда, если была великая книга, значит, в этой книге что-то было написано. Почему нет в удмуртском языке слова «книга»? Я вот так с удовольствием смотрю на своих коллег-лингвистов из Удмуртского института истории языка и литературы, которым имею удовольствие работать. Этот вопрос, он не только к лингвистам, этот вопрос к историкам, вопрос к антропологам. И думаю, что это открытие еще впереди, потому что во многих финно-угорских языках слово «книга» есть. Ну, тоже финская «кирья». Здесь надо искать. Когда мы с коми народом были одним народом, безусловно, у удмуртов была своя письменность. Это руническое письмо, которое больше сохранилось в коми-алфавите, которое затем развил Стефан Пермский. Это о книге. Теперь о личной книге. Когда у народа есть книга, и в этой книге, как в скрижалях записано, как жить, а как не надо жить, каждый эту книгу ищет всю жизнь. Я эту книгу тоже ищу, но первый раз с книгой повстречался еще в школе. В те добрые времена еще в школу было принято приходить табуля раса, чистой доской, чистым листом. Я не умел читать, когда пришел в первый класс, не умел писать и начал с удовольствием постигать грамоту. Но прежде всего я пришел в библиотеку, здесь центральная наша школа, номер 25, великолепная библиотека, и я увидел книжку, которая меня заинтересовала, про гражданскую войну. Попросил книжку, а мне книжку выдали, записали в библиотеку, я пришел домой и попросил маму: мама, давай будем читать, мне перед сном читай как вместо сказки. Мама сказала: ничего подобного, все, ты в школе, и теперь будешь читать сам. Это о педагогике, о библиотечной педагогике. Когда человек хочет овладеть книгой, понять, что в ней написано, он должен это делать сам. Да, можно научить человека буквам, разбирать эти буквы, но когда эти буквы складываются в слова, слова в предложения, а самое главное в смыслы и сверхсмыслы, это личное достижение человека. И за это достижение мы должны сказать спасибо тем, кто эти книги создает, тем, кто эти книги хранит, и тем, кто эти книги выдает. Это спасибо вам, наши дорогие, уважаемые библиотечные работники, библиотекари. И когда человек идет в жизни не только в школу, затем уже и в среднее специальное учебное заведение, кто-то в вуз, а кто-то и продолжает научную карьеру, в это время рядом с нами книга. И те люди, кто эти книги хранит, и эти книги нам выдает. Не знаю, сложилась бы судьба исследователя, ученого у меня, если бы мне не встретилась библиотека Удмуртского института истории языка и литературы Уральского отделения РАН. Это лучшая научная библиотека в регионе, а может быть и во многих регионах, когда есть прижизненное издание Ломоносова истории российской,
когда есть уникальные книги из личных библиотек создателей нашей республики с их личными правками и автографами, признаюсь, на полях, тогда это можно. Когда ты эти книги берешь и проникаешься духом и мыслью тех, кто их писал, и тех, кто их читал, ты невольно становишься другим человеком. А если бы эти книги не сохранились, наверное бы, у нас не было возможности стать лучше, мудрее. В чем-то, наверное, наши действия были менее осмысленны. Поэтому еще раз великое спасибо тем, кто книги хранит, бережет и выдает. Продолжайте хранить, беречь и приучать нас к книге. Потому что лучше книги ничего не придумано до сей поры. И наша великая книга всегда с нами, у каждого своя. Спасибо большое. Благодарю вас, уважаемый Алексей Егорович, и с удовольствием хочу предоставить слово очаровательной женщине в первую очередь, но тем не менее сильному и мудрому политику Татьяне Витальевне Ишматовой, председателю постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской республики по науке, образованию, культуре, туризму, национальной политике, естественно, президенту Международной ассоциации Удмуртмиш. Татьяна Витальевна, вы в своей работе очень много внимания уделяете сохранению удмуртского языка и вниманию вообще языкам коренных народов Удмуртской республики. Поэтому у вас тоже сегодня... Спасибо большое, Татьяна Владимировна, за такую презентацию, за добрые слова. Безусловно, я думаю, что здесь, в этом зале, сегодня собрались те люди, чья жизненная миссия связана с сохранением и развитием, и продвижением, и популяризацией родных языков в том или ином виде. И я думаю, что для многих из здесь присутствующих это не просто должностные обязанности, не просто работа, а это действительно миссия, которую с радостью и любовью каждый из нас выполняет. Дечь Бурейч, Гажаной Шьёс, Гажанулю Кашкем Калыкьёс. Я рада приветствовать сегодня здесь наших больших и долгожданных гостей. Ольга Ивановна, вас. Очень приятно, что Удмуртия, та территория, которая принимает уже не в первый раз этот фестиваль, и действительно наполнение каждый раз расширяется, углубляется, и наши жители с радостью включаются в эти мероприятия. Безусловно, для меня стало очень приятной неожиданностью и волнительным моментом, что теперь в рамках этого фестиваля очень большой блок посвящен вопросам родных языков. И поэтому я искренне благодарю Российский комитет программы ЮНЕСКО, Сергей Дмитриевич, вас, всю вашу команду за то, что вопросы, связанные с языками, они волнуют не просто самих только носителей языка, но и действительно это общая наша, общефедеральная повестка, скажем, общая задача, и мы должны находить общие, скажем, объединяющие нас принципы, методы, каким образом нам гармонично развивать свои родные языки и в то же время быть услышанными на федеральном уровне. Это тоже очень важно. На самом деле в нашей республике делается очень многое для поддержки родных языков. Я хочу сказать, что в республике изучаются в качестве учебного предмета, а это говорит о том, что есть не просто носители, а действительно есть потребность в изучении языков, удмуртский язык, татарский язык, марийский язык. И сегодня рада приветствовать коллег из соседних субъектов, которые приехали с интересными докладами. Мы в программе уже посмотрели, что приехали делегации из соседних субъектов, но на самом деле я хочу сказать, что связь наша очень тесная, и мы всегда взаимодействуем по вопросам сохранения наших языков, культуры, традиций. То есть здесь мы рука об руку всегда и с Татарстаном, и с Башкортостаном, и с Пермским краем, с Республикой Марий-Эл, с Кировской областью, со Свердловской областью, то есть работаем очень-очень тесно и плотно, поэтому, коллеги, приветствую вас особо, потому что я думаю, что приехав к себе домой, вы обязательно передадите наши приветы. На уровне законодательном у нас приняты ряд законов, которые регламентируют и создают основу для развития языков. Первый закон, который для нас очень считаем мы его важным, был принят еще в начале 2000-х годов, это закон о государственных языках
Удмуртской республики, языках иных народов Удмуртской республики. Закон, который выстрадан, будем говорить, что его долго обсуждали, но он был принят и действительно сейчас реализуется. Но нужно отметить, что, коллеги, в нашей республике изучение удмуртского языка никогда не было обязательным. Но в то же время условия для его изучения, они создаются. И вот сегодня, я думаю, что участвуя в этой конференции, вы услышите ряд практик, что есть у нас свое телевидение, радио, молодежь активно развивает интернет-телевидение, представленность в системе, в сети интернет. Наша молодежь активно переводит и разрабатывает уникальные мультфильмы на удмуртском языке. Наша молодежь снимает удмуртские фильмы на удмуртском языке, где играют сами же самые, причем это такие полноценные художественные фильмы. Нужно отметить, что это очень важно, создавать активность в молодежной среде. И мы понимаем, что только в стенах образовательных организаций язык удержать и развивать его невозможно. Должна быть востребованность языка, должна быть представлена языковая среда. И здесь, Татьяна Владимировна, я тоже слова искренней благодарности высказываю всем работникам культуры, но прежде всего вам, потому что в непростых условиях вы находите формы и методы привлечения наших ученых, нашей, творческой, скажем, интеллигенции, знакомитесь с их творчеством. Издаются книги. На самом деле, в 2020 году, хотя он был очень сложным из-за пандемии, но было издано большое количество литературы, книг на удмуртском языке и об удмуртском народе, об Удмуртской республике. И презентация практически каждой этой книги была организована именно Национальной библиотекой. Не имея своих площадей, но это всегда проходило очень торжественно, красиво и содержательно, что очень важно, с привлечением студентов, с привлечением педагогического сообщества. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что для нас также большим событием стало издание, выпуск русско-удмуртского словаря. Более 50 лет у нас не было такого полноценного издания. И вот сегодня, благодаря стараниям сотрудников Института истории языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, создан не только словарь, который мы разослали по всем образовательным организациям, он есть в свободной продаже, но и разработан целый корпус удмуртского языка. Нужно сказать, что каждый из нас, каждый из вас может познакомиться с методиками, которые применяются в преподавании, начиная с дошкольного возраста, заканчивая уже старшей, высшей школой. Разработан также образовательный портал. Он уже существует в интернете, можно его найти. Удмурт Кылдунне, название этого сайта. И он пополняется постоянно. Там очень много материалов, в том числе все учебники, которые с радостью говорим, что наши учебники удмуртского языка внесены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых для использования. Это большая победа для нас. И в том числе, конечно, на это всегда выделялись средства из республиканского бюджета. Сегодня говорить можно очень много, потому что на самом деле делается много. И вот я начала говорить о законе о государственных языках, но в последнее только время, за 3 года, мы приняли закон о патриотическом воспитании, который связан, как мы привыкли понимать патриотическое воспитание, это то, что связано с оружием, с воспитанием, скажем, наших защитников. На самом деле нет. Это очень большая сфера, и мы как раз законодательно урегулировали полномочия всех органов власти, которые должны участвовать в реализации этого закона, и огромный блок работы посвящен именно вопросам краеведения, знания истории своего края, знания о своих земляках. И я думаю, что это очень важно, потому что любовь к родине, она начинается прежде всего с любви к своему отчему дому, к своим родителям, к своей березке, к своей школе родной, к своей улице. И только оттуда уже мы учимся и прививаем любовь ребенку к тому, чтобы он осознавал, что живет в огромной стране под названием Россия. Следующий законопроект, который также законодательно закрепил статус удмуртского языка, это закон о праздничных днях и памятных датах. В качестве праздничного дня у нас закреплено 27 ноября, это как раз-таки день принятия закона о государственных языках, это день удмуртского языка. Отдельно у нас есть 4 февраля, тоже законодательно закрепленная дата, день национальной печати. Это очень важно, закреплять такие моменты, чтобы не только чувство гордости, но, в общем-то, и внимание уделялось вопросам, связанным с развитием языков. Сейчас мы уже практически на финишной прямой разработки
разработали закон о нематериальном культурном наследии, и как раз-таки все, что связано с легендами, сказками, методиками ремесленными, которые использовались ранее, все это должно собираться в единую базу и охраняться государством. В общем, мы все с вами были участниками принятия изменений в Конституцию Российской Федерации, которая провозглашала в поправках то, что сейчас под защитой государства находится культура, да, особая культура, и гарантируется сохранение языковой и культурной и языковой многообразие культурного и языкового. И мы в своей Конституции тоже внесли эти уточнения. Ну, коллеги, думаю, что сегодня я могла бы еще очень много сказать, потому что тема действительно, она очень такая важная, но мне бы хотелось, чтобы каждый из нас, выходя с таких мероприятий, еще раз осознал и понял, что все, что мы делаем, это не зря. Результат своего труда бывает порой не видишь сразу. Но очень важно, чтобы на каждом этапе подключались те люди, от чьих решений зависит будущее народов. И я очень благодарна, Татьяна Владимировна, что в рамках этой конференции будут открываться еще и центры грамотности, связанные с развитием русского языка. Эту тему, мне кажется, мы тоже должны обязательно активно изучать и пропагандировать, потому что засилье иностранных слов, которые сегодня мы видим, оно, конечно, порой очень тревожит. И мне бы хотелось, чтобы на это мы тоже обращали внимание, потому что чистота русского языка для всех нас, граждан Российской Федерации, она тоже очень важна. Я бы даже сказала, не тоже, а очень важна. Поэтому спасибо огромное организаторам этой конференции. Я искренне надеюсь, что резолюция, которая будет принята по итогам, она дойдет и до нас, то есть будут предложения в адрес, в том числе законодателей нашей республики. Мы всегда готовы включаться в работу, тесно взаимодействуем. Еще раз большой привет всем нашим коллегам из других регионов, которые включились сюда, и большое спасибо нашим организаторам с города Москвы, потому что нам наша дружба, она очень важна и показывает, что мы движемся, мне кажется, что в правильном направлении. Дечкалашко și eu sta ce pumișconen, mon malpașco berlodere aș meu murtel cu namă trosa clucvisiașke, anai că eu stă dășătonle, no aș meu zbăgați că ne cicno cu level, tros no tros e show jane cu lenai malke shono, șucșe cât eu călionai. I так что уже radio сын мне бăgați salde că lene vâl informație zno, so dreic șeitene valecton ios aște eu am iostele. Tu șum potișco vani de stagene tau. Спасибо. Благодарю вас, уважаемая Татьяна Витальевна. У нас еще есть одно приветствие от президента Библиотечной ассамблеи Евразии, генерального директора Национальной библиотеки Республики Беларусь Романа Степановича Матульского. Я попрошу включить это приветствие. Уважаемые коллеги, мне очень приятно от имени Библиотечной ассамблеи Евразии поприветствовать организаторов, участников и гостей Международной научно-практической конференции «Родной язык как фактор культурной идентичности». Уверен, что благодаря актуальности выбранной темы конференция пройдет активно и интересно, а в ее итоговом документе найдут отражение новые идеи, направленные на сохранение и развитие. Язык каждого народа является важнейшей национальной ценностью, частью духовной культуры общества, отражает культуру народа, говорящего. В эпоху глобализации, под натиском растущих потоков информации и вызовов традиционным ценностям, перед каждым народом стоит задача защиты и развития своей национальности, своего языка. Именно язык в любую эпоху несет в себе энергетику и информационную память нации, отражает душу народа. Библиотека и книга по-прежнему остаются важнейшим средством передачи общечеловеческих ценностей и играет важную роль в сохранении национальной культуры. Поддерживая деятельность по сохранению и развитию национальной культуры и родного языка, во время проводимых библиотеками социокультурных мероприятий, активно используя ресурсы книжного фонда, мы формируем уважение к своей национальной истории и культуре, уважение к другим народам со всеми их уникальными особенностями. Занимая центральную роль во всех проявлениях нашей социальной, экономической и культурной жизни, родной язык служит основой, на которой развивается личность человека с момента его рождения и на которую он опирается на протяжении всей своей жизни. Хотелось бы пожелать всем участникам конференции продуктивной работы,
полезного обмена мнениями и опытом. Принятие оптимально правильных решений в развитии деятельности по сохранению и продвижению национального языка как фактора культурной идентичности. Сохраняя родной язык как основу духовной культуры своего народа, передать его следующим поколениям. Важнейшая задача для всех нас. Желаю всем удачи и успешной конференции. Мы благодарим Романа Степановича и, дорогие друзья, вот прежде чем мы приступим к основным докладам, я предлагаю вам небольшой фильм, который он был подготовлен об Удмуртской республике. Так достаточно давно, там, кстати, будет выступление Алексея Ильича Загребина, он там еще в качестве директора Института языка и литературы Удмуртского отделения Уральской академии наук. Поэтому не удивляйтесь, но фильм очень хороший, и он созвучен теме нашей конференции. Удмуртия – край родников. Прозрачные родники здесь тысячами бьют из-под земли, питая главную реку – Каму. Кама по-удмуртски и есть большая река. Есть еще реки средние и малые, их почти 9000. Горы и равнины, хвойные леса и широкие поля, заливные луга и земляничные поляны расположились на территории 42 тысячи квадратных километров. 300 километров с севера на юг, 200 с запада на восток. С древних времен в Гулеве, вблизи ледников, селились удмурты, коренной народ, давший название республике, родственный по языку финнам и венграм. Строили дома, молились своим богам. Первые упоминания об удмуртах относятся к X веку. Были они крепкие и выносливые, славились трудолюбием и гостеприимством. А еще считались одним из самых поющих народов. И в красоте народного костюма им не было равных. Сегодня с большой долей вероятности мы можем сказать, что здесь, на границах Великого леса и Великой степи, в предгорьях Большого Урала, проходили пути многих народов, в том числе и древних финно-угров, тех людей, кто впоследствии назовет Удмуртию своей родиной. В 1552 году этот край стал землей российской, а с 1920 года стал именоваться Удмуртской республикой. До недавнего времени Удмуртия была закрытым регионом. Только в начале 90-х республика распахнула свои двери для гостей. Все, кто любит музыку, стремятся попасть на родину самого известного в мире русского композитора Петра Ильича Чайковского в город Воткинск. К 175-летию со дня рождения музыканта была отреставрирована усадьба, дом, где он появился на свет и сделал свои первые шаги в мир музыки. Там, где до сих пор стоит его первый рояль, теперь исторический памятник и современная музейная площадка. Воспоминания о счастливом детстве стали основой для многих произведений Петра Ильича Чайковского. Туристическим флагманом Удмуртии является купеческий город Сарапул. Здесь сохранились уникальные купеческие здания и появился пешеходный туристический проект «Музейный квартал». Сарапул сегодня – это еще и инвестиционная площадка, ядро первого туристического кластера «Камский берег», получившего федеральную поддержку. Таинственно и самобытна культура Удмуртии. Эта земля привлекает гостей своим национальным колоритом. В нашей республике живут русские и удмурты, татары и сермяне, марийцы и чуваши. Удмуртия
стала домом для представителей 136 народов. Мы вместе живем, работаем и дружим. Удмуртия – промышленная, оборонная республика, которая не растеряла свою самобытность. Территория, где уживаются новейшие технологии высокоточных производств и исконные традиции народа, населяющего эту землю. Здесь родники все так же кристально прозрачны, а люди отзывчивы и гостеприимны. Добро пожаловать в Удмуртию. Дорогие друзья, мы продолжаем работу нашей конференции, и мы решили объединить и приветствие доклад, видеодоклад. Сейчас прозвучит Евгения Ивановича Кузьмина, заместителя председателя Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», руководителя рабочей группы ЮНЕСКО ИФАК по сохранению языков и развитию языкового разнообразия в киберпространстве, председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президента Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, кандидата педагогических наук. Я искренне желаю доброго здоровья Евгению Ивановичу и надеюсь, что у нас будут и события, где Евгений Иванович сможет посетить нашу республику. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас от лица Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», главной программы ЮНЕСКО в области коммуникации и информации. Наша конференция, как уже говорилось, посвящена обсуждению проблем сохранения, возможности оживления и развития языков коренных народов нашей страны. И это важные проблемы не только для какого-то конкретного субъекта Российской Федерации, где компактно проживают те или иные коренные народы, но и для всей многонациональной и многоязычной России. Для того, чтобы суметь правильно понять, проанализировать и всесторонне оценить проблемы сохранения языков коренных народов России, найти верные, реалистичные пути их решения, эти проблемы нельзя рассматривать изолированно, как проблемы исключительно лингвистические, локальные и местные. Эту проблему необходимо рассматривать как комплексные, междисциплинарные, многоуровневые и многоаспектные, причем рассматривать в существующем сегодня в России и в мире контексте историческом, социокультурном, геополитическом, экономическом, философском, цивилизационном. По разным подсчетам в мире существует порядка 7000 языков. Точной цифры нет и быть не может, потому что порой очень трудно отделить язык от диалекта, и лингвисты это прекрасно понимают. Существует даже шутка, что язык – это диалект Саарии. Кроме того, языковая картина мира очень подвижна. Каждую неделю в мире умирает один язык. Это происходит главным образом в силу объективных исторических причин. Ассимиляции, миграции, урбанизации, индустриализации, модернизации, глобализации и других. По оценкам ЮНЕСКО, к середине 21 века останется 50% существующих сегодня языков. А к концу 21 века останется лишь 10% языков. То есть всего 600-700 языков. Малые языки будут заменены доминирующими сегодня языками. А что уже сегодня происходит с доминирующими языками? В сегодняшнем мире почти во всех странах почти все языки, кроме государств, являются маргинализированными. И это понятно и объяснимо. Языков в мире насчитывается порядка 7000, а независимых стран менее 200. При этом основных де-факто государственных языков в этих 200 странах реально намного меньше 200, так как большинство из них это бывшие колонии. И в качестве государственного языка у них выступают языки и в бывших метрополиях. Именно они используются во всех сферах, в отличие от местных автохтонных языков, даже самых крупных, использование которых зачастую ограничивается бытовым общением. Реальность сегодняшнего мира такова, что представители не только малых коренных народов, но даже и больших народов, которые в своих странах являются миноритарными, в основном используют не свой родной язык, а другие языки, на которых говорит окружающее их большинство. Это те языки,
на которых они получили среднее и высшее образование, на которых вещают основные медиа, на которых они получают важную информацию, а также иностранные языки, которые они изучают в средней и высшей школе. И в реальной жизни представителей миноритарных этносов эти другие языки для них не менее, а зачастую даже более важны, чем язык их предков, материнский язык, потому что они в основном выражают себя на более крупных языках. И владение этими языками является основой для их хорошего заработка, карьеры и благополучия. Рассуждая о многоязычии в мире, мы должны помнить о самых малых языках, на которых говорит от десятков человек до десятков тысяч, о средних языках, на которых говорит от сотни тысяч до миллиона человек, и о крупных языках, на которых говорят миллионы, десятки и даже сотни миллионов человек. Во многих странах Азии и Африки эти языковые сообщества составляют большинство населения. Однако их языки иногда зачастую не имеют официального статуса. Но даже если они имеют официальный статус, это мало что меняет в реальности. В современном мире почти все страны декларируют свою приверженность демократии, и в их конституциях и законах не только крупные языки, но и средние и даже малые языки имеют официальный статус. А в реальной жизни даже крупные языки мало используются или почти не используются ни в образовании, ни в других публичных сферах. Хотя на многих из этих языков литература существует тысячи, 2000 и даже более 2000 лет. Что будет в будущем происходить с языками, которые я называю средними и крупными? Какой видится их судьба? Каждый человек имеет право говорить на своем родном языке. И это одно из фундаментальных прав человека. Человек может также говорить и выражать себя на любом другом языке, на том, на котором он считает это наиболее целесообразным. И это тоже его право. Существует право демократически избранных правительств устанавливать основные языки обучения. И существует также естественное право родителей выбирать язык образования для своих детей. Чего хотят родители для своих детей? Чем они руководствуются, когда выбирают язык образования для своих детей? Родители хотят, чтобы их дети жили лучше, в лучших условиях, более комфортно, чтобы они могли реализовать свой потенциал не только на локальном уровне, не только в пределах своего малого или даже сравнительно большого языкового сообщества, но и в масштабах всей страны и даже всего мира. Именно по этой причине все чаще и чаще, даже тогда, когда есть выбор, на каком языке обучать своих детей, родители отдают своих детей в школы, где преподавание ведется не на коренных языках и даже не на доминирующих региональных языках, а на основном государственном языке и даже на иностранных языках. Эта тенденция доминирует уже несколько десятилетий. Если эта тенденция будет сохраняться, а она, на мой взгляд, будет сохраняться и даже усиливаться, то уже через пару поколений многие, даже крупные письменные языки постепенно будут вырождаться преимущественно устные языки. Это большая угроза нашему сегодняшнему многоязычному миру, и она быстро разрастается на наших глазах. Мы совершенно недооцениваем последствия процессов сокращения использования средних и крупных языков в образовании. Говоря об этом, я имею в виду не только крупные европейские языки, на которых создана великая литература, культура, наука и образование планетарного значения. Французский, русский, немецкий, испанский, португальский, итальянский. Но это еще и крупные африканские и азиатские языки, в частности, индийские языки. Например, язык челугу и тамильский язык, имеющий в Индии официальный статус. Челугу – это язык, на котором говорит более 100 миллионов человек, и на котором литература существует более 1500 лет. На тамильском языке в мире говорят 75 миллионов человек, а литература существует более 2500 лет. Тамильская литература более древняя, чем любая из европейских литератур. Все эти крупные языки уходят в тень английского и все более выводятся из сферы образования, науки, бизнеса, туризма, политики и медиа, даже в странах их происхождения, то есть маргинализуются. Хорошо, что есть английский язык, на котором мы все можем общаться, хотя и на поверхностном уровне. Но плохо, что мы мало думаем о судьбе других крупных языков. Их продолжающаяся маргинализация
может вылиться в серьезные изменения и потери идентичности даже крупных народов, потерю огромного количества понятий и смыслов, которые ни на каком другом языке нельзя выразить. В более отдаленной перспективе, через пару сотен лет, по оценкам выдающихся лингвистов, которые следят за общемировой ситуацией, на Земле может остаться всего 10-15 языков. Какие это будут языки? Английский, китайский? Иметь перед глазами такую перспективу, для меня очевидна необходимость изучения и преподавания большего количества иностранных языков в системах образования. Но сегодня мы наблюдаем сильнейшую конкуренцию в сфере использования и изучения иностранных языков. Я бы даже назвал это мировой войной за языки в образовании. И не только в образовании. Приведу такой пример. 30 лет назад почти 90% жителей Вьетнама изучали русский язык. В сегодняшнем Вьетнаме 99% школьников и студентов изучают английский язык как первый иностранный. Доля всех остальных языков мира составляет 1%. Доля русского языка менее 0,03%. Сегодня мы возлагаем большие надежды на языковые компьютерные технологии, которые создают новые удобства и облегчают коммуникацию между людьми и народами. Всеми языковыми технологиями сегодня полностью оснащен только один язык – английский. В это инвестируются колоссальные средства, в том числе и потому, что через язык контролируется картина мира, сознание и поведение людей. Все другие крупные языки оснащены языковыми технологиями в гораздо меньшей степени. К сожалению, и в России сегодня существует колоссальный тренд в сторону английского. Мы очень мало учим французский, испанский, немецкий, португальский, итальянский, не говоря уже о китайском, японском, корейском, персидском, турецком, арабском и многих других языках. К каким это приведет последствиям для России? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, в России должны получить серьезное развитие такие науки, как лингвополитология, экономика, философия, этика и футурология, языковой сферы и многоязычие. Российскую политику в отношении сохранения языков и уважения к культурам коренных народов нашей страны можно назвать образцовой в сравнении с политикой других крупных многоязычных стран. Но объективные данные свидетельствуют о том, что количество активных носителей миноритарных языков в России, как во всем мире, тоже снижается. А это, в свою очередь, указывает на то, что весь комплекс предпринимаемых у нас мер, по-видимому, оказывается недостаточным. Этому можно дать разные объяснения, в том числе и такое. В России, в отличие от многих других многоязычных стран, практически все многонациональное население владеет общегосударственным языком, русским. А подавляющее большинство детей нерусской национальности практически с рождения являются билингвами. В такой ситуации объективно сложно дать ответ на вопрос, почему важно сохранять языки миноритарных народов, в особенности коренных малочисленных народов. А зачем этим народам сохранять свои языки в условиях, когда единственным языком, на котором можно полностью реализовать себя в любой профессии, на любом уровне и масштабах всей страны, является русский? И знание своего родного языка, по большому счету, в этом плане не является необходимым и обязательным. Помимо объективных причин, у процесса угасания малых языков во всем мире есть и субъективные причины, среди которых можно выделить пассивность самих носителей этих языков, недостаточность мотивации к сохранению своего языка, ведь это дело трудоемкое, требующее больших интеллектуальных и временных усилий, дорогостоящее и часто неблагодарное. Отсутствие необходимой самоорганизации внутри языковых сообществ, отсутствие яростного видения перспектив, иллюзий, заблуждений, предубеждений и прочее, инерционность образовательной и научной среды, недостаточная развитость информационно-просветительской, организационной и институциональной инфраструктуры. Для того, чтобы нам улучшить положение вещей, необходимо вывести на качественно новый уровень информированности специалистов и языковых активистов о состоянии, проблемах и передовом опыте поддержания и сохранения миноритарных языков в России и разных странах мира, прежде всего многоязычных, таких как Индия, Индонезия, Бразилия, Нигерия, ЮАР, Китай, а также об инновационных мерах, предпринимаемых в этих странах и в разных регионах России по сохранению этих языков на политическом, организационном, научном, образовательном и технологическом уровне, в
том числе с использованием передовых языковых компьютерных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Уважаемые коллеги, в завершении своего доклада я хочу особо подчеркнуть следующее. Разнообразие языков, на которых говорят народы России, во многом обуславливает то большое богатство знаний, которым обладает наша страна. Языки отцов, дедов и прадедов представляют большую ценность не только для тех, кто на них говорит, но и для тех, кто на них уже не говорит, но ощущает при этом неразрывную связь со своими предками, создавшими этот язык, и от этого ведет отсчет своей идентичности. Языки являются уникальными инструментами для понимания, анализа и описания действительности. Они формируют картину мира и отражают исторический опыт народа. Языковое разнообразие, как и культурное и интеллектуальное разнообразие, является важным, хотя, на мой взгляд, и недостаточно осознаваемым активом и конкурентным преимуществом России. И нам надо это конкурентное преимущество сохранять. Спасибо за внимание. Мы перестраховались и записали доклад, как говорится, специально и прислали его. Евгений Иванович хотел приветствовать по скайпу. Я сейчас вот наглядный пример, как мы уже не управляем, а нами управляет информационная технология. Вчера вечером, значит, подсоединяться, начали к скайпу проверять. Браузер Explorer не подключает, Mozilla не подключает. Значит, через Opera подключились. А утром сегодня и Opera Microsoft написал, что, к сожалению, не можем вас идентифицировать и подключить нет возможности. Поэтому, вот видите, да, уже управляем не мы, а нами. Я с большим удовольствием хочу предоставить слово заместителю министра культуры, печати и по делам национальности Республики Марий Эл Ширяевой Галине Степановне. Она расскажет о деятельности Министерства культуры в сфере сохранения и развития родных языков. Движется. Не движется. Техника подбора. А нет, все, да. Кичиже Шеркакан Хилташлак, Танглак, Пагал Президиум. Добрый день, уважаемый Президиум, уважаемые участники и организаторы конференции. Я бы хотела сегодня поделиться опытом работы Министерства культуры, печати по делам национальности Республики Марий Эл по сохранению и развитию родных языков, безусловно, акцентируя внимание на популяризации и на использовании марийского языка. Как и большинство субъектов Российской Федерации, Республика Марий Эл является поликультурным и многоконфессиональным регионом. История развития... Так. Ну вот, да, переключала нас на диаграмму. Ага, сюда, да? Молодой человек будет ориентироваться. Как и большинство субъектов Федерации, Республика Марий Эл является поликультурным и многоконфессиональным регионом. История развития Республики Марий Эл характеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций представителей разных народов и благополучной обстановкой в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, население Республики Марий Эл составляет 696 тысяч человек. В Республике Марий Эл проживает более 50 национальностей, в том числе 5, как мы считаем, коренных народов. Это мари, русские, татары, чуваши и удмурты. Следует отметить, что на территории республики компактно проживают чуваши и удмурты, тоже компактно в селе Карлыган Марьбекского района, 1900 человек. На диаграмме посмотрите, пожалуйста, весь национальный состав. В Российской Федерации насчитывается 547 600 человек марийской национальности. В Республике Марий Эл проживает около половины, порядка 291 тысячи из общей численности марийского народа, что составляет, в общем-то, 50 примерно процентов
в республике проживать и примерно 50-52% за пределами республики. Компактно проживают мари в таких субъектах Российской Федерации, как Башкортостан, порядка 105 тысяч человек, Татарстан, в Удмуртии 8 тысяч человек, Кировская область, Свердловская, Нижегородская, Пермский край и другие субъекты. Государственными... Нет, я туда же нажимаю, здесь стрелка. Право. Так. Да, наконец-то. Государственными языками Республики Марий в соответствии с Конституцией Республики провозглашены марийский, две литературных нормы, горный, луговой и русский языки. Закон о языках Республики Мария от 26 октября 1995 года заложил правовую основу для использования государственных языков Республики. Законодательное закрепление за языками статуса государственных ставило целью создания прочной основы для сохранения и развития марийского народа и его национальной культуры. После принятия закона о языках Республики Мария был предпринят ряд мер, способствующих равноправному использованию государственных языков Республики. В целях развития и распространения государственных языков постановлением правительства Республики Мария в 1909... Совсем все погасло? Ага. Вот теперь экран вижу, да. Извините, что-то никак. Значит, в 1998 году был образован Совет по государственным языкам. В 2000 году была образована Марийская терминологическая комиссия. Впоследствии в 2003 году Совет и комиссия были упразднены, и образована комиссия по государственным языкам при правительстве Республики Марий, которая действует и в настоящее время. Министерством культуры, печати по делам национальностей осуществляется постоянный мониторинг состояния и развития государственных языков Республики Марий по следующим направлениям. Это применение региональных нормативных документов, языки в сфере образования, использование языков в сфере культуры и искусства, использование языков в СМИ и языки в информационных технологиях. Я кратко остановлюсь на каждом из этих направлений. Итак, значит, что касается разработки и применения нормативных документов о языках. Вы сейчас вот на этом слайде видите основные значит, документы нормативные, начиная с 1995 с принятия закона Республики Марий о языках. Особо здесь я хотела бы остановиться на постановлении правительства Республики Марий от 2010 года об утверждении положения об использовании языков при публикации общественно значимой информации на территории Республики Марий. Вот этот документ, это постановление нам, в общем-то, удалось очень с большим трудом, как сказать, продвинуть, принять. Почему? Потому что очень большие дискуссии были и пояснения по поводу, что значит общественно значимая информация, и значит, где реклама, где общественно значимая информация и так далее. Но, тем не менее, к Дню марийской письменности мы это постановление все-таки приняли. Далее вы видите, что, значит, языковой политике особое внимание уделяется и в принятой концепции государственной национальной политики Республики Марий, и в государственной программе Республики Марий государственная национальная политика. Также, значит, в целях продвижения марийской литературы как органичной части общего литературного пространства, ее интеграции в общероссийский культурный процесс и доступность для широкого круга читателей, объединенных многонациональной российской культурой и русским языком, образован редакционный совет по развитию марийской литературы и марийского языка в 2016 году. Также принято положение об использовании государственных языков и иных языков при организации проведения культурно-массовых мероприятий и так далее. Не буду перечислять все нормативно-правовые акты. Муниципальными образованиями республики также приняты и муниципальные нормативные акты, направленные на использование государственных языков Республики Марий. Что касается сферы образования, это, в общем-то, очень большой такой обширный вопрос, я постараюсь очень кратко остановиться на нем, потому что все-таки это вот уже прерогатива Министерства образования и науки Республики Марий, но, тем не менее, учитывая, что мы ведем мониторинг, конечно же, мы запрашиваем каждые полгода данную информацию и, значит, анализируем, какова же у нас текущая ситуация.
Языком обучения во всех 247 дневных общеобразовательных организациях республики является русский язык. На основании письменных заявлений родителей, законных представителей, обучающихся в 1 и в 5 классах, и в соответствии с установленным образовательной организацией порядком учета интересов и образовательных запросов обучающихся и их родителей, законных представителей, право на изучение родного марийского, татарского, удмуртского, русского языка реализовано в 232 общеобразовательных организациях с традиционно сложившейся практикой изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации. Вы, таким образом, выбор языков на 2020-2021 год, учебный год сложился следующим образом. Вы видите на, значит, слайде. К сожалению, у нас изучался и чувашский язык в Звениговском районе, но уже количество носителей языка чувашского снижается неуклонно. И вот сейчас у нас только изучается из, так скажем, если не учитывать государственные языки, татарский язык в 10 школах и удмуртский язык только в одной школе, и вот именно в Карлыганской общеобразовательной школе. К сожалению, с принятием поправок в статье 11-14 закона об образовании у нас снижение изучения марийского языка как государственного значительно сократилось. Изучение марийского государственного языка в образовательных организациях, расположенных преимущественно в городах и поселках городского типа с преобладанием русскоязычного населения, осуществляется в рамках отдельного учебного предмета, либо интегрировано с учебным предметом истории и культуры народов Мариэл. Вы видите тоже данные на слайде. При этом объем учебного времени корректируется в зависимости от продолжительности учебной недели и разработанных и утвержденных образовательных организаций рабочих программ на основе примерных образовательных программ по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности обучающихся в Республике Мариэл, но не более 2 часов в неделю. Общее количество изучающих марийский язык как отдельный учебный предмет, интегрированный с учебным предметом истории и культуры народов Мариэл, составляет порядка 45%. Реализация программ по марийскому языку и марийской литературе в Республике Мариэл обеспечивается путем издания линий учебных пособий по данным предметам, а также организации соответствующей подготовки педагогических кадров. На территории Республики Мариэл в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2016 года об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного, общего, среднего, общего образования, учебные пособия издает государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Мариэл, Марийский институт образования. К сожалению, мы по сравнению с Удмуртской республикой не можем похвастаться тем, что вся линия учебников по марийскому языку и литературе включена или вошла в перечень, федеральный перечень учебников, но работа активно в этом направлении ведется, и мы очень надеемся, что в этом году у нас, в общем-то, учебники войдут в этот перечень федеральный. Хотя вся линия учебных пособий у нас, учебников разработана, но там и требуют еще определенные очень сложные, важные критерии, как еще и в электронном виде и так далее. Поэтому эта работа, конечно, она не одного дня. В целях внедрения электронных образовательных ресурсов Министерства образования и науки Республики Мариэл разработан тоже языковой образовательный портал Мариэл Мантунемана, учим марийский язык, для обучения марийскому языку, который ежегодно пополняется обучающимися модулями и учебно-методическими материалами для использования учителями марийского языка. В декабре 2018 года создана Ассоциация учителей родных языков Республики Мариэл. Ежегодно в республике организуются республиканские и межрегиональные этапы олимпиады по марийскому государственному языку, по марийскому родному языку, марийской литературе, истории и культуре народов Мариэл. Вот кратко, что касается использования языков в сфере образования. Третье направление – это использование языков в сфере культуры и искусства. В Мариэл работает 6 профессиональных театров, из них 4 имеют в своих репертуарах постановки на государственных языках Республики Мариэл. Это Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сафаева, Горномарийский драматический театр, Марийский театр юного зрителя и Марийский национальный театр драмы имени Шкетана. В
В Республике Мариэл сохранение и развитие традиционной народной культуры, народно-художественного творчества, организации культурно-массовой работы занимается 302 муниципальных учреждений клубного типа, в том числе 4 республиканского уровня. Это в государственной форме государственного бюджета учреждений культуры, Центр марийской культуры, Центр русской культуры и Центр татарской культуры. Деятельность национальных культурных центров направлена в первую очередь на реализацию задач государственной национальной политики совместно с различными национально-культурными общественными объединениями. Они выполняют многочисленные функции и являются одновременно этнокультурными, информационно-методическими центрами и операторами по проведению в республике масштабных государственных, социально значимых мероприятий и традиционных национальных праздников, таких как Международный день родного языка 21 марта, День национального героя Марии Талышко Кечи, мы его празднуем 26 апреля, День славянской письменности и культуры. Кстати, сегодня всех поздравляю с праздником. У нас тоже в республике сейчас происходит торжественное мероприятие, фестиваль хоров «Два крыла» и ряд других мероприятий. День русского языка, День, значит, марийской письменности. У нас День марийской письменности ежегодно отмечается 10 декабря. Ну вот, я как раз вот перечислила. Причем в рамках празднования Дня марийской письменности ежегодно проводится всеобщий диктант по марийскому языку «Марлачен возена», пишем по-марийски правильно, на горномарийском и на лугомарийском литературных нормах, в котором принимают участие не только жители республики, но и регионов компактного проживания Марии в Российской Федерации и таких зарубежных государств, как Австрия, Венгрия, Германия, Финляндия, Эстония и Япония. Число участников с каждым годом неуклонно увеличивается. В 2020 году писали диктант в онлайн-форме и в офлайн-форме около 2400 человек разных возрастов. Кроме этого, раз в 2 года проводится республиканский конкурс «Книга года Мариэл». Организатором является у нас Национальная библиотека нашей имени Сергея Григорьевича Чавайна и республиканский конкурс сайтов на марийском языке «Звезды Марнета». В рамках реализации государственной программы поддерживаются проекты и мероприятия, направленные на развитие языков народов Российской Федерации, проводя различные праздники. Здесь вот традиционно вы видите, это и республиканский фестиваль языков «Лингва Территория» с участием иностранных студентов вузов республики, которых насчитывается у нас в республике на сегодняшний день порядка 2500 иностранных студентов с 35 разных стран. Межрегиональные национальные праздники марийской культуры Пеледыш-Парем, праздник цветов, татарский национальный праздник Сабантуй, чувашский Акатой, удмуртский Грон-Бетон и другие праздники. Естественно, эти праздники проводятся на языках этих народов и поддерживаются в рамках госпрограммы «Государственная национальная политика». Министерством культуры и печати по делам национальности Республики Мариэл проводятся также совместные фестивали, книжные выставки, олимпиады, конференции, круглые столы, посвященные популяризации родных языков, проживающих в Республике народов. Ну, вот здесь вот видите некоторые примеры. Ежегодно проводятся у нас игнатьевские чтения в Горномарийском районе. Раз в 2 года проводится республиканская научно-практическая конференция «Иван Курлал-Удмаш». Вот, значит, последняя тема была – это этнонациональная традиция, культурно-образовательная деятельность, история и современность. Что касается, хотелось бы несколько слов сказать тоже также о развитии инновационных проектов. Значит, в рамках празднования столетия Республики Мариэл и на протяжении последних 3 лет мы активно тоже, Марийская республиканская марийская культура развивает инновационные проекты. В частности, такие проекты, как обучающие видеоролики по марийскому языку, республиканский конкурс детского творчества «Авам Дейна Парля» вместе с мамой и колледж Тукум юное поколение, реализован просветительский проект «Мультуроки Марла и Лаштные имена», издано 2 сборника DVD-дисков «Мари Парим да Юлаблак», марийские праздники и традиции, содержащие 8 календарных обрядов и 7 семейно-обрядовых праздников на марийском и русском языках. На сайте Республиканского центра марийской культуры размещены 30 электронных уроков и 27 мультуроков по изучению марийского языка. В рамках Республиканского плана основных мероприятий, посвященных столетию Республики Мариэл, который мы праздновали в прошлом году, 4 ноября 2020 года, завершилась работа над проектами «Марийско-русский фразеологический словарь» в 2 томах и «Русско-марийский словарь» в 2 томах, а также информационные технологии и марийский язык.
Не буду останавливаться подробно на государственной поддержке книгоиздания. Здесь вот вы видите некоторые последние издания, которые были, значит, подготовлены Марийским книжным издательством и изданы, значит, к столетию Республики Мариэл, и в рамках реализации программы «Поддержка и развитие средств массовой информации, книг и изданий, государственной программы, государственная национальная политика». Ежегодно поддерживается порядка 20-23 наименований социально значимой литературы в рамках этой программы. Ежегодно выделяется порядка 2 миллионов рублей. Ну вот, в частности, в 2020 году было поддержано издание 25 наименований социально значимой литературы, из них на русском языке 8, на марийском 17, в том числе 13 на марийском и 4 трехязычные. Детские пособия, общий тираж составил 7900 экземпляров, тираж книг на национальных языках 5400. Наименования не буду вам говорить, вы их видите. Все издания представлены на официальном сайте Марийского книжного издательства в разделе «Новинки». Также не могу не сказать, что в соответствии с планом основных мероприятий, посвященных столетию, были изданы произведения авторов, пишущих на языках народов России, в переводе на марийский язык 7 антологий, это 8 книг, общим тиражом 7200 экземпляров, и также изданы произведения художественной литературы марийских классиков в переводе на русский язык. Согласитесь, раньше, во время Советского Союза, это было практикой повседневной, так скажем, сейчас, конечно же, эти тиражи, они, кажется, в масштабах России или Советского Союза они незначительные, но поверьте, для Республики Мариэл это весьма дорогостоящие проекты. И очень значительные. Вот, и для нас, мы считаем, что это, в общем-то, дорого стоит. Четвертое направление – это использование языков в средствах массовой информации и связи. Здесь я тоже комментировать не буду. Печатные СМИ, значит, их количество вы видите. Это журналы, республиканские журналы, республиканские газеты, муниципальные газеты. В том числе есть и на марийском языке муниципальные газеты, с вкладышем на марийском языке, с вкладышем на татарском языке. Про электронные средства массовой информации тоже можно было бы много рассказывать, буквально тезисно. Телевизионное и радиовещание в республике является филиалом ГТРК Мариэл и государственным автономным учреждением культуры Республики Мариэл телерадио на основании государственного задания в соответствии с подпрограммой поддержки развития средств массовой информации книгоиздания. Могу только сказать, что телеканал Мэтр второй год осуществляет круглосуточное вещание на 21-й кнопке, и, значит, объем вещания составляет 168 часов в неделю, безусловно, это на марийском и на русском языках. Объем вещания Мариэл радио составляет 168 также часов в неделю, из которых 90% передач транслируются на марийском языке, фактически круглосуточно, и 9% на татарском языке. Среднесуточная аудитория радиослушателей по Республике Мариэл составляет 45-48 тысяч человек. СМИ активно используют интернет, в том числе формат видеотрансляции Мариэл радио и популярные социальные сети. И пятое направление – это языки в информационных технологиях. Ну, потому что еще чуть-чуть рано к тем диаграммам, да. Языки в информационных технологиях. На официальном интернет-портале Республики Мариэл с 2012 года функционирует сайт на марийском языке Мариэл Республик, на котором размещена основная информация о Республике Мариэл, а также на регулярной основе публикуются новостные материалы и текст нормативно-правовых документов Республики Мариэл. В настоящее время современные текстовые редакторы, поддерживающие стандарт Unicode, позволяют вводить текст на марийском языке в русской раскладке клавиатуры с использованием механизма вставки символов и назначения символу сочетания клавиш. Инсталляторы позволяют установить марийскую раскладку клавиатуры. Электронные словари и автоматическая проверка правописания доступны также для офисного пакета LibreOffice. В целях использования современных IT-технологий в языкознании в текущем году началась реализация просветительского проекта информационных технологий «Марийский язык». Итоговым продуктом реализации проекта стал Национальный корпус марийского языка с 20 миллионами словоупотреблений. Ведется также работа по вычетке и корректуре отсканированных текстов, так в соответствии с договором СОА Яндекс в сервисе Яндекс. Переводчик добавлен марийский язык. Перевод производится на 99 языков мира.
должна еще добавить, что начата работа по использованию нейросети в прикладной лингвистике, созданию аудио- и видеокорпуса с образцами марийской речи, которые необходимы для формирования системы распознавания речи и других продуктов, использующих речевые технологии. Да, заканчиваю. Хочу сказать, что вот буквально недавно значит, наш Марийский научно-исследовательский институт подписал соглашение с Марийским Поволжским государственным технологическим университетом о сотрудничестве. Надеемся, что совместная деятельность лингвистов и программистов даст новый толчок сохранению и развитию марийского языка в киберпространстве, о чем сегодня говорил и Евгений Иванович. В Государственном архиве Республики Марий Эл, Государственном, значит, архиве аудиовизуальной республики, документации Республики Марий Эл ведется также большая работа по оцифровке архивного и аудиовизуального наследия Республики Марий Эл. Такая же работа осуществляется в наших библиотеках. Здесь вы на диаграмме видите доли единиц хранения основных фондов, переведенных в электронный вид. Из всего количества, значит, единиц хранения фондов, значит, переведены в электронный вид, вы видите, да, одну цифру называют, 15%. Я не знаю, по сравнению с другими субъектами это много или мало, но работа это требующая тоже большого достаточно количества времени и больших усилий, в том числе технического оснащения. Проблемные точки и стратегические направления. Основным противоречием, формирующимся нового общества, основанным на сетевых структурах, является все-таки, мы считаем, противоречие между глобализацией мира и самобытностью конкретного сообщества, идентичностью конкретного сообщества. Что делать в условиях информационного общества, вот в условиях глобализации? Ну, мы считаем, что, наверное, нужны в эту эпоху совершенно другие подходы, другие методы. Вот мы знаем, что в некоторых субъектах, особенно в частности в Татарстане, созданы и действуют активно полилингвальные школы. К сожалению, у нас в Республике Марий Эл такой школы нет. Это наша задача, которая перед нами стоит. Мы тоже намерены создать такие школы. Нужна также целенаправленная подготовка молодых исследователей научных проблем гуманитарного профиля, этнокультурного направления, этнологов, социологов, историков, археологов, переводчиков, педагогов, IT-разработчиков и программистов со знанием марийского, русского и английского языков. Третье стратегическое направление, над чем нам нужно работать активно, это всем активизировать работу по повышению этнического самосознания, созданию позитивной этнической идентичности, по распространению семейного опыта, в сохранении и развитии родного языка, духовных ценностей и традиций. Всем плодотворной работы, благодарю за внимание. Тал Лушланда. Есть хорошие, очень интересные данные, итоги социсследований. К сожалению, то, что сегодня Евгений Иванович озвучил, у нас тоже, конечно, очень большие риски и вызовы перед республикой, перед теми, кто занимается языковой проблемой, языковой политикой, о том, что количество детей уменьшается. Вот если только сравнить две цифры. Если в 1973 году в семьях говорили родители с детьми на родном языке марийском 66%, сейчас эта цифра уже снизилась в 20%, и даже идет процесс снижения еще больше. Что касается корреспондентов, которые считают родной язык, вернее, марийский язык родным языком, если в 1994 году считали, значит, марийский язык родным языком 88% и 60%, то есть 88%, почти 89%, то за 20 лет, за 21 год это количество снизилось на 10%. И сейчас родным языком марийский считают только 78%. Конечно, картина, как говорится, без комментариев. Вас написано, да. Еще раз спасибо большое. И разрешите, пожалуйста, мне вручить библиотеки национальной. Давайте вам какой-то я антологию здесь. Да, мне пожалуйста. Почитал, разожрал. Ирина Степановна, большое спасибо, уважаемая Ирина Степановна. И я, конечно, не да, наша музыкальная группа, если они говорят, они построят такой костюм, вот такой альбом, это называется «Марийский костюм».
Спасибо большое. Я благодарю за то, что такая уважаемая в Российской Федерации газета, как литературная газета, приняли наше приглашение на участие в фестивале, несмотря на плотный график работы. И я приглашаю Максима Адольфовича Замышева, главного редактора литературной газеты, о том, как газета работает в сохранении и развитии языковых литературных традиций Российской Федерации. Вот буквально перед конференцией наш народный писатель Вячеслав Витальевич Арзыкет посчитал только вот в нашем новом веке, 21-м, за 21 год, более 50 авторов из Удмуртской республики были представлены на страницах литературной газеты. Причем это авторы, которые пишут как на удмуртском, на русском, на татарском и марийском языках. Конечно, газета представляет в переводах, но это тоже очень важно для того, чтобы мы знали, знакомились с очень интересной, разнообразной литературой субъектов Российской Федерации. Спасибо. Дорогие друзья, добрый день. Мы живем не самое худшее для России время, но время для культуры, несомненно, непростое, поскольку достаточно много существует факторов, связанных как с глобализацией, так с попыткой насадить чуждые ненациональные ценности, так и с повальной цифровизацией, которая помимо полезных, удобных вещей несет в себе много ловушек и опасностей, в которые, к сожалению, многие люди, особенно молодое поколение, попадают. В этих условиях литературная газета пытается идти против информационного ветра, да, по которому идут многие СМИ, превращаясь в таблоиды, превращаясь в вестники, не знаю, там, браков, разводов, скандалов, чего-то еще. Мы стараемся пушкинский завет сеять разумное, доброе, вечное и чувство доброе пробуждать лирой в нашей газете сохранять. Имя Пушкина для газеты важно, поскольку именно по идее Пушкина в 830 году литературная газета была придумана, создана, и с тех пор вот с некоторым перерывом в XIX веке мы выходим регулярно, информируя наших читателей о всем том интересном, что происходит в жизни культуры, политики, аналитики, социальных каких-то явлений в нашей стране. Наша задача показать, как велика, огромна и интересна наша страна. Невероятно обидно, когда ты видишь, что происходит в России огромное количество книжных презентаций, спектаклей, концертов, научных конференций, но внимание федеральных, центральных СМИ, центральных каналов они не удостаиваются. Ну, по каким-то причинам, не знаю по каким. Не будем это анализировать, это пускай анализируют люди, которым это положено делать. Виноватых мы не ищем. И на вопрос, что делать, мы не отвечаем, мы просто делаем. Каждую неделю мы стараемся напечатать как можно больше информации о культурных событиях, стихов, прозы, выступлений крупных спикеров, как и политических деятелей, так и деятелей культуры, рассказать о книгах, которые выходят как в крупных издательствах, ЭКСМО, АСТ, Азбука, Репол Классик, так и книги, которые выходят в региональных издательствах, которые тоже не менее интересны для наших читателей. Традиционно большое внимание литературная газета уделяет литературе на национальных языках. Уже многие годы существует проект «Многоязыкая лира России». Вот им руководит Анастасия Ермакова, которая здесь присутствует, заместитель главного редактора литературной газеты. И вот я хочу вам показать два выпуска этого проекта, которые посвящены литературе Удмуртии. Вот так это выглядит, такой красивой шапкой. Вот. 4 полосы в одном номере, 4 в другом. Представлены авторы Удмуртии. И те, которые пишут на русском языке, и те, которые представлены в переводах.
Те, кто еще не читал, рекомендую ознакомиться на нашем сайте. Но я надеюсь, что какие-то библиотеки подписывают литературную газету, поэтому можно всегда эти старые номера взять и прочитать, если вы еще не прочитали эти замечательные тексты. Почему это важно? Многоязыкая наша страна с огромным количеством эстетик, этик, культур. Это не сложность, это наша сила. Да? Потому что здесь каждый язык прекрасен. И пока существует система взаимных переводов, система перевода на русский язык, она слаба. Пожалуй, литературная газета здесь один из немногих элементов, который работает системно. Но пока мы общаемся в этом ключе, то моральный климат, общественный, культурный климат в стране не будет агрессивным. Потому что, как говорит один мой старший товарищ, когда переводили националы друг друга, национальные поэты, русские поэты их переводили, была дружба народов. Как перестали, то Чеченская война началась. Слава богу, она кончилась. Вот. И те ошибки, что были допущены в 90-е годы, когда литература национальных языков не уделялось никакого абсолютного внимания, я думаю, постепенно будут исправлены. Мы это видим. Есть федеральная программа поддержки национальных литератур, которая, кстати, позже была создана, чем литература об этом заявляла. Но она тоже играет свою определенную роль. И выходят антологии, где представлены все авторы на всех языках, которые существуют в России. Вот культура сейчас – это фронт. Мы работу в нашей газете воспринимаем как постоянное сражение за отстаивание тех ценностей, которые делают Россию Россией. Мы хотим, чтобы люди, которые живут в России, были причастны к своей стране, чтобы они не имели представление о книгах по Гарри Поттеру, о киноискусстве, по фильму «Форсаж» там, 20 и о театре по какому-то модернистскому спектаклю. А они имели целостное и полное представление о том, в какой стране они живут, какая у нее огромная литература, какая у нее интересная история, как интересно развивается даже ее нынешняя культура. Может быть, наша армия не так велика, но мы стараемся на каждом участке фронта побеждать. Если вы будете нашу газету больше читать, подписывать, покупать в киоске, вы примете участие в этой борьбе, которая, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что она благородна и необходима для нашей страны, иначе мы утонем в потоке вот этой бессмысленной, неструктурированной цифровизации и не сможем отличить, собственно говоря, бриллианты от какого-то мусора. Спасибо, будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам огромное, уважаемый Максим Анатольевич. Я думаю, что вы сегодня высказали вот то беспокойство, то даже недоумение и, наверное, боль, которая сегодня вообще присуща нам. Обмениваемся мнениями, что да, мы думаем о поэтому я думаю, что в вашей армии однозначно есть работники библиотек, работники, да, мы держим этот фонд, и когда говорят, уважаемые коллеги, я обращаюсь к библиотекарям муниципальных библиотек. Я обращаю ваше внимание на очень достойное издание литературной газеты. И я думаю, что среди подписных изданий она обязательно будет в библиотеке. Это на самом деле представление современной российской литературы. И еще хочу сказать, что сегодня встреча с литературной газетой состоится в 17 часов в музейно-выставочном комплексе оружия. Уважаемые коллеги, мы немного выбились из регламента, но тем не менее я не могу сейчас
не представить нашу уважаемых партнеров в проведении фестиваля. Это Ольгу Александровну Левковец, директора Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», члена Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку. С докладом «Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант» как инструмент продвижения русского языка и современной русской литературы». Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо большое за приглашение, и безумно приятно поддерживать проведение такого фестиваля, приятно быть в Ижевске, приятно слышать прекрасный удмуртский язык. Поговорить я хочу, конечно же, в первую очередь про русский язык, потому что «Тотальный диктант» — это проект, который продвигает русский язык, русскую литературу, и в России, далеко за ее пределами, я, вот, в отличие от коллеги, который говорил про то, что это фронт, война и борьба, хотела бы поговорить про продвижение русского языка и русской культуры, как про праздник, который всегда с нами, который всегда с проектом «Тотальный диктант» и с сотнями тысяч людей, которые принимают в нем участие. Зародившись в 2004 году как студенческая акция Новосибирского государственного университета, как небольшое мероприятие на 120 человек, «Тотальный диктант» вот уже 18 лет шагает по планете и вовлекает, с одной стороны, все больше и больше участников, с другой стороны, приобретаются новые и новые формы существования. Вот ими я хотела бы поделиться. Но сначала хотела бы рассказать о том, как прошел «Тотальный диктант» в этом году. Он состоялся 10 апреля, и в нем приняли участие почти 700 тысяч человек. Были и онлайн-форматы участия, формат «Пишем дома», пандемийный наш формат, к сожалению. Был и очный формат сохранен, и более 90 тысяч человек написали диктант очно. Мы возвращаемся в офлайн, это тоже очень-очень радует. Столицей «Тотального диктанта» стал Якутск, тоже многонациональная республика. И автором текста в этом году стал Дмитрий Глуховский. Дело в том, что на протяжении многих уже лет, с 2010 года, «Тотальный диктант» привлекает для написания текстов современных российских писателей, знакомя широкую аудиторию, в том числе и с современной русской литературой. Не только и не столько являясь акцией по проверке грамотности, потому что все-таки русский язык — это не школьный предмет, это не то, за что мы когда-то получили 2, 3 или 4 или 5 в школе. Русский язык — это действительно язык государствообразующего народа, русский язык в нашей многонациональной стране — это способ почувствовать свое единство, почувствовать величие, и на самом деле не только в России. Знаете, для меня каждый раз открытие, что на русском языке говорят абсолютно везде. В какой бы точку мира ты не приехал, ты обязательно встретишь русскоязычного человека. Это безумно приятно, и вот нашей задачей является объединить всех людей, которые говорят по-русски, которые любят русский язык, и один раз в год таким образом дать возможность признаться в любви русскому языку и русской литературе. География проекта в этом году тоже достаточно широкая, как и всегда. 123 страны присоединились к акции, 38 писали очно, и, к сожалению, большая часть писали онлайн из-за ограничений. Каждый раз, опять же, стараясь проводить «Тотальный диктант» как праздник русского языка, мы привлекаем известных личностей в качестве диктующих или диктаторов, как мы их ласково в шутку называем на сленге «Тотального диктанта». Мы привлекаем разные интересные площадки. Вот, например, на слайде видна площадка в Музее вечной мерзлоты в Якутии, где студенты Якутского университета смело и отважно при температуре -10 смогли написать «Тотальный диктант». Диктант проходил над землей на высоте 10 тысяч метров на рейсах авиакомпании Seven, и в этом году на рейсах авиакомпании Якутия. Диктант проходил дважды на Международной космической станции, где наши космонавты писали тексты. Диктант проходит абсолютно везде, поэтому он тотальным и называется. И, конечно же, основными традиционными базовыми площадками «Тотального диктанта» становятся вузы, школы, библиотеки. В этом году это были еще и площадки кинотеатров. Вот, например, кадр из Новосибирска, в кинотеатре «Победа» была организована площадка диктанта. Это Владивосток, куда прилетела Галина Юзефович, чтобы продиктовать не свой текст, а текст Дмитрия Глуховского участникам. Это площадка Новосибирского государственного университета, родины проекта, где диктовала Гузель Яхина для участников. Она же была автором текста в 2018 году. Это Высшая школа экономики в Москве, где Владимир Познер уже по традиции
традиции диктует с 2014 года. Он ни разу не пропускал тотального диктанта, не упускал возможности продиктовать текст аудитории. Тотальный диктант становится мероприятием традиционным для различных организаций. Например, в этом году фонд Тимченко организовал площадку для работников благотворительной сферы. Яндекс в своей штаб-квартире проводил тотальный диктант, и у людей и у участников была возможность написать текст под диктовку генерального директора компании. Фонд президентских грантов не только поддерживает тотальный диктант, но и организует собственную площадку для сотрудников фонда и всех желающих. Крупные бизнесы тоже признают, что грамотность – это важная компетенция современного человека. И группа компаний «Регион», например, объединила своих директоров и в этом году организовала такую корпоративную площадку, написав текст под диктовку Сергея Безрукова. В этом году, как я и говорила, уже за рубежом диктант проходил не так широко, но, например, у нас есть достижения, поскольку Узбекистан впервые стал государством, в котором тотальный диктант очно прошел во всех 14 регионах республики, и более 2000 человек написали на диктант там. Это стало возможно в том числе и благодаря сотрудничеству с РГПУ имени Герцена, с Министерством просвещения Российской Федерации. Ну и, как я говорила, традиционные, нетрадиционные площадки диктанта в этом году тоже были. Вот Яна Чурикова, например, в Москве в электробусе диктовала, Валдис Пельч на московских центральных диаметрах. И помимо того, что тотальный диктант объединяет тех, кто любит русский язык и уверенно на нем говорит, тотальный диктант уже на протяжении 6 лет проводится для тех, кто только начинает изучать русский язык. У нас появился такой младший брат диктанта, тест Труд он называется. Он проводится и в России, и за рубежом, и его участниками становятся иностранные студенты, дети билингвы. И в продолжении истории с праздником русского языка очень часто опыт проведения тотального диктанта за рубежом сводится к тому, что действительно устраивается семейный праздник. И, например, придя на одну площадку, семья расходится по разным аудиториям, русскоязычная мама идет писать тотальный диктант, папа иностранец, ребенок билингв идут принимать участие в тесте Труд, и таким образом все получают новые знания о русском языке. В этом году больше 8000 человек написали такой тест Труд, и если посмотреть на эти слайды, видно, что тотальный диктант действительно объединяет на почве любви к русскому языку очень-очень разные культуры. Вот эта прекрасная корейская пара – это не площадка в Сеуле или где-то еще в Корее. Это площадка в Южном федеральном университете, в Ростове-на-Дону, площадка для иностранцев. И каждый год эта пара приходит в национальных костюмах, чтобы с одной стороны выразить любовь к своей культуре, с другой стороны любовь к русскому языку. А площадка в православном храме Бангкока тоже стала постоянной площадкой тотального диктанта. И теста Труд, и тоже участники с радостью, удовольствием туда приходят. Помимо тотального диктанта у нас прошел большой 17-часовой онлайн-марафон, где мы говорили о языке, о литературе, о русской культуре, где мы провели урок якутского языка, выражая уважение, опять же, Якутску как столице тотального диктанта. И помимо этого, помимо того, что диктант мы проводим, мы понимаем, что, как Евгений Иванович говорил, с одной стороны, для малых языков есть большая проблема и большое количество факторов, которые препятствуют изучению, препятствуют повышению уровня грамотности, сохранению письменности на этих языках. С другой стороны, для русского языка, несмотря на все, что для него делается, есть тоже большие проблемы для его изучения, в первую очередь, взрослыми людьми. И вот тотальный диктант, с одной стороны, организует такой праздник русского языка, с другой стороны, старается создать большую инфраструктуру масштабную для того, чтобы взрослые люди могли повышать уровень своей грамотности, могли учить русский язык, могли узнавать новое что-то о русском языке и о русской литературе постоянно. Это такая немножко семейная фотография. Я хотела напомнить, что тотальный диктант – это проект общественный. Как и говорила в начале, инициировали акцию студенты, и затем различные филологи, люди неравнодушные, люди, которые хотят менять мир к лучшему из совершенно разных уголков проекта, входят в состав штаба и филологического совета тотального диктанта. С одной стороны, мы хотим сохранить такой студенческий кураж и задор, с другой стороны, это, конечно же, невероятно большая экспертиза филологов самого разного уровня из разных регионов России, из-за рубежа, которые обеспечивают проведение акции и создание наших образовательных продуктов на очень
высоком уровне. Тоже немножечко пробегусь, потому что мы делаем помимо тотального диктанта. Это курсы, это, с одной стороны, онлайн-курсы, которые позволяют подготовиться к тотальному диктанту, и их эффективность доказана тем, что очень многие участники, которые курсы посещают, улучшают свои оценки, и, приходя, например, впервые на тотальный диктант, получив двойку, не отчаиваются, приходят на курсы, пишут диктант снова, и в конце концов, может быть, за 1, а может быть, за несколько лет доходят до 5 на тотальном диктанте. Помимо этого мы делаем курсы, которые не привязаны непосредственно к акции «Тотальный диктант». Это как раз те самые курсы для взрослых, которые помогают повысить уровень грамотности. Есть курс по основным сложным правилам правописания. Он называется «Никогда не пиши никогда». Но тоже мы стараемся с юмором, игрой слов и такими каламбурами ко всему подходить. Второй курс называется «Мышь продеться». Это курс по истории русской орфографии, о том, какие изменения претерпевали нормы правописания в течение последнего времени, какие изменения могли бы быть приняты, но приняты не были. И, конечно же, мы повторяем актуальное написание и говорим о том, как правильно писать сейчас, ну и о том, почему огурцы могли бы писаться через «и» на конце. И недавно вышел курс у нас «Русская пунктуация. Болевые точки и двоеточие». Понятно, что и участников тотального диктанта, и у многих людей, которые к тотальному диктанту имеют мало отношения, очень много проблем вызывает пунктуация, и мы поэтому решили разработать такой курс. Он будет еще продолжен, потому что в один курс мы не уместили все, что хотели бы. И в целом вот слушателями этих курсов стали уже порядка 100 тысяч человек, они востребованы, они доступны, они, конечно, уже бесплатны для всех желающих, они дают возможность получить сертификаты, пройдя курс и выполнив соответствующие задания. Как я говорила, тотальный диктант – это серьезная большая научная работа, это большая работа экспертов, филологов, и анализируя результаты тотального диктанта, филологи могут делать выводы о том, почему люди ошибаются в тех или иных местах. И часто эти выводы говорят о том, что, например, некоторые правила в школьных учебниках сформулированы не полностью или не четко, и эти учебники можно как-то, например, откорректировать или доработать. А какие-то выводы говорят о том, что просто необходимо освежить или систематизировать нормы правописания. Сейчас, конечно, в первую очередь наши эксперты говорят о том, что необходим свежий справочник по пунктуации, потому что многое, конечно, устарело, приходится искать по разным источникам, которые иногда противоречат друг другу или не включают те конструкции, которые актуальны, которые используются в современном русском языке. Помимо того, что я говорила, что мы проводим тест для иностранцев, которые изучают русский язык, для них же мы уже 2 года организуем такой онлайн-курс, который называется «Готов к труду». Это лингвокультурологический курс, который посвящен тематике текста тотального диктанта в 2020 году, когда текст диктанта был посвящен Циолковскому. Этот курс был про космос, он актуален в этом году как никогда в связи с юбилеем, поэтому его с удовольствием проходят, и русскоязычные и дети, и взрослые тоже в игровой форме таким образом постигают русский язык и важные факты из истории отечественной, не только космонавтики. В 2021 году такой курс посвящен теме семьи, теме династии. Говоря о литературе, наверное, чуть-чуть подробнее остановлюсь, хочу сказать, что у тотального диктанта вышло уже 5 книг. Это книги, конечно, в первую очередь посвященные русскому языку. Первая книжка была «Хрестоматия тотального диктанта». Она объединила те тексты, которые написали авторы специально для акции. И в этой книге как раз, используя эту книгу, можно, с одной стороны, учить людей русскому языку, использовать ее как сборник диктантов. С другой стороны, мы знаем случаи, когда с помощью хрестоматии тотального диктанта школьные преподаватели вели курс современной русской литературы, потому что это как раз неплохая подборка современных русских писателей. Ее просто интересно почитать, познакомившись сразу с большим количеством авторов. Эта книга «Эффективная бизнес-коммуникация», которая помогает грамотно строить письменную и устную речь абсолютно любому человеку, потому что где бы мы ни работали, мы все равно сталкиваемся с необходимостью писать, обрабатывать тексты, выступать на небольшую или на широкую аудиторию. Эта книга, обложка которой сейчас на экране, 100 текстов о языке, это научно-популярный сборник, который в легкой, очень короткой форме, но с
экспертной точностью рассказывает о прошлом, будущем, настоящем русского языка, который помогает вовлечься в мир информации о языке, в мир филологической науки, в мир знания о языке. И хотела еще сказать о небольшой книге, это «Тотальные истории», о том, как живут и говорят по-русски. Эта книга была написана в рамках тотального путешествия, когда мы командой тотального диктанта, и включая в том числе филологов и писателей, проделали путь от Владивостока до Таллина. И мы не просто ехали, мы проводили просветительские мероприятия и исследования о том, как же говорят в разных регионах России. И в этой книге как раз есть глава в том числе и про Ижевск, потому что мы проезжали здесь, и про многие-многие другие города, потому что 30 городов мы проехали за 30 дней путешествия. Вот, и, соответственно, там можно узнать разные интересные регионализмы, языковые особенности и так далее, и так далее. Вот, дальше не буду особо останавливаться на разных форматах. Как я говорила, для продвижения русского языка мы стараемся делать разные мероприятия, стараемся устраивать праздники русского языка, от тотального путешествия до серьезных программ повышения квалификации. Недавно прошел фестиваль грамотности в Якутске, как раз такой яркий пример, как многонациональная, многоязыковая республика активно работает над тем, чтобы повышать уровень владения русским языком, уровень обучения русскому языку. Вот. И если говорить про заимствование, о котором говорили, с этим мы стараемся не бороться, а работать, стараемся с помощью таких, например, просветительских роликов рассказывать о том, какие же слова появляются. Вот есть здесь у нас один ролик, например, который рассказывает о кинотерминах: байопик, мистерство, айтворшинг, ребут. И что это за слова? Почему они пришли в язык? Можно ли их заменить? Или останутся ли они с нами надолго? Или будут незаметным явлением для языка? Вот. Ну и самое главное, если мы все-таки ими пользуемся, то как же их правильно писать? И проект «Библиотека грамотности», в том числе, благодаря которому мы оказались здесь, это проект, который является тоже продолжением и издательской деятельности, и тотального диктанта со всеми его курсами и разными просветительскими активностями. Это создание центров грамотности, таких мест в библиотеках, естественно, в библиотеках, где собрана актуальная, современная, качественная литература о русском языке. Это литература учебная, справочная, научно-популярная. Это место, где будут проходить разные мероприятия, которые позволяют вовлечь самую широкую аудиторию, опять же, в изучение русского языка, и, главное, дарить качественный, яркий, интересный контент о языке. И это встраивание, в том числе, в какие-то городские пространства, вот такой арт-объект, буккроссинг и площадка для проведения мероприятий небольших на свежем воздухе появились в Тамбове в рамках открытия центров грамотности. А завтра в Сарапуле мы откроем не 5, как обычно мы делаем в регионах, а целых 6 центров грамотности в Удмуртии. В Ижевске будет работать 2 таких центра. И у каждого будет возможность получить доступ к этой литературе. И вот такие еще тотальные аллеи, например, мы высаживаем. С одной стороны, это экологическая акция, потому что мы компенсируем природе ущерб, нанесенный напечатанием бланков для тотального диктанта. С другой стороны, таблички, которые украшают аллею, сопровождают ее, тоже несут в себе информацию о русском языке. Такие аллеи есть в Челябинске, в Санкт-Петербурге, в Ясной Поляне, и в этом году появится еще одна. И это еще один микс такой языка, литературы и культуры. В этом году специально для акции мы сняли художественный фильм, который был показан всем перед началом тотального диктанта. С одной стороны, это было желание донести до аудитории всю историю, которую написал Дмитрий Глуховский, потому что каждый регион пишет только одну свою часть текста. С другой стороны, это возможность усилить такой медиа-эффект акции, дополнительный информационный повод. Это актеры, которые активно приглашали людей на диктант и так далее, и так далее. И совсем свежий проект тотального диктанта «Амбассадоры русского языка». Мы проводим серию просветительских мероприятий за рубежом. Не так давно мы вернулись из Узбекистана, где читали
читали лекции, читали программы повышения квалификации преподавателям, общались с широкой аудиторией, знакомили, опять же, с известными российскими писателями. Осенью мы должны поехать в Турцию. Вот пока я как раз ждала своего выступления, поступила новость от РИА Новости, что теперь турецкие студенты, которые учатся на программах, связанных с туризмом, обязаны будут учить русский язык, поэтому я думаю, что наша поездка будет иметь особый смысл. Вот. И еще особенно приятно в заключение сказать, что тотальный диктант не только на продвижении русского языка и русской литературы работает, он работает еще и на продвижении и сохранении национальных языков, потому что мы насчитали, что 49 языков и диалектов Российской Федерации существуют, на которых проводятся акции, аналогичные тотальному диктанту. И я думаю, что сегодня мы тоже не зря, потому что первый такой диктант появился именно в Удмуртии, именно на удмуртском языке, и в этом году он состоялся в 10-й раз. Вот, поэтому спасибо большое за внимание и желаю всем успехов. Спасибо, Александр. Я две реплики, можно? Ну, первая реплика, значит, спасибо за вашу большую работу, я ее знаю, мы ее изучаем, естественно, мы участвуем даже как-то, значит, но особо, да, пишем. Особо, значит, спасибо за то, что сейчас, как вот Евгений в своем докладе сказал про Вьетнам, Никонов Вячеслав в своем докладе тоже докладывал, что за 10 лет мы потеряли 50 миллионов носителей русского языка в мире. Это большая потеря, и вот ваш проект, я думаю, что как-то должен сбалансировать эту потерю. И вторая, значит, реплика, это такая юмористическая, значит, можно сказать, вы все-таки варитесь засилием иностранных слов в русском языке, потому что вот это даже на высоком уже уровне, слава богу, увидели. Мишутин по поездке, по-моему, по Новосибирску, кстати, откуда ваш диктант, да, зародился, один из чиновников сказал, значит, мы после встречи с вами проведем, значит, воркшоп. Значит, он сказал, а почему совещание звучит хуже, чем воркшоп? Значит, уже начали политики наконец-то заниматься этими проблемами. Я думаю, что вам тоже надо это дело, помимо того, что правильно это писать надо, воркшоп, значит, еще сказать, что это можно заменить нормальным русским словом. Спасибо. Спасибо большое. Я благодарю вас, уважаемая Ольга Александровна, что вы провели Удмуртию именно для открытия центров грамотности. Для нас это в первую очередь ответственность. И у нас шла онлайн-запись на встречи, и тотальный диктант сегодня представляют лекции Владимира Пахомова. Честно говоря, к моему удивлению, много очень записалось, что наш зал не смог вместить всех желающих. Зал на 55 мест записалось 150 человек. Поэтому тема важная, актуальная, и та огромная работа, которую вы проводите, она очень важна. У нас работают книжные аллеи на бульваре Гоголя, у нас там есть аллея грамотности. 2 дня будет работать 24-25. Так что я благодарю вас за сотрудничество. Дорогие друзья, вот мне тут вы, организаторы, коллеги, пишут, давайте на кофе не будем прерываться, но мы работаем с вами уже более 2 часов. Возможно ли послушать Антона Александровича Сомина после небольшого перерыва онлайн? Возможно. Давайте, вот я все-таки считаю, нам нужно прерваться на небольшую кофе-паузу. 15 минут. То есть мне очень понравилось Синоде приветственный чай. Да, кофе-брейк уже нет, а кофе-пауза. Нам надо заменить, будет у нас там 2 кадра выпадают. И потом листание, это возможно, там есть книга. А? Там, то есть я сама делаю, вот там 2 кнопки. Одна налево, вторая направо, которая светлая. А куда направлять? Почему первый вектор не срабатывает? То есть это есть саморегулирование. Так, это дошло, тогда делайте листание. Нежно, аккуратно все. Так, защитим презентацию, листать. Заметьте другие. Я почему-то не знаю, а там не фотографии, как-то не все. Так, что тогда?
Я просто не знаю, как. Там будет включено, да? Да, потому что она была автоматом на 10.03. А камеру нельзя было поставить поближе, да? Это надо было организовать по-другому. Просто очень далеко. Нет, но провод и туда. Это понятно. Я надеюсь, что мы последний раз на чужих вещах. Это ужасно. Это ужасно. Это вот этот минус и есть, когда они у себя, особенно в правительстве. Ну, нормально, нормально. Там все понятно. На все. Вы еще после обеда, да? Молодец. Молодец, молодец. Я сейчас. На последний да, презентация минут. Сейчас Сомин будет, но он там онлайн, я так понял. Его не пустили сюда. Может, решили уже проблему? Не-не-не, уже. А он, кстати, онлайн я не знаю, как он. Я не совсем поняла, где. Анна Леонидовна сказала, я не услышала.
Наталья Викторовна, в общем, попросили, чтобы кондиционер на полную мощь, да? Да, и кондиционер, чтобы все-таки на полную мощь, да? Хорошо, и что, мы с вами можем сейчас подключить? Все, сейчас начинаем. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу нашей среды немножко по идее. Пожалуйста, может быть, поближе. И всем все слышно, да? У нас первая часть запланирован доклад, который мы не успели послушать. Но Антон Александрович Сомин нас ждет. Антон Александрович, добрый день еще раз. Вы нас слышите? Добрый день, да, слышу. Да, Антон Александрович, лингвист, преподаватель и научный сотрудник факультета гуманитарных наук научно-исследовательского университета Высшая школа экономики и Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. И Антон Александрович нам сейчас расскажет о неоднозначности понятия «родной язык». Добрый день. Надеюсь, что мою презентацию видно, да? Да, да. Отлично. Итак, наша конференция посвящена родному языку, и в докладах, которые я слышал сейчас, к сожалению, не будучи гражданином России, я не смог пройти на территорию Дома правительства, но я все смотрел в трансляции, поэтому слышал доклады коллег, и в этих докладах, и во многих других выступлениях термин «родной язык» упоминается, используется, и кажется, что ничего более понятного и однозначного, чем этот термин, вполне простой, быть не может. Тем не менее, оказывается, что в разных работах, в разных выступлениях этот термин используется с разными значениями, и это приводит к некоторым проблемам. Вот об этом я и хотел рассказать. Например, если мы откроем текст средств массовой информации, то мы увидим, что там родной язык может встречаться в разных смыслах. Вот, например, сегодня утром я открыл Яндекс.Новости и выписал оттуда несколько новостей, в которых встречается это словосочетание. Например, вот, сами ребята редко бывают у бабушек и дедушек, поэтому чаще всего плохо владеют родным языком и не знают какие-то принятые вещи. Или в условиях, когда в семье родители сами не владеют родным языком, не могут приобщить детей к нему и так далее, единственным ресурсом для сохранения родных языков являются образовательные организации. Это тот смысл, когда родной язык – это тот язык, который, несмотря на то, что родной, мы можем забыть, можем им плохо владеть, и это одно. Совершенно другое понимание мы видим вот в таких цитатах. Таким образом, в школах с родным нерусским языком обучения вправе обучаться дети всех национальностей. Здесь рассказывается о некоторых проблемах, связанных с языком обучения, и понятно, что здесь, если мы подразумеваем под родным языком тот язык, на котором тебе учиться проще, то это явно не этот родной язык, который был на предыдущем слайде, потому что это значит не тот язык, которого ты не знаешь или которым ты плохо владеешь. Это, наоборот, язык, который ты знаешь лучше всего. Так что в каком-то смысле эти два родных языка оказываются антонимами. Вот другой пример. В программе KLSBR, это какая-то статья из Эстонии, судя по эстонскому слову, приняли участие учащиеся 30 разными родными языками. Для большинства участников родным языком является русский. Тоже очевидно, ну и дальше большой список других родных языков. Очевидно, что это те языки, на которых в жизни, в повседневной жизни говорят вот эти учащиеся этой программы. Или, например, статья с ленты.ру, где рассказывается о том, когда лучше обучать детей иностранному языку, где говорится, что ребенок должен сначала владеть родным языком, научиться хорошо читать и писать на родном, потом можно изучать иностранный. Тоже очевидно, что здесь под родным языком подразумевается даже не просто основной язык, а первый язык, ну и в данном случае первый и основной является синоним. Таким образом, мы видим, что у родного языка есть два понимания, а даже на самом деле еще больше. На первом слайде мы видели родной язык как язык твоего этноса, то есть я, например, якут, поэтому родной язык мой якутский, даже если я им не владею или владею плохо. Второй родной язык – это первый основной язык, на котором я думаю, говорю в повседневной жизни. И он противопоставляется иностранным языкам и может быть противопоставлен языку этноса, потому что ни для кого не секрет, что многие представители коренных народов России в качестве основного языка и для разговора, и даже языка, на котором они думают, видят сны, используют русский язык. В таком случае у них возникает конфликт с точки зрения того, что считать родным языком. Но есть на самом деле и третье понимание, которое я не проиллюстрировал цитатами в СМИ, потому что это более редкое понимание, тем не менее вполне встречающееся. Это родной язык как первый выученный в детстве язык.
Это не обязательно тот, на котором мы говорим. Чаще всего такое попадается, если это статьи о мигрантах, в которых рассказывается, что люди переехали в другую страну или в другой регион и забыли свой родной язык. И в данном случае вот эти 3 родных языка в его жизни того человека, о котором мы сейчас говорим, могут быть совершенно разные. Скажем, первым он выучил, допустим, татарский, но, переехав в детстве из деревни в город, родным языком стал для него русский, а при этом а при этом с точки зрения этноса он башкир, который живет в Татарстане. И, соответственно, в разных случаях своим родным языком он может назвать один из этих 3 языков. Но так как в текстах ни СМИ, ни часто научных статей, ни сейчас в докладах, которые прозвучали до этого, мы не уточняем, что мы подразумеваем под родным языком, да, безусловно, это почти всегда понятно из контекста. Но в тех ситуациях, когда для человека важным основным пониманием является только одно из этих 3, может возникнуть конфликт. И эти конфликты регулярно возникают. Хорошо. Что мы делаем, если у нас есть какой-то лингвистический термин, и мы не знаем, что он значит? Мы обращаемся в учебники по соответствующей дисциплине, в данном случае родной язык – это термин из социолингвистики. Но и учебники социолингвистики здесь не будут источником полезной информации, потому что, во-первых, бывает язык научный, и бывает язык бытовой, то, что в лингвистике называется научная картина мира и наивная картина мира. И, собственно, люди, которые используют термин, и журналисты, которые этим термином пользуются, и которые друг друга не понимают, и из-за этого конфликтуют, вовсе не обязаны использовать термины так, как их используют лингвисты. Но и у лингвистов нет единообразия. Например, я взял 3 наиболее часто используемых в вузах России учебников социолингвистики. Это учебник социальной лингвистики Нины Борисовны Мечковской 1996 года, где в принципе не дается определение родного языка, а в тех случаях, когда он встречается, в одном случае в скобках указано материнским, какой язык является родным или материнским, зависит от языкового коллектива. И тут вторая встреча этого термина, где речь идет об интерференции, то есть смешении 2 языков у человека. И здесь родной или основной язык, кроме того, непонятно, здесь подразумевается, что родной и основной – это синонимы, или же это разные вещи, и, соответственно, тут имеется в виду, что либо родной, либо основной. Кажется, здесь второе понимание, значит, здесь родной – это не основной. То есть, видимо, здесь родной – это выученный первым, что видно по вот этой скобке, потому что материнский, очевидно, это язык твоей матери, то есть тот, который ты изучаешь первым. Получается, что в этом случае, здесь в учебнике, родной язык не совпадает с основным, и тем более не совпадает с языком этноса в том контексте, в котором чаще всего это встречается как в текстах СМИ, так и в докладах вроде тех, которые звучали сегодня на конференции. Есть учебник Вахтина и Головко из Санкт-Петербурга «Социолингвистика и социология языка», где глава называется «Материнский язык, родной язык, первый язык». Она вот такая коротенькая. И здесь, собственно, и рассказывается про те неоднозначности, которые мы видим. Материнский язык не обязательно родной не обязательно первый. Родной, как правило, совпадает с материнским, однако в некоторых случаях родным называют язык, который знают плохо или даже вообще не знают. И эту ситуацию толкует лучше всего учебник социолингвистики Беликова и Крысина из Москвы, где прямо говорится, что родной язык – это язык, усвоенный в детстве, навык которого сохраняется во взрослом возрасте, но в повседневном обиходе, публицистика, а иногда и в научных работах это словосочетание употребляется в другом значении. И в этом значении родной язык специфичен для данного этноса. В учебнике используется термин «этнический язык», который, конечно, в идеальной ситуации, в идеальном мире нужно было бы использовать во всех контекстах, где в этом значении используется родной язык, тогда не было бы ни взаимопонимания, ни конфликта. Но мы живем с тем, с чем мы живем, поэтому, к сожалению, приходится признавать, что родной язык может быть разным. И, соответственно, у нас получается целое семейство терминов. Родной язык, этнический, титульный, основной, материнский и первый, которые в каких-то контекстах и у каких-то индивидуальных людей могут совпадать, а в каких-то контекстах и для каких-то авторов они будут не совпадать, и, соответственно, все вот это многообразие будет запихано в несчастный родной язык. Но и это еще не все, потому что бывает ситуация, когда в это вмешивается политика. Конечно, политика тут была и до этого не раз, но может так оказаться, что особенно это важно для постсоветских республик, для регионов России в несколько меньшей степени, хотя тоже для некоторых это оказывается важным, когда используется еще слово «официальный язык» и «государственный язык», и в данном случае они могут заменять собой этнический язык для того, чтобы противопоставить родной, тот, на котором люди говорят, и этнический, тот, на который, с точки зрения политики, хотелось бы, чтобы люди говорили. Если мы исповедуем идею, этническая территория и этнический язык, который на этой территории используется.
Сейчас я покажу несколько примеров, а пока что поделюсь опытом. Вот я много езжу по регионам России с лекциями и обращал внимание, что в большинстве регионов почему-то не называется язык, на котором в регионе говорят, прямым текстом. Например, вот Ольга Александровна рассказывала, как мы сейчас были с тотальным диктантом в Якутии на фестивале грамотности, когда Якутск стал столицей тотального диктанта. Я обратил внимание, что почти все не называли якутский язык якутским языком, называли его родным языком. И это встречалось у меня и в других регионах. Честно говоря, я пока еще не понял, как это в Удмуртии, так как я здесь первый раз, но надеюсь обратить внимание и понять. Я не очень могу понять, с чем это связано, и, к сожалению, вот, не имея возможности присутствовать там, где сейчас находитесь вы, не могу с вами это обсудить в кулуарах, с чем это связано. На мой взгляд, это очень похоже на эвфемизм. То есть, не называя язык прямо, мы противопоставляем, что вот есть русский язык и родной язык, тем самым обобществляя все этнические языки народов России, на которых они говорят. Не уверен, что это хорошо. Дальше я еще объясню, чем это плохо с точки зрения преподавания этого самого родного языка. Запомним это. И опять же я говорил, что иногда в терминологии вот в этом списке появляется еще официальный язык и государственный язык, и, как я сказал, это чаще свойственно постсоветским республикам. Вот, например, цитаты из газет Кыргызстана, где публицисты возмущаются тем, что президент Кыргызстана говорит в официальной ситуации не на киргизском языке, а на русском. Не будем сейчас оценивать с точки зрения содержательной, хорошо это или плохо, это очень сложная проблема, у которой есть много точек зрения. Посмотрим исключительно на использование этих терминов. И вот фрагмент. Во время встречи с японцами вице-премьер, да, не президент, а вице-премьер-министр выступал на официальном языке, мог бы выступать на государственном языке, этому нам надо поучиться у других народов. Опять же, заметьте, здесь почему-то как будто существует какое-то табу. Прямым текстом языки не называются. То же самое, что я видел в регионах России. Что касается вот этого противопоставления, то в Кыргызстане государственный язык киргизский, а русский официально в Конституции является официальным языком. И вот здесь вместо он выступал, по сути, на русском, а не на киргизском, но рассказывается это почему-то перефразируя, иносказательно. Или другой пример про уже президента. Когда приезжал президент Монголии, он свободно владеет русским, но использовал свой государственный язык, то есть говорил на монгольском с переводчиком. Между тем, наш на тот момент президент выступал на официальном языке. Это ли не позор? Получается, что президент Монголии говорил на русский, дальше по-монгольски переводчик переводил его на русский, а президент Кыргызстана понимал русскоязычного переводчика и отвечал ему по-русски, что дальше президент Монголии переводилось на монгольский, хотя он владеет русским. Это немножко странная с политической точки зрения ситуация. В политическом протоколе считается, что даже если главы государства говорят на языках друг друга, все равно нужно использовать переводчика. Но это другой вопрос, вопрос дипломатического этикета. Тем не менее, обратим внимание вот на такое своеобразное использование, такую своеобразную эвфемизацию прямых названий языков. И с родным языком это встречается точно так же. Поэтому в этот список я еще добавляю официальный язык, государственный язык, что не приводит к пониманию, а наоборот усложняет коммуникацию и увеличивает количество потенциальных конфликтных ситуаций. Хорошо. Вот мы с вами, тем не менее, я немножко это все формализую и подхожу к делу формально. Понятно же, что мы понимаем, в какой ситуации речь идет что мы понимаем под родным языком в зависимости от контекста и ситуации разговора. Однако, если мы хотим, например, получить какую-то статистику, то здесь из-за этой же неоднозначности термина мы сталкиваемся с новыми проблемами. Откуда берется эта информация? Ну, лучше всего, конечно, было бы проводить социолингвистические исследования, однако понятно, что никакой социолингвист не может охватить большое количество респондентов. И в этом случае наиболее информативным источником оказываются переписи населения. Однако, если мы хотим сравнить переписи населения, например, 2010 года и 2001, или российские переписи с переписями советскими, или сравнить переписи населения в разных постсоветских государствах, чтобы посмотреть, как там, например, обстоят ситуации с русским языком и с этническими языками, мы столкнемся с тем, что информация там оказывается несводима именно из-за той же самой проблемы с неоднозначностью термина «родной язык». Потому что в разных переписях населения устроены вопросы по-разному, даже не принимая во внимание те сложности, которые связаны с тем, что переписи проходят на разных языках, и, соответственно, термин «родной язык» по-разному и разным количеством способов переводится на другие языки. Мы не очень можем сопоставить.
информацию о языках, которые мы получаем из переписи населения, из-за вот этих самых разных вопросов о языке. Например, вот несколько конкретных примеров. Единственная перепись населения в Российской империи, которая прошла в конце XIX века, мы видим, что здесь вопрос родной язык. Без уточнения, что такое родной язык. Дальше мы видим замечательный вопрос про умеет ли читать, где обучается сейчас. Кажется, такое не спрашивается, потому что это считается общепризнанным навыком. Тем не менее, хотя, может, и есть, не помню. Если мы посмотрим, скажем, последнюю советскую перепись населения 1989 года, здесь также есть вопрос родной язык, а также нужно указать другой язык народов СССР, которым свободно владеет. Из этой переписи мы таким образом не можем узнать, например, какое количество жителей Советского Союза владеет английским языком, потому что английский не язык народов СССР. С другой стороны, немецкий тут можно указать, потому что были поволжские немцы. Соответственно, немецкий сюда попадает, а английский и французский не попадают. Тоже немножко странная ситуация. Если посмотрим на перепись населения в России, то вот вопрос 2002 года, владеете ли вы русским языком, какими иными языками вы владеете. Заметьте, что здесь убрали вопрос про родной язык, именно потому что непонятно, что такое родной язык. Мы получим ситуацию, когда часть людей скажет, что это этнический, я удмурт, но удмуртским не владею, но назову его родным, потому что я удмурт и живу в Удмуртии. Или же человек назовет родным тот, который для него основной. Соответственно, этот вопрос был убран. Тем не менее, это вызвало одобрение лингвистов, но возмущение общественности. И в переписи 2010 года вопрос «Ваш родной язык» вернулся. Заметьте, что здесь уже спрашиваются про иные языки, а не языки народов СССР, но в данном случае, соответственно, народов России. Плюс еще язык жестов выделился в отдельно. Следующая перепись должна была быть в прошлом году, но отложилась из-за коронавируса. Там, насколько я знаю, увеличится количество пунктов. Можно будет не 3 языка, а 5 указать, потому что в многоязычных регионах нередкая ситуация, когда 3 языка – это базовое, еще люди учат иностранные языки. А вот как там решили с родным языком, я не знаю. Я знаю, что в Институте языкознания были серьезные баталии, в Институте языкознания и, соответственно, в тех органах, которые организуют перепись. К чему они привели, я не знаю. Но к чему приводит вот такая перепись? Потому что, например, если мы открываем статистику, какие основные языки в России, вот мы хотим узнать, на каких языках говорят больше всего. Да, и уточню, что есть еще инструкции для переписчиков, и там сообщается, что если опрашиваемый затрудняется назвать какой-то язык родным, то нужно написать тот, которым владеет или которым обычно пользуется. Но так как это только в случае затруднений, то что люди отвечают, если им переписчик это не уточняет, мы, к сожалению, не знаем. И получаем вот такую статистику. Например, топ-10 языков России по ответу на вопрос, какими языками вы владеете. И мы уже в этой десятке видим некоторые странные вещи. Во-первых, получается, что английский – это второй по распространенности язык в России, что в здравом уме как-то не очень хочется говорить, считать английский языком России. С другой стороны, по данным переписи получается именно это. Кстати, обратите внимание, что у нас только 7 миллионов, при том, что в школе учили его почти все, что, видимо, говорит о качестве нашего школьного преподавания. Немецкий я выделил оранжевым, не английским, потому что у нас есть поволжские немцы. Совершенно непонятно, какое количество из этих 2 миллионов человек, это те, которые вы учили в школе, или те, для которых он действительно родной и этнический. И плюс еще у нас, конечно, есть немецкие иммигранты, мало, но они тоже есть. Это можно узнать из результатов переписи, потому что там есть отдельные таблицы по языкам больших этносов и малых этносов. Но там оно идет не от языка к этносу, а от этноса к языку. Поэтому такую же табличку, по крайней мере, простым способом мы сделать не можем. Это перепись 2010 года, поэтому это еще до ситуации конфликта на востоке Украины и истории с Крымом, поэтому украинский здесь, скорее всего, является языком мигрантов, и равно как и армянский. Соответственно, получается, что кроме этнических, кроме автохтонных, так сказать, языков России, у нас попадают языки, которые учатся в школе, там на 11 месте еще французский будет, некоторые другие, и языки мигрантов. И что с ними делать и как пользоваться этой информацией, тоже не очень понятно. И кроме того, возникает проблема, если, например, мы, как было в первом докладе, посмотрим не на Россию, а на весь мир. И, скажем, если мы хотим узнать, на каком языке больше всего говорят люди в мире, то у нас тоже возникает проблема, потому что если мы возьмем английский, то непонятно, считать ли английский родным, скажем, для жителей Индии, где почти все владеют английским, тем не менее, это их не первый язык и не их этнический язык. Или если мы возьмем, скажем, страны Африки, бывшие английские колонии, где люди говорят на английском в повседневной жизни, если они, например, находятся в городе в межэтническом общении, но не говорят между собой по-английски дома. Таким образом, если мы их включим, то английский окажется на первом месте, если не будем включать, то китайский окажется на первом месте, поэтому эта проблема, в общем, общемировая. И вот в качестве сравнения, так сказать, кейс-стади,
извините за заимствование, мы можем посмотреть на перепись населения Беларуси, где, в отличие от переписи населения России, есть два вопроса: какой ваш родной язык и ваш язык повседневного домашнего общения. Что, казалось бы, вот идеальная ситуация, мы можем таким образом убрать родной язык как этнический в отдельный вопрос и язык повседневного общения как реальность, то есть то, как люди реально используют языки. Но проблема в том, что, во-первых, есть инструкция для переписчика, и в ней сказано, что родной язык – это язык, усвоенный первым в раннем детстве. А для большинства городского населения Беларуси таким языком окажется русский. Проблема в том, что мы не знаем, переписчики это уточняют только если у респондента есть сложности с определением, или они это сообщают сразу. Потому что если сообщают сразу, то если я хотел назвать своим родным языком белорусский, потому что я белорус, я уже так не сделаю, потому что это противоречит инструкции. Если переписчик этого не сказал, наверное, я назову белорусский, если я считаю родным языком как этнический. И это мы видим, то есть написано следует иметь в виду, если респондент затрудняется назвать, но как это было в реальности, мы не знаем. И вот, если посмотреть на табличку, то мы как раз и увидим вот эти вот противопоставления. Вот, например, перепись 2009 года, и родным языком белорусский назвали 60% белорусов, а языком повседневного общения только 30%, что, в общем, соответствует реальности и показывает неоднозначность термина «родной язык». При этом, если мы сравним город и село, то тут разница будет еще более поразительная, потому что для города, где больше этническое самосознание, где люди больше чувствуют, больше путешествуют, соответственно, лучше осознают себя как не русские, не украинцы, а именно белорусы, здесь получается разница в 4 раза, при том, что этот язык, получается, не используется в городе. А в селе, где такой рефлексии меньше, и где действительно меньше была русификация, оказывается, разница не такая большая, которая, тем не менее, есть. Но тут еще можно сравнить 99 с 2009, и белорусского как родного стало меньше. То ли это изменилось поколение, которое уже не связывает родной язык с этносом, то ли в 2009 добавили вот это вот уточнение, а в 99 его не было. Так действительно было, но вот насколько в 2009 это переписчики сообщали или нет, непонятно. Таким образом, мы видим следующие проблемы. Неоднозначные трактовки часто приводят к конфликтам. Как же можно забывать родной язык? Почему ты не говоришь на родном языке? Если бы мы это называли этническим, то степень конфликтности, степень проблемности была бы, кажется, несколько меньше. И в разных текстах это понимается по-разному. Кроме того, есть трудность статистического анализа. Если мы хотим узнать, на каких языках говорят больше-меньше, мы не сводим из результатов разных переписей, как разных лет в России, так в России и в других государствах, даже если перепись проходит на одном и том же русском языке, не говоря уже о переводах этого термина. Ну и вопрос там за выход за пределы России. Ну и последняя проблема, про которую я не сказал, но у меня уже заканчивается время, поэтому скажу кратко, это трудности, связанные с преподаванием. После того, как преподавание родных языков /этнических языков стало необязательным, у нас появился, вернее, до этого существовал предмет родной язык, но теперь появился русский как родной язык и просто родной язык без уточнения этого самого родного языка, что тоже выглядит немножко дискриминационно. Но проблема следующая. Кто там должен учиться? И как нужно преподавать родной язык? Очевидно, что должны быть разные способы преподавания для тех, для кого он действительно родной, то есть то, что в лингвистической терминологии основной язык или первый. И тех, для кого основной русский, независимо от этноса. То есть те, для кого, кто родным, его назовут по этническим соображениям. То есть, грубо говоря, если у нас несколько человек в классе выбирают в качестве родного языка, допустим, татарский, там окажутся люди, для которых татарский действительно родной, и те, которые его считают родным, потому что они татары, но родились в русскоязычной семье и хотят выучить. Получается, что либо плохо второй группе, потому что учитель говорит по-татарски, ориентируясь на тех, кто понимает татарский, а тут человек, по сути, учит с нуля. Представьте, что мы бы так учили английский, попадая в группу, где сразу преподаватель говорит по-английски с людьми, для которых английский родной. Или обратная ситуация, преподаватель ориентируется на тех, кто не знает татарский, учит с ними минимальный лексический запас, основы грамматики, и тогда скучают тех, для которых это естественно. Ну, то же самое, как мы учим в русской школе, как русский учит как иностранный. Антон Александрович, извините, минуту, у вас еще минута. Да, мне еще минута, и я заканчиваю. Вот. Таким образом, получается, что по-хорошему мы родной язык должны преподавать как иностранный, с чем очень сложно смириться, что очень сложно осознать и что очень сложно принять, но, как мне кажется, необходимо. Потому что если мы учим родной язык так же, как учится русский, то есть мы приходим туда и учим орфограммы, морфологический разбор и пунктуацию, то этот язык никто не изучает. Та же самая ситуация в Беларуси, где люди в школе учат белорусский, и для них белорусский
выглядит как язык ненужный. При том, что после школы люди вполне себе ходят на открытые курсы, где белорусский преподают как иностранный, хотя прямо это никто не говорит, но методика именно те же. Коммуникативный, перевод, разные ситуации, сценки, диалоги, то есть это интересное преподавание. И вот как кажется, пока мы не признаем, что родной язык нужно понимать по-разному, и в преподавании родного как иностранного нет ничего плохого, кроме того, что при таком названии это звучит дико, у нас так и будет сокращаться количество людей, которые хотят изучать малые языки, этнические языки, потому что такое преподавание не даст им, по сути, ничего, если они раньше этот язык не знали. Таким образом, было бы хорошо, если бы родной язык, термин не использовался, а использовались термины более внятные и более однозначные, но, кажется, этого не произойдет никогда, поэтому нам остается только существовать в таком положении, в такой ситуации и, по крайней мере, держать это в голове. Все, спасибо большое за внимание. Спасибо огромное за интересный доклад, над тем, что следует задуматься над приведенными цифрами, вашим исследованием. Я надеюсь, мы увидимся с вами на других фестивальных мероприятиях. И это мы можем обсудить, какой вопрос вас волновал, обсудить завтра в дороге до города Сарапул. Спасибо, буду надеяться. До встречи на литературном концерте. До встречи. Передаю слово уважаемому Сергею Дмитриевичу с докладом «Мой родной язык. Проблемы мобилизации языковых сообществ и применения языковых технологий в деятельности по сохранению языков». Еще раз добрый день, уважаемые участники конференции. Очень кратко проинформировать вас о реализации в 2020 году программы мероприятий «Мой родной язык», разработанной Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества и Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех» для финансовой поддержки Федерального агентства по делам национальностей в рамках государственной программы Российской Федерации реализации государственной национальной политики. Программа направлена на совершенствование деятельности в сфере поддержки и развития языков коренных народов России и оказания помощи тем, кто этим серьезно занимается, на формирование новых направлений и методов взаимодействия, в том числе сетевого, на применение вопросов сохранения языков современных языковых компьютерных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, на развитие межнационального и межрегионального сотрудничества между различными субъектами Российской Федерации, на достижение более глубокого понимания того, что происходит в этой сфере в нашей стране и в мире. В сравнении с политикой других крупных многоязычных стран в отношении сохранения языков и уважения к культурам своих коренных народов российскую политику можно назвать образцовой. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что количество активных носителей этих языков и в России, и во всем мире снижается. А это, в свою очередь, указывает на то, что весь комплекс предпринимаемых у нас мер, по-видимому, оказывается недостаточным. Поэтому при формировании и реализации программы «Мой родной язык» особое внимание мы уделяли выявлению барьеров на пути сохранения языков коренных народов и определению реалистичных способов их преодоления, а также мобилизации усилий специалистов, управленцев, активистов на местах. Буквально пару слов хочу рассказать о двух организациях, которых я представляю. Это Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества. Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех» – это экспертный совет при комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, председателем которой является министр иностранных дел России Сергей Лавров. Комитет был создан в 2020 году для продвижения в России программы ЮНЕСКО «Информация для всех», а также для продвижения в ЮНЕСКО и в мире взглядов России в сфере построения информационного общества и общезнания. В состав комитета входят представители организаций культуры, науки, образования, коммуникации, информации, органов власти и правительственных организаций частного сектора. Рабочим органом комитета является Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества. За 20 лет работы мы инициировали и провели множество программных мероприятий национального и международного уровней по таким приоритетным направлениям программы ЮНЕСКО «Информация для всех», как сохранение и доступность информации, информационная этика, информационная политика, продвижение чтения и медийной информационной грамотности, сохранение языков народов мира и развитие многоязычия в киберпространстве. Тема языков является одной из очень важных во флагманской программе ЮНЕСКО «Информация для всех». Нами подготовлено целый ряд аналитических докладов, издано более 100 книг по этим направлениям. Наша деятельность получила довольно широкую известность во многих странах мира. И подтверждением этого является тот факт, что председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в Межрегиональном центре библиотечного сотрудничества Евгения Ивановича Кузьмина дважды избирали в ЮНЕСКО председателя Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Это происходило впервые в истории ЮНЕСКО и в истории России в 2010-2012 годах. А сейчас он является заместителем председателя этой программы и руководит ее рабочим
рабочей группой по многоязычию, то есть по сохранению языков и развитию языкового разнообразия в киберпространстве. Именно Евгений Манов создал в ЮНЕСКО это новое направление деятельности. В настоящее время мы работаем по следующим направлениям. Участие в реализации программы ЮНЕСКО «Информация для всех в России и в мире» по всем приоритетным направлениям, которые я назвал выше. Участие в формировании и реализации российской государственной политики в области продвижения чтения. Мы являемся основными разработчиками национальной программы поддержки и развития чтения, а также программы поддержки детского и юношеского чтения, которая сейчас находится в правительстве на утверждении. Участие в продвижении и поддержке русского языка за рубежом и сохранении языков коренных народов России. В рамках этой деятельности мы организуем и проводим международные и всероссийские исследования, конференции, семинары, круглые столы, разрабатываем, реализуем проекты, издаем книги, ведем 2 веб-сайта, проводим тренинги, консультируем другие страны, в первую очередь страны БРИКС, помогаем им организовывать крупные форумы, готовить аналитические доклады. В наших проектах и мероприятиях участвовали ведущие мировые эксперты из 140 стран мира. Наша деятельность на протяжении 20 лет была поддержана правительством России, Министерством иностранных дел, Министерством культуры, Федеральным агентством по печати и массовой коммуникации, Министерством связи, Министерством образования и науки, Министерством просвещения, Федеральным агентством по делам национальности, правительствами ряда субъектов Российской Федерации, в первую очередь Республики Саха-Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Сахалинской области. Начиная с 2008 года мы инициировали, провели и организовали 8 из 12 состоявшихся в мире крупнейших международных конференций по таким важным направлениям современности, как сохранение языков и развитие их представленности в киберпространстве, в том числе с использованием языковых компьютерных технологий. Вот я картинки покажу. 4 из них прошли в Якутске, 2 в Ханты-Мансийске, и 2 в штаб-квартире ЮНЕСКО. В них участвовали более 120 стран. Итоговые документы нашей конференции ориентируются на итоговые документы. Многие ведущие зарубежные специалисты в области социолингвистики и планирования языковой политики в своих странах. Благодаря финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальности в 2020 году комплексные мероприятия нашей программы «Мой родной язык» прошли в 4 субъектах Российской Федерации: Республики Карелия, Сахалинской области, Республики Марий Эл, Республики Чувашия. И затем по их результатам в Москве была проведена итоговая конференция. Центральными событиями стали 2-дневные научно-практические конференции по разнообразным аспектам огромной, многоаспектной и многоуровневой проблемы сохранения и развития языков народов России коренных. Во всех регионах каждая из конференций имела свою направленность и получила свое название. Чтобы показать широту палитры обсужденных на них проблем и контекста их рассмотрения, я с большим удовлетворением перечислю только названия этих конференций. Конференция в Петрозаводске. Ревитализация языков коренных народов Республики Карелия. Конференция на Сахалине. В поселке Новлики. Передовые языковые компьютерные технологии как аспект сохранения и возрождения миноритарных языков Сахалина. А также круглый стол «Перспективы сохранения и развития языков коренных народов Севера Сахалина», который прошел в Южно-Сахалинске. Конференция в Йошкар-Оле. Родные языки в поликультурной среде региона. Сохранение, использование и развитие. Конференция в Чебоксарах. Роль государства и институтов гражданского общества в сохранении чувашского языка. Итоговая конференция прошла в Москве. Проблемы повышения эффективности деятельности по сохранению и развитию языков коренных народов России. Во всех 4 регионах участие в мероприятии принимали руководители и ведущие работники всех, без исключения, региональных органов власти и ведущих государственных и негосударственных учреждений, ответственных за поддержку и развитие культуры, литературы, народного творчества и языков коренных народов, образования на всех ступенях, усовершенствование межнациональных отношений, а также видные общественные и даже религиозные деятели, политики, законодатели, представители общественных организаций, частного сектора, языковые активисты. Были проанализированы проблемы и процессы, происходящие в языковой сфере России, в том числе в контексте происходящего во всем мире. Обсуждены текущие изменения и перспективное направление работы, а также международные достижения в области поддержки языков, связанные прежде всего с социальной инженерией и использованием языковых компьютерных технологий, включая технологию искусственного интеллекта. Общее число участников мероприятий во всех 4 субъектах Российской Федерации, включая тех, кто участвовал в них очно и заочно, превысило 2000 человек. Очень важное значение имели также очное общение, обмен мнениями, взаимные консультации, принимавших участие в мероприятиях специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Республики Чувашия, Марий Эл, Республики Карелия, Республики Саха-Якутия, Сахалинской области, а также их онлайн общение с коллегами из других регионов. В ходе мероприятия были проведены сбор и анализ статистических данных, анкетирование местных участников мероприятий, экспертных интервью, а также выставки актуальных изданий, отражающих современное международное и российское понимание проблем и их решения в вопросах сохранения коренных и миноритарных языков. Были подарены библиотекам около 200 экземпляров этих изданий, подготовленных и выпущенных на русском и английском языках нашими организациями. Мероприятия широко освещались в региональных печатных и электронных СМИ.
Большую роль в успехе мероприятия сыграла политическая поддержка руководства субъектов Российской Федерации, как и сегодня мы проводим конференцию при поддержке правительства Удмуртской Республики. В фокусе внимания нашей программы «Мой родной язык» в 2020 году были 6 языков: чувашский, марийский, карельский, вепский, нивский и аробский, уильта. Такой выбор языков был обусловлен тем, что все эти языки представляют разные языковые семьи и группы, находятся в разных этапах развития, имеют разную степень изученности, оснащенности и уязвимости, разные возможности и перспективы сохранения. Они различаются также численностью людей, активно использующих эти языки, имеют разный статус в системах образования и общественной жизни. Породившие их народы также весьма серьезно различаются по своей численности. По разным оценкам, чуваши около 1,5 миллиона человек, марийцы 850 тысяч, но сегодня вот показал Галина Степановна, что меньше уже. Да, вепсы 6 тысяч человек, нифи 4500, а ульта всего 450 человек. Эти народы также различаются по характеру и динамике происходящих вокруг них и внутри них социально-политических процессов, масштабами их влияния на них и социокультурного окружения. В ходе реализации программы «Мой родной язык» со всей наглядностью выявилось, что в силу вышеотмеченной специфики различаются желания, возможности и готовность представителей разных этносов не на словах, а на деле сохранять и развивать свои этнические языки. Помимо объективных причин, у процесса ослабления малых языков и в России, и в мире есть и субъективные причины. Пассивность самих носителей этих языков. Недостаточность мотивации к сохранению своего языка. Ведь это очень трудно, трудоемкое, это дорогостоящее и часто неблагодарное дело. Инерционность образовательной и научной среды. Неорганизованность, недостаточная развитость информационно-просветительской, организационной и институциональной инфраструктуры. Отсутствие ясного видения перспектив, иллюзии, заблуждения, предубеждения, чувство обреченности и другие факторы. Соответственно, должны различаться и целесообразные формы поддержки, которые внешние акторы, такие как федеральный центр, региональные власти, различные фонды, должны и могут оказывать местным языковым активистам. Такая поддержка должна быть строго дифференцированной и научно обоснованной. Необходимо вывести на качественно новый уровень информированных специалистов и языковых активистов о состоянии, проблемах и передовом опыте поддержания и сохранения миноритарных языков разных регионов России и разных странах мира. Прежде всего многоязычных, таких как Индия, Индонезия, Бразилия, Нигерия, ЮАР, Китай, а также об инновационных мерах, предпринимаемых в этих странах в разных регионах России по сохранению этих языков на политическом, организационном, научном, образовательном и технологическом уровне, в том числе с использованием передовых языковых компьютерных технологий. Завершая свое короткое выступление, в котором, конечно же, никак не представлялось возможным осветить все богатство собранного материала, все то, как было сделано, какие уроки при этом извлечены, хочу сказать, что по итогам проведенных нами мероприятий готовится аналитический сборник не только на русском, но и на английском языке, поскольку большой интерес к результатам проекта уже сегодня проявляют в ЮНЕСКО, в Индии, в Бразилии и ЮАР. В 2021 году в фокусе внимания будут находиться 5 языков: удмуртский, алтайский, ингушский, коми, осетинский. Еще раз хочется поблагодарить Федеральное агентство по делам национальностей за поддержку проекта «Мой родной язык» и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество. Мы открытые структуры и будем только приветствовать расширение наших партнеров. Благодарю за внимание. Благодарю вас, уважаемый Сергей Дмитриевич. Я надеюсь, что наше с вами сотрудничество продолжится. Я приглашаю Артема Ольгу, директора научно-исследовательского центра национальных проблем образования Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидата биологических наук. Конституционный статус проблемы преподавания. Спасибо большое. Но я больше вообще-то представлюсь как председатель правления Ассоциации учителей родного, в том числе русского языка. Ну, а с чего бы я хотела начать? Конечно, очень интересное сообщение прослушали мы сегодня. И, конечно, не могу не отреагировать на предпоследнее выступление Антон Сомин. Я хочу сказать, что вот его фраза «неоднозначность трактовки понятия родного языка часто приводит к межнациональным конфликтам». Так вот, я хочу обратить ваше внимание на то, что очень субъективная трактовка понятия родных языков может привести еще к большему межнациональному общению, напряжению. Имейте в виду, это очень тонкие вещи семантические, и, конечно, здесь нужно подходить очень внимательно.
опираясь, безусловно, на федеральное законодательство, на Конституцию Российской Федерации, на федеральный закон об образовании. И понятийным аппаратом я занимаюсь уже несколько лет. И понимаю, насколько это важно, сложно, особенно для системы образования. И понятно, что мы занимаемся именно школьным образованием и являемся наследниками такого научного направления двуязычие национальное русское, русско-национальное. И сейчас появляется новое двуязычие, это государственное двуязычие, которое у нас в республиках довольно-таки активно развивается. И вот в данном случае нужно, безусловно, очень правильно трактовать понятийный этот аппарат. И важнейшая задача федерального уровня – это разработка для этого понятийного аппарата федерального государственного образовательного стандарта. И, безусловно, в настоящее время в системе школьного образования разрабатываются учебники, они входят в федеральный перечень учебников. Вот мы с Маратом говорили, в федеральный перечень учебников, по-моему, 6 линеек входит татарского языка. И, безусловно, в классе не сидят дети, которые владеют языком и не владеют языком, потому как есть специальные разработки для этих детей. И мало того, есть и дополнительные средства для оплаты работы учителей, которые можно разбивать детей на группы и с ними заниматься. То есть все это в системе образования прорабатывается. У кого-то это более активно, у кого-то менее активно, но во всяком случае в этом направлении работа очень серьезно идет. Я должна сказать, что в середине 90-х годов очень многие субъекты, именно республики, решили давать родной язык, используя методику как иностранного. Калмыцкий как иностранный, целый центр был создан. В Татарстане какое-то очень короткое время пытались, значит, тоже использовать эту методику. Это, конечно, неразумно. Вы поймите, что вы формируете у ребят и у учителей в сознании, когда используется методика калмыцкий как иностранный. Вот. Поэтому, и, кстати, сам опыт показал неэффективность использования этой методики, и практически все, я сейчас не встречаю субъектов, чтобы учителя использовали это методическое направление. Это методическое направление, которое, в общем-то, ставит совершенно иные задачи, чем когда мы разрабатываем родной язык для владеющих, родной язык для невладеющих, различные методические приемы. И, безусловно, самое важное – это формирование картины мира через национальные традиции. То есть язык как инструмент трансляции родной культуры, да, сохранения родной культуры и формирования на определенном этапе развития определенной картины мира. Это очень важные вещи, которые мы, учителя, должны продумывать и разрабатывать методические пособия для того, чтобы все это реализовывать в образовательном процессе. Здесь еще, безусловно, очень важен сенситивный период. Именно начальная школа, о чем я, к сожалению, часто ничего не слышу. Мы сейчас в детские сады вводим родные языки, и это очень важно. Но наша задача сейчас стоит еще более широко и более сложно, потому что президент неоднократно в последнее время говорил о формировании гражданской идентичности, общероссийской этничности. И наша задача сейчас на диалоге, на сравнительно-сопоставительном анализе, опираясь на этническое, формировать общероссийское гражданское. Это опять очень сложная работа, очень сложная работа. И, к счастью, уже начинают в этом направлении работать. К сожалению, действительно, профессионалов становится все меньше и меньше, любителей все больше и больше. Но хорошо бы, если вот эти любители, общественные организации больше читали и опирались на фундаментальные исследования, которые в России есть. У нас огромнейший багаж наработок
еще в советское время, и эти работы нужно знать, понимать, и нужно их использовать, те зерна, которые там есть, а их очень много. Был такой институт национальных школ, который был создан в 1948 году, и задача которого была разработать именно методические пособия для того, чтобы дать хороший русский, не потеряя родные языки. И школа, между прочим, ставила себе задачу – это сохранение качества литературного языка. Не массовое использование родных языков. Действительно, сфера родных языков сужалась, но зато качество литературного языка, качество родного языка сохранялось. Сейчас у нас с 90-х годов совершенно другая тенденция, да? Охватить как можно больше, чтобы изучали свои родные языки. Массовое изучение родного языка, переходя при этом в большей степени на бытовые языки, и мы теряем качество литературных языков. Это не мои исследования, это действительно очень многие, кто работает в школах, учителя, именно это подчеркивают, и в том числе и русского языка. И здесь нужно очень задуматься, потому что вот мне понравилось, как было сказано Ларисой Николаевной Бурановой. Она сказала, что... Лариса... Татьяна Витальевна, скорее всего. Нет. Буранова сказала об этом. Да. Именно она сказала о том, что очень тревожит качество знания родных языков. Я записала за ней. Действительно тревожит. Очень многих учителей это тревожит. И нам на это нужно обращать внимание. И мы много раз говорили о том, что в системе образования нужно создавать условия, которые бы поднимали мотив, формировали мотивацию как у родителей, так и у детей. И каким образом? Закон уже давно позволяет сдавать ЕГЭ, ОГЭ на родных языках. Позволяет. Но для этого субъект должен разрабатывать всю нормативку. Вот этого я не вижу. Хорошо, вот я в Коми столкнулась, ребята до 9 класса с большим интересом изучают коми язык. А 10 и 11 они говорят, ну а куда мы с родным языком? Дальше, как мы будем выстраивать свою карьеру? И мы протестировали ребят во многих субъектах Российской Федерации. В среднем где-то 15% ребят хотели бы свою карьеру в будущем выстроить с использованием своего родного языка. А есть ли условия для этого? Я знаю, что в Казани очень много сделано для того, чтобы сохранить родной язык. Больше всего именно у них сделано, больше средства используются. Вот я и хотела бы узнать, а что сделано для того, чтобы ребята, заканчивая 11 класс, потом свою судьбу могли бы реализовывать с использованием своего родного языка. Что сделано в субъекте для того, чтобы эти ребята нашли хорошую работу в СМИ, в театре, в культуре, в литературе, в школе? И как это финансово поддерживается? Только я пока вижу в Республике Башкортостан. Ну и там немножко нашу идею исказили, потому что мы уже давно говорим о том, что если ребята, во-первых, нужно этих ребят отслеживать, ребята, которым хочется изучать свой родной язык. Вот этих ребят просто нужно выстраивать их, как сейчас принято, индивидуальную траекторию развития, следить за ними. Создать условия для того, чтобы он сдавал в 9 классе родной язык по выбору, в 11 классе свой родной язык по выбору. Но если он сдал родной язык по выбору, и если он идет на филфак, ему должны добавлять 10, 15, хорошо бы 15 баллов дополнительно при сдаче. А вот в Башкортостане указ главы. Но если он не на филфак идет, а в любой вуз, на любую специальность, конечно, это плохо. Нам нужно сохранять этих ребят.
и нужно, чтобы они дальше получали свою, усовершенствовали себя в этой специальности, и дальше, чтобы они действительно имели зеленую дорогу, устраиваясь в различные сферы жизнедеятельности для того, чтобы там реализовать эту систему знаний. Это сильнейший мотив и для родителей, и, соответственно, для ребят, которые тянет к родному языку, к любому языку, в том числе и родному. Кого-то мы же все учителя знаем, кого-то на физику, математику тянет, кого-то на литературу, а кого-то на языки. И мы для них должны создавать условия, тем более это в законе прописано об образовании, что управленцы обязаны создавать условия для удовлетворения своих образовательных потребностей. И, конечно, хотелось бы, как видите, я говорю не о том, как много всего хорошего, а все-таки на то, на что нужно обратить внимание в системе образования. Мне вот это один раз сказали, а что вы вот нам говорите? Это нужно говорить на другом уровне и другим профессионалам. Я всегда говорю, потому что в зале все равно присутствует и исполнительная, и законодательная власть. И понятно, что эта власть должна действительно прислушиваться. Мы пишем экспертные заключения на федеральные стандарты, на нормативку, которую выпускает Федеральное министерство просвещения. Но, к сожалению, наше экспертное заключение, как вам сказать, не доминирует на фоне вот таких вот любителей, которые сейчас появляются, говорят очень много разных слов, вот понимаете, тонкости и сущности того, что происходит, не знают. Вот, к сожалению, что происходит. Вот. Так вот, на федеральном уровне мы писали неоднократно на разные итерации федерального стандарта, и мы все время пишем о том, что нужно в федеральном стандарте использовать понятийный аппарат, который заложен в Конституции и который вошел в новую версию закона об образовании в Российской Федерации. 14 статья, четко и ясно написано. Я 5 лет положила, чтобы эта статья именно так вышла. Так вот, там четко написано. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации по федеральным стандартам. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам. Преподавание и изучение родного языка, притом и в Конституции, и в законе родной язык не во множественном, а в единственном числе, это очень важно, оказывается. Вот, по федеральным государственным образовательным стандартам. В 2018 году к этой строчке прибавили еще родной язык, русский в статусе родного. Это 2018 год в августе. Так вот, преподается и изучается что в школе? Предмет. Как этот предмет по закону об образовании должен называться? В 14 статье четко все сказано. До сих пор в стандарте этих предметов нет. Поэтому и возникают разные непонятности и так далее и тому подобное. И межнациональные, и конфликты, и эти конфликты родители-учителя, и эти конфликты потом иногда переходят на межнациональные отношения, что очень грустно и печально. Так вот, соответственно, это должно быть в стандарте, в новом, который еще, как я понимаю, не принят. Безусловно, в федеральном перечне примерных основных образовательных программ с нашей точки зрения и в соответствии с законом, федеральным законом об образовании в Российской Федерации должна быть примерная основная образовательная программа этнокультурной направленности. И это очень важно для того, чтобы вот эта школа, наша школа, развивалась. А эта школа должна быть школа диалога культур. И эта школа должна быть, конечно, массовой, потому что полиэтнический состав классов именно требует этого. Там тоже есть определенные сложности. Есть сложности,
количество детей, которые относятся к народам, название которых вошло в название субъекта республики. Я не использую это понятие титульные нации, титульные народы. Нельзя его использовать с 1993 года, потому что это дифференцировка. Вот. То есть очень важно, какой понятийный аппарат именно в системе образования. В СМИ я не знаю, а вот в системе образования я вам совершенно точно могу сказать, очень важно. Сколько у меня еще? 2 минуты. 2 минуты, прекрасно. Вот. То есть я вам сказала то, что у нас должно быть в нормативно-правовых актах, опираясь на федеральное законодательство, да, и как двинуть это в Министерстве просвещения. Конечно, если бы субъекты не просто подписывали ту нормативку согласования, идет согласование нормативки со всеми субъектами Российской Федерации. Я убеждаюсь, некоторые вообще не читая, подписывают и вперед. Вот. А потом, извините, идут всевозможные жалобы Путину, в Думу, в Минпрос. Я море этих обращений граждан видела. Так что вот я тоже призываю к тому, чтобы все-таки исполнительно-законодательная власть относилась внимательнее к тому, что происходит. И еще я хочу обратить ваше внимание на одну, я бы сказала, на один нюанс, который в системе образования очень непростой. В 2018 году закон об образовании в шестой пункт 14 статьи «Образование на языках» было внесено дополнение, где было сказано, и вы все хорошо это знаете, что родители свободный выбор языка, родного языка, родного языка русского и государственного языка республики по заявлению родителей. То есть родители выбирают, понятно, что должны учитывать и интерес ребенка, но это в законе не оговорено. А родители выбирают и пишут заявление. Посмотрите, выбор по закону, свободный выбор родного русского, государственного языка республики. Да? Так вот дальше что происходит? А государственный язык республики во всех республиках, в том числе и в республике Удмуртия, статья 8, это основа конституционного статуса республики, установлено, что государственными языками республики являются русский и удмуртский. Чувствуете? Если я выбираю государственный язык республики, русский имею право выбрать. И у меня есть возможность выбора родного русского, просто русского без статуса пока, хотя он должен быть государственным языком Российской Федерации, и государственный язык республики русский. Это нюанс, который, в общем-то, наводит на определенные ситуации, приводит к определенным ситуациям. И я вам хочу сказать, что родители сейчас удивительно грамотные и умные. И все читают, и думают. У меня в WhatsApp там где-то около 2000, а может быть больше, родителей и учителей. И вот они мне пишут. Отношения учителей с родителями, родителей с учителями, ситуацию выбора. Пишут особенно из Башкортостана и Татарстана, как им угрожают, ломают через коленку и заставляют, и так далее, и тому подобное. И опять пошли телеги в прокуратуру, и, в общем, это будет накапливаться и приводить к определенным, в общем-то, к определенному принятию решения. И изменения, очевидно, в законодательствах. Ну, посмотрим, жизнь покажет. Но очень грустно, когда мы нарабатываем, много чего наработали, а, извините, потом из-за вот всех этих ситуаций все убирают, как убрали национальный, региональный компонент, да? И опять пошли всякие нюансы. Сейчас с учебниками проблема. Учебники по родному языку русскому, ну,
понимаете, не выдерживают никакой критики. У меня море родителей, которые пишут отрицательное отношение. Мы давали отрицательную экспертизу на все эти учебники Александрова и так далее. Ну просто безобразие, понимаете? И все на это же тратится огромнейшее финансирование, деньги огромнейшие. А я посмотрела стоимость этих учебников. 800 с лишним, 700 с лишним. Извините. Да? То есть в системе образования есть вещи, которые нужно просто исправлять. Теперь я хочу сказать, а что положительного есть? Ну, конечно, положительно есть это то, что указом президента создан фонд сохранения и развития родных языков. И сейчас, вот мы проводили круглый стол в Совете Федерации, и там в рекомендациях закладывали 1 миллиард рублей на то, чтобы в Российской Федерации институт родного языка, нет, институт языков народов России. Занимаются они родными языками, и я знаю, что в основном проводят экспертизу примерных основных образовательных программ. И еще на один факт я хочу обратить ваше внимание. Я считаю, что это большой положительный факт. Значит, это в июле 2020 года, вышел приказ министерства, где-то я его вот, приказ Минпроса Российской Федерации, май 2020 года. Хотя по этому вопросу распоряжение у Путина было в 2017 году, но Министерство просвещения только в мае 2020 года подписывает приказ, номер, я не зафиксировала здесь, так, об утверждении в федеральном перечне учебников в образовательную часть основной образовательной программы включение учебников, которые обеспечат получение образования на родных языках. То есть в федеральный перечень учебников должны войти учебники по различным предметам на родных языках. Здесь проблема перевода. И мы проводили круглый стол в Совете Федерации и говорили о том, что этот перевод должен быть бесплатным и без экспертизы дополнительной. Есть такая позиция на федеральном уровне, мало ли чего они там переведут. Но надо как-то доверять друг другу, раз мы живем в одной стране, правильно? Заканчиваю, закругляю. Вот. Так что вот я вам все рассказала, на что нужно обратить внимание в системе образования, читать как можно больше, фундаментальных, я понимаю, что нет. Я сама уже даже в метро сижу и не читаю, обратила на себя это внимание. Вот. И, конечно, опираться на фундаментальные исследования, много общественных организаций. Там действительно серьезная проблема. Не бла-бла-бла, а именно специалистов, которые бы вот занимались профессионально и уже давно этим вопросом. Все, спасибо большое. Извините, пожалуйста, что я завела. Спасибо, Ольга Ивановна. Ольга Ивановна завтра примет участие в работе секции по вопросам сохранения удмуртского языка. Если есть вопросы, готовьте. Она на них ответит. Давайте, значит, соблюдаем регламент. И у нас еще 3 выступающих. Мы 15 минут, я думаю. Гибадинов Марат Мингалиевич, заместитель директора по научной работе Института истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан, член комиссии при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. Государственная программа по сохранению и развитию языков народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Пожалуйста. Hörmətli kollegalar, kadirli dostlar, күршеләр, мен Удмурт Республикасының башкаласында булып сезне күрмәгә бик шат, дорогие коллеги. Я очень рад быть в Удмуртской Республике, у наших соседей, хороших друзей, к сожалению, в первый раз, но, дай бог, не в последний. И особенно рад, что это совпало с тем, что у нас в Республике Татарстан 21 год объявлен годом родных языков и народного единства. И я могу
Ага, что-то задержка. И могу приурочить, так сказать, свое выступление вот к этому нашему республиканскому году. Я постараюсь уложиться в регламент и буду говорить в основном о вот тех госпрограммах, которые у нас в Республике Татарстан существуют, и в основном о последней госпрограмме, которая на сегодняшний день действует. Она была принята сначала с 2014 по 2020 год, но вот в связи со всякими нашими событиями, с эпидемической ситуацией, с проблемой с финансированием решено было, что ее продлят до 2022 года, и я надеюсь, что когда ситуация нормализуется, что эта программа будет продолжена, ее реализация в полном объеме. Но почему именно об этой программе буду говорить? Поскольку, ну, во-первых, я непосредственно, мне посчастливилось принимать участие в ее разработке, да, и она принципиально отличалась от предыдущих тех двух госпрограмм, которые принимались с 1994 года. В чем же было отличие? Что-то не получается там у меня. Ага. Так, значит, вот вы, значит, кому интересно, вы можете ее найти в интернете по этой ссылке, она размещена в открытом доступе. Так вот, когда, значит, ага, видимо, посильнее не надо, что ли? Следующий слайд, стрелка вправо. Вот это, да? Все, извините. Значит, когда истек срок предыдущей программы, уже у властей было понимание, что несмотря на то, что выделяются определенные средства, что что-то не так идет, да, вот мы финансируем, мероприятия проводим, но что-то результата особого мы не видим, да, и поэтому уже на высшем уровне созрело представление о том, что, очевидно, что-то нужно менять, да, в этих госпрограммах, и поэтому был создан специальный рабочий коллектив, который сначала проанализировал, а в чем, собственно, проблемы-то были с предыдущими программами. И вот результат анализа выявил главные проблемы – это отсутствие ответственности за неисполнение законодательства. В принципе, вот как уже говорилось, да, во многих республиках в законодательстве прописано все, прекрасные меры, да, но если вы на практике это не выполняете, то никаких последствий для вас не будет. Не то, что там какие-то штрафы, да, но даже выговор какой-то. Да, ни один человек, насколько я знаю, по крайней мере в Татарстане, не получил никакого замечания о невыполнении законодательства языкового, хотя это все было прописано. Да. Вот это была одна из главных причин, на взгляд экспертов. Ну и потом программа эта состояла из такого конгломерата разрозненных мероприятий, которые друг с другом очень мало было связаны, кроме того, что они все были ориентированы на язык и на какие-то такие смежные области. И вот 125 мероприятий мы насчитали, да, и многие из них было написано за счет текущей деятельности министерств и ведомств. Что это значит? А это значит, что никаких дополнительных средств не выделяется, а психология большинства министерств оказалась такая, что они говорят, а в нашем регламенте не прописано, что мы должны заниматься языком. И федерацию я уже не говорю, да. Так вот, и оказалось, что когда мы собирали предложения, буквально 2-3 министерства, конечно, Минобр, Минкульт, да, еще там Мининформации как-то проявляли какой-то интерес, а другие говорили, да, мы готовы что-то делать там для поддержания и развития языковой ситуации, но для этого должно быть специальное финансирование. То есть понятно, что вот в таких условиях никто в рамках этой текущей деятельности, подавляющее большинство министерств, особо-то ничем не занималось. Ну и недостаточное финансирование, вот оказалось, что в среднем по 50-80 тысяч на одно мероприятие, это, конечно, очень смешные цифры. Кроме того, конечно, у нас на тот момент очень остро чувствовалось отсутствие объективной информации о языковой ситуации. Да, были отчеты министерств и ведомств, да, но вы знаете прекрасно, что по отчетам у нас все прекрасно, и рост идет, и все увеличивается, и там уже мы одно время дошли до, значит, охвата 99,9,
да, и там потом уже шло 9,8 и так далее, какие-то доли сотые, тысячные. А реально эта ситуация какая? Фактически мы не знали, поскольку не было постоянного мониторинга этой ситуации. Да, были какие-то отдельные исследования социологические, какие-то опросы, федералы проводили, наши проводили, но все это было очень разрозненно, спорадически, объединить все это, чтобы создать какую-то объективную картину, было очень сложно. Ну и, конечно, немаловажно, что эта программа была вещь в себе. То есть не то, что население не знало о том, что существует эта программа, но даже те люди, которые, казалось бы, по своим обязанностям, по своим интересам, там, интеллигенция, какие-то общественные организации, какие-то ученые, да, когда мы их собирали, говорили, вот мы разрабатываем новую программу, что, оказывается, у нас есть такая программа, так уже с 1994 года вторая программа работала, да, то есть это была такая вещь в себе, которую знали какие-то сотрудники министерств, которые за нее отчитывались и курировали, да, но широкая общественность, то есть в средствах массовой информации практически никакой информации о тех программах невозможно было найти. Да. Ну, может быть, о каких-то мероприятиях сообщались, да, но что это проводится в рамках госпрограммы, и что такая госпрограмма есть, и что ты можешь там как-то поучаствовать, да, такого, конечно, не было. И вот, учитывая все это, мы предложили разработать новую концепцию, принципиально новую, чтобы избежать вот всех этих негативных моментов. И во главу угла мы поставили такой целостный подход, комплексный, да, чтобы не просто какие-то были отдельные спорадические мероприятия, да, а в целом, чтобы рассмотреть всю языковую ситуацию в комплексе, в разных ее проявлениях, и чтобы предложить какие-то меры, чтобы мы воздействовали на всю эту ситуацию, не только на какие-то отдельные ее аспекты, там, на школьное образование там, или на издание литературы и так далее, а попытаться как-то взглянуть на ситуацию в комплексе и потом разрабатывать меры уже, чтобы с разных сторон воздействовать на эту ситуацию. Ну и кроме того, мы предлагали проектный подход, который предусматривал модульную сопредактность, то есть не отдельное какое-то мероприятие, да, а какой-то проект, который состоит из разных модулей, и только выполнив начальный, например, модуль, да, добившись каких-то результатов, потом вы могли переходить уже ко второму модулю и так далее, и так далее. Ну и, конечно, понимая, что ресурсы ограничены, мы понимали, что невозможно распыляться, а нужны какие-то точки роста, какие-то рекордные точки, воздействуя на которые мы можем добиться большего эффекта, и они потом, предполагалось, что они станут каким-то локомотивом, получится какой-то аккумулятивный эффект, и он потянет вот этот локомотив за собой всю ситуацию языковую. Ну и, конечно, мы считали, что невозможно, чтобы этой программе занимались только чиновники, при всем уважении, да, а что языковая ситуация не изменится, если сам народ, сами носители языка, само общество не будет заинтересовано в изменении этой языковой ситуации. А для этого, конечно, мы предполагали, что нужна открытость и четкие критерии эффективности. И, конечно, мы пытались опираться на международный опыт и на такие международные критерии, которые существуют. К сожалению, на тот момент, может быть, мы плохо искали, да, но мы в Российской Федерации практически ни в одной республике не нашли какие-то оригинальные подходы, которые бы отличались бы, да, от того, что у нас уже было опробовано в Татарстане. Может быть, плохо искали, и если ситуация сейчас изменилась, я буду рад, если коллеги подскажут, что у вас есть подобные программы, как они работают, нам было бы очень интересно сравнить. Но вот, повторяю, на тот момент мы ничего, чтобы мы могли взять из внутреннего нашего российского опыта, не смогли обнаружить, поэтому нам приходилось, так сказать, заново изобретать велосипед. Ну и, конечно же, здесь мы тоже столкнулись с проблемами. Ну, во-первых, общеизвестно, да, что мировой опыт, каким бы он хорошим ни был, мы не можем напрямую заимствовать, да, и когда заимствуется, вот идея, что получилось, да, идея-то хорошая, но как это у нас прививается, это совершенно полное извращение того, что существует в мире. И
то же самое с языковыми проблемами. Мы не можем, значит, напрямую там заимствовать опыт Каталонии там, или, я не знаю, каких-то других государств. Но вот то, что мы предложили, это известный всем вам, наверное, критерий ЮНЕСКО для оценки жизнеспособности языка. Но опять-таки, казалось бы, это общепризнанные критерии, да, которые применяются во всем мире. ЮНЕСКО — авторитетная организация с большим опытом, и все это опробировано, но оказалось, и это мы не можем применять. Потому что у наших чиновников возник такой вопрос: как жизнеспособность языка? Вы что, мы не можем татарскому языку принимать? Это значит, что татарскому языку что-то угрожает. Да? То есть очень сложно было объяснить, что жизнеспособность не означает угрозу, да, какую-то, или что этот язык исчезнет. Эти же критерии применяются к любому языку, там, государственному, негосударственному, письменному, бесписьменному. Единственная логика здесь в том, что чем больше областей вот этих кружков, да, или овалов, в которых этот язык используется, существует, тем более он устойчив и тем меньше, значит, угрозы. Но опять-таки вот та логика наших некоторых представителей официальных органов, она, конечно, не позволит нам впрямую ссылаться на эту методологию, но тем не менее многие идеи, которые там заложены, мы все-таки смогли сохранить и использовать. И вот в результате многомесячной дискуссии родилась вот такая структура. Это ключевые направления программы: нормативно-правовое образование, научно-прикладное изучение, сохранение и поддержка языков народов РТ. Я хочу особо подчеркнуть эту часть. Ну и потом вот, совершенно новелла, которой не было до этого, это вот имиджевые моменты. Об этом уже сегодня говорилось, что язык должен быть привлекательным, что люди должны быть заинтересованы, чтобы развивать его, говорить на нем, создавать какой-то новый контент и так далее, использовать его в своем труде, для своей карьеры и так далее, и так далее. А для этого, конечно, нужен определенный позитивный фон средств массовой информации и так далее, и так далее. Почему я хочу, значит, подчеркнуть вот именно сохранение и поддержку языков народов РТ? Не потому, что мы сейчас в нашей соседней братской республике, а поскольку это действительно было одно из важнейших направлений. И изначально, значит, предполагалось, что эта госпрограмма, она и называется «Сохранение государственных и других языков в Республике Татарстан», что будет поддержка не только русского и татарского, но и всех языков, которые существуют у нас на сегодняшний момент в Республике Татарстан. И если первоначально, значит, комиссия предлагала, что для каждого языка, ну, кроме вот тех, которые мы называем языки народов Республики Татарстан, значит, необходимы меры, которые реально необходимы, исходя из конкретной ситуации, да, то, значит, заказчик этой работы, они изначально поставили, значит, перед нами такую цель, что безусловный приоритет вот этого раздела, то есть языки народов Республики Татарстан, это, ну, была такая священная корова, да, и вы увидите, что это так и оказалось потом. Но более того, еще выдвинуто было требование, что русский и татарский язык тоже должны сохраняться на, значит, одинаковом уровне. И более того, это условие было настолько жестким, да, что если мы предлагали какие-то меры, значит, для сохранения татарского языка, автоматически такие же меры, такие же мероприятия должны были быть предложены для русского языка. Ну, например, нужен нам какой-то словарь там, терминологический для татарского языка. Неважно, есть он или нет уже для русского языка, он должен быть включен в эту программу аналогичный русский словарь, или если есть какое-то мероприятие на татарском языке, конкурс, аналогичное мероприятие должно быть на русском языке. Это, конечно, очень хорошо, но доходило до того, что когда вот мы эту систему разрабатывали, те, кто потом должны были уже это имплементировать, там представители, например, русского общества Татарстана, они говорили: ну не нужно нам такое мероприятие, у нас уже есть там толстовские, значит, конференции, там державинские чтения, там у нас это есть, не нужно еще там добавлять какие-то искусственно новые мероприятия, давайте лучше вот включим то, что уже есть, и так далее, и так далее. То есть вот таким образом соблюдался вот этот баланс. Но о целях и задачах я долго останавливаться не буду. Единственная очень важная вещь, почему мы поставили в центр мониторинг. Да? Мы считали, что программа и ценность ее, и назначение ее
не в том, чтобы была такая программа и поставить галочку, что вот мы работаем в этом направлении, а в том, что использовать эту возможность максимально, чтобы хоть как-то повлиять на вот ту негативную динамику языковой ситуации, которая наблюдалась уже к тому времени. Да? И мы считали, что именно результаты вот этого мониторинга, они должны влиять в дальнейшем на корректировку и на выправление каких-то моментов, убирать какие-то вещи, которые себя не проявили, и наоборот уделять больше внимания на более эффективные какие-то аспекты и так далее, и так далее. Точки роста, о которых мы говорили, к счастью, несмотря на секвестирование очень жестко, а в это время уже начался кризис, и, в общем, финансирование было практически наполовину урезано от того, что мы запрашивали, хотя по сравнению с предыдущими программами все-таки было увеличение, и увеличение на порядок. Нам удалось все-таки некоторые вещи сохранить, хотя, в общем, очень жестко говорилось, что никаких новых сущностей, никаких новых институций создаваться не будет, но, тем не менее, нам удалось создать институт Каюма Нассери. Конечно, он не может соперничать там, с институтом Гёте или Сервантеса, по образцу которого он задумался, но, тем не менее, он существует, и есть филиалы и по Российской Федерации, и по СНГ, так что если, например, в Ижевске или в какой-то другой части Удмуртии кто-то захочет изучать татарский язык, вы можете обратиться в институт Каюма Нассери, они вам все предоставят, и, значит, учебники, и, значит, там компьютеры, оборудование, и даже могут прислать учителей. Конечно, суммы не такие заложены, как мы хотели, но, тем не менее, все-таки, вот, я считаю, это очень большое достижение, что мы смогли запустить хотя бы как бренд и хотя бы как такой пилотный проект, который потихоньку продолжает свое развитие, этот институт Каюма Нассери. Лингвистическая помощь работает, языковая сертификация тоже есть, и она привязана к институту Каюма Нассери. Сегодня вы даже онлайн можете заполнить эту форму, отправить, и вам скажут, на каком уровне вы владеете татарским языком. До этого мы даже не могли формально определить на основе мировых стандартов, да, а какой вот уровень владения, вот то, о чем вы говорили, да, значит, с классами и так далее. Сейчас такая формальная возможность есть. Электронный корпус татарского языка тоже работает. С мигрантами возникла проблема, хотя мы подготовили различные методические рекомендации и пособия. Да, более того, мы даже подготовили пособие, чтобы интегрировать этих мигрантов в нашу российскую действительность. Для выходцев из тюркских республик мы предложили делать это на основе татарского языка, поскольку, например, узбекам, казахам и киргизам им легче интегрироваться через татарский язык, поскольку русского они просто не знают. Да? Но, к сожалению, проблема в том, что оказалось, что некому этим заниматься. Те наши инстанции, которые занимаются мигрантами, они считают, что если вы хотите приехать на работу в Россию, вы должны уже все сделать, там, изучить, сдать экзамены, привести все справки, но мы знаем, как эти справки делаются, а мы ничего не должны делать, мы вас не должны учить. Вы к нам приезжаете, вы должны все изучить, там, а мы, может быть, примем у вас экзамены, да и то вряд ли. Да? Поэтому вот все, что было разработано, к сожалению, оно особого применения не нашло, поскольку некому было, вот нет институциализации, опять-таки, некому этим заниматься. Все считают, что у нас само собой как-то решится, кто-то это сделает, а непонятно кто. Мониторинг, еще раз повторяю, да, удалось сделать. Но вот, к сожалению, не удалось сделать вот эту структуру, создать какой-то орган, да, или какие-то органы, которые бы непосредственно отвечали за это, да. Вот мы предлагали, что будут руководители отдельных проектов, они объединятся в координационный центр. Эффективность будут оценивать не чиновники, а эксперты при Академии наук, они будут решать, а мероприятие полезное было или так просто трата денег. Да? Потом будет общественный консультативный совет из представителей общественных организаций, которые тоже скажут, а для них это полезно для общества в целом или нет. Но, к сожалению, ничего этого не получилось. И даже вот общественный совет, он не был создан, да, хотя здесь тоже никаких дополнительных денег и средств не требовалось. Вот красным я написал все, что не получилось. Я очень жалею, что не получилось создать языкового омбудсмена. Нам сказали, что это будет такой канал, который будет привлекать недовольство, что вот все недовольные будут туда обращаться, и это будет, так сказать, будировать ситуацию. Но, как оказалось, омбудсмена нет, а проблема сохранилась, и она накапливалась, и она канализировалась как? Через прокуратуру, там, через президента и так далее, и так далее.
А если бы был вот этот омбудсмен, который бы каждый день занимался с вами, там, с родителями, объяснял, там, значит, законодательную базу, значит, ну, нормально работал бы с людьми, тогда я считаю, вот остроту вот этой проблематики, конечно, можно было бы, значит, снять. И я, конечно, очень жалею, что нам не удалось тогда это реализовать. Но это механизмы. Значит, очень важно, что к тому моменту уже не только общественность, не только ученые, но и государство начинает понимать, что только официальные механизмы, только какие-то нормативные акты и только государственные институты не могут изменить ситуацию. И поэтому мы включили семью, общественные организации, махаллю, то есть все те институты, которые в нормальной ситуации и должны вместе заниматься вот этой языковой проблематикой. Нельзя говорить, это должно заниматься Министерство образования, это не наше дело, там, или только семья должна этим заниматься. В комплексе, когда мы объединяем всех акторов, тогда мы можем получить какие-то результаты. Не туда нажал, извините. Значит, но это я пропущу, это вы прекрасно знаете нашу ситуацию, значит, 2 минуты, да. Тогда, значит, поскольку... Почему я говорю, что было приоритетным вот это направление? Вы видите, все мероприятия, которые были предложены по разделу языков народов РТ, они все были поддержаны. Ни одно мероприятие не было отвергнуто. То есть это уже говорит о приоритетах, которые были расставлены. Вот вы видите, да, что, значит, целый комплекс мер для поддержки языков народов Республики Татарстан был разработан, и большинство из них до сих пор реализуется, и вот создание культурной образовательной среды, воскресной многонациональной школы и так далее, и так далее. Но вот я посмотрел, например, на финансирование этого направления до всех этих секвестров выделялось 10-15 миллионов в год. Для сравнения, в предыдущей программе на всю госпрограмму выделялось 10-15 миллионов. 15 миллионов, по-моему. А это только на языке народов Республики Татарстан. И вот вы видите, грант, это тоже мы настояли, чтобы распределялось это не по кулуарным каким-то решениям, а чтобы это было соревновательное, на конкурсной основе, и чтобы поддерживались инициативы снизу. Да. И вот видите, в 2019 году я посмотрел, например, Удмуртская культурная автономия, она вот выиграла этот грант на конкурс. Я считаю, что это очень полезно. Пусть они не каждый год будут получать эти гранты, но это заставит других делать что-то свое, что-то новое, что-то более интересное, чтобы на следующий год у них выиграть этот грант и так далее, и так далее. То есть вот эта конкурентность, она, конечно, очень полезна в этом деле. Опять-таки, мы сегодня говорили, что необходимо создавать условия. И вот это очень хороший пример. Создан сайт Ассамблеи и Дом дружбы народов Республики Татарстан, вы туда можете зайти, где создана возможность заполнять этот сайт на всех 35 языках. Да, там и, значит, немецкий, и наши языки Поволжья, то есть любые языки, которые у нас используются в Татарстане. Я посмотрел вчера, а кто использует эту возможность? Конечно, есть татарские, конечно, есть русские, чуваши более-менее заполняют, кряшины, но это тоже татарский язык. К сожалению, ни удмурты, ни марийцы, ни даже азербайджанцы, ни грузины, никто не использует свой родной язык. Единственная возможность, там пишут какие-то названия, потом дают перевод этого названия, значит, на русский язык, но основной текст идет на русском. К сожалению, вот возможность есть использовать родной язык, но не все ей пользуются. И в заключение, информационные технологии, организаторы меня просили обратить внимание, да, в рамках этой госпрограммы тоже большое внимание уделяется. Ну, во-первых, сегодня татарский язык существует во всех средах, на всех, на мобильных, на стационарных компьютерах. Никакой проблемы для желающих загрузить там шрифт или даже проверку орфографии и так далее, и так далее. И все время это идет обновление, виртуальные клавиатуры, словари, многофункциональный полилингвальный электронный лексикографический фонд татарского языка. И я просто хотел бы показать, значит, 2 примера, реально действующие. Да, если вот вы зайдете на Translate Tatar или Tatarsoft наберете, это онлайн-переводчик,
татарско-русский, русско-татарский, да, вы можете набрать любой текст или даже скопировать с какого-то сайта текста, и он вам переведет двусторонний перевод. И более того, вы можете даже прослушать этот текст на татарском языке. Если мы сравним, в Google у нас тоже существует татарский язык, то алгоритм здесь, он уже на сегодняшний день, он переводит намного лучше, чем Google Translate. Поскольку, в общем, это самообучающая система, и чем больше ее будет искусственный интеллект, чем больше ее будет использовать, тем она будет все более и более совершенствоваться. Ну еще, кроме письменного корпуса татарского языка, вот существует большой проект такой «Мирас», это цифровое наследие, здесь мусульманский графический памятник, татарская периодическая печать, и здесь уже работает вот этот сайт, куда выкладываются наши дореволюционные арабографичные издания, и вы можете читать либо, в оригинале, если вы не владеете арабской графикой, машина вам переведет. Это уже на кириллице, это автоматически, не надо никого сажать, да, то есть это тоже расширяет поле функционирования и языка в информационной среде, и расширяет доступ вот к этим материалам исследователей, которые... соответственно, вы можете на русский язык перевести это, да, и так далее, и так далее. И в заключение я хотел бы всех вас пригласить на нашу конференцию, которая состоится 29 июня этого года, и которая посвящена столетию декрета о государственных языках. Во многих республиках тогда эти декреты или законодательные акты применялись. Я всех вас приглашаю принять в этой конференции участие. Спасибо. Спасибо большое, Марат Амингович. Если я правильно поняла, вот нужно вопрос, да, что если я, например, захотела изучить татарский язык и обратилась к вам, и мне будет все предоставлено, или это не получилось сделать? Во-первых, я забыл сказать, что для индивидуальных, так сказать, лиц есть возможность онлайн-курсов на международной платформе. Там вы можете зарегистрироваться и пройти вот этот экзамен. Вам скажут, у вас начальный уровень там нулевой. Ну, я вот, например, знаю, что у меня нулевой уровень. Да. Но у меня И для вас уже разрабатывается специальная программа, как с нулевого уровня. Если вы будете аккуратно следовать шаг за шагом, программа гарантирует, что вы там через год достигнете того уровня, который вы сами определяете. Это тоже очень важно. Это для индивидуалов. А если вы наберете группу, и вам не хочется в интернете, например, сидеть, а вы хотите живым учителя, тогда вы обращаетесь на Институт Каюма Насыри, и они уже заключают договор, обеспечивают там кабинет. Они обычно при вузах заключают договора, и там открывают вот эти кабинеты татарского языка и полностью обеспечивают оборудованием, книгами, методиками и даже учителями. Спасибо, спасибо. Интересный очень опыт. Дорогие друзья, вот говорят, что не удивляйся, да, я удивлялась над коллегами, не буду говорить, из какого государства, что у них полтора часа был разрыв в регламенте программы. Я говорю, у нас такого не бывает, у нас максимум 10 минут. И вот я сейчас поняла, что вот мы дошли до того, но все-таки у нас докладчики все любящие дело, и мы с уважением относимся ко всем заявившимся на конференцию. Я с огромным удовольствием приглашаю Кондратьеву Наталью Владимировну, профессора кафедры общего и финно-угорского языкознания Удмуртского государственного университета, доктора филологических наук. Темы у нас докладов очень разные у выступающих, от государственных программ. А Наталья Владимировна расскажет нам о отражение концепта шут в языковой картине мира удмуртов или рецепт счастья от удмуртского народа. Здесь Бурейш Гажанайшиос. Добрый день, уважаемые участники мероприятия. Сегодня мы уже много говорили о наших родных языках, об их богатстве и уникальности, о чем же еще не размышляли в такой счастливый весенний день, конечно же, о счастье. Собственно, это будет урок удмуртского языка, поэтому немножко подвигайтесь и сядьте поудобнее, чтобы воспринимать информацию. И, конечно же, чтобы гости нашей республики смогли прикоснуться к многовековой мудрости нашего народа, попытаемся раскрыть некоторые секреты удмуртского языка. Как отмечают специалисты, язык впитывает в себя обозначение природных, климатических, культурных и прочих условий жизни человека. Еще Вильгельм фон Гумбольдт отмечал, что форма каждого языка представляет собой неповторимое образование, с помощью которого тот или иной народ воплощает свои чувства и мысли.
Ярким примером этого становится фразеологическая система языка. Удмуртские ученые Татьяна Григорьевна Владыкина, Галина Николаевна Шакова, Татьяна Рудольфовна Душенкова и другие уже рассматривали особенности репрезентации концепта счастья на материале удмуртских фольклорных текстов. Сегодня же источниковой базой разговора станут художественные тексты удмуртских прозаиков 20-90-х годов. Отметим, что по количеству словоупотреблений, как показали данные Национального корпуса удмуртского языка, о котором речь пойдет в следующем докладе, наиболее часто к Алексею Мишут обращаются Трофим Архипов и Игнатий Гаврилов. Свой доклад начнем с того, что в разных культурах существуют примерно одни и те же базовые ценности, но различия культур проявляются в иерархии и соотношении отдельных элементов в различных культурных акцентах и оттенках. На основе анализа художественных текстов можно выделить следующие особенности понимания счастья. Во-первых, у каждого человека своя судьба, а значит и свое счастье. Как и в большинстве других языков и культур, в удмуртской фразеологии нашли отражение представления людей о том, что счастье человека дается ему свыше, поэтому некоторые люди якобы уже рождаются счастливыми. «Инмаршут зещётвис» или «шудошут тем вордишкане». Счастливым можно стать, если тебя заметила счастливая звезда Шудоки Жили. Например, Трофим Архипов пишет: «Шудоки Жили адиздерта вордемнелде». Наверное, счастливая звезда заметила твою дочь. Подчеркнем, что образ звезды является традиционным для многих культур, в частности в английском языке. Возникновение фразеологизма традиционно относят к библейским историям. Сравните также русское родиться под счастливой звездой. Как и во многих языках, счастливые люди могут рождаться по-особенному. В частности, широко распространен в русском языке фразеологизм «родиться в рубашке». Для удмуртского языка актуален шутпуе, можете использовать. Некоторые ученые также отмечают фразеологизм шутпурты, котелка счастья. Интересно отметить, что по представлениям англичан родиться счастливым – это буквально родиться серебряной ложкой во рту, а для татарского народа, как подчеркивает Багаудинова Гузель Анваровна, актуально родиться с кольцом счастья. По мнению исследователя, этот фразеологизм этимологически восходит к мифу о пророке Сулеймане, ставшем сказочно богатым благодаря волшебному кольцу, которое обладало силой подчинения духов, птиц, ветра и воды. Еще одним оригинальным компонентом, символом счастья у татар, по мнению исследователя, является верба счастья. Существует также поверье о том, что человек будет счастливым, если он родился ранним, чистым, свежим утром, когда только-только начинается просыпаться природа и домашние животные. Интересно отметить, что несмотря на многовековые традиции контактирования удмуртского и татарского народов, прямого взаимовлияния языков в части репрезентации концепта счастья не наблюдается. По-видимому, это связано с тем, что счастье любит тишину. Хвалиться о нем перед чужими не принято. От излишней болтливости счастье можно потерять. Как уже отмечали выше, счастье человека не зависит от него самого. Оно дается ему судьбой или обусловлено хорошим стечением обстоятельств. В удмуртской культуре представлено утверждение о том, что счастье нельзя приобрести каким-то алгоритмическим образом, его можно либо случайно найти, либо оно может на человека свалиться. Доказательством этого является удивительное выражение «шудущис», в значении «посчастливилось». Если счастье еще не нашло своего хозяина, его необходимо искать, потому что оно может блуждать по миру. «Шудет катанкено ветле». В этом контексте, как правило, актуализируются такие выражения, как «шудзе ученый искать счастье», «шудзе штына потерять счастье», «шудзе житна». И самое главное, «шудзе бурдетел ялыжина». Последнее предостерегает, чтобы счастье не развеялось по ветру, нельзя свистеть, по крайней мере в Удмуртии. Так где же нам необходимо искать свое счастье? Большинство удмуртских паренеологических выражений уточняют, где не следует бродить в поисках счастья. Оно точно не растет в огороде, не плывет по реке, не таится в сундуке или коробе, не прячется в дальних краях. Нельзя стать счастливым и на чужом счастье. Лужкам шуден шудо. В рамках удмуртского менталитета самый значимый оказывается труд. Ужаш мурт шудолуя, шудолуя медпотеки, шуделы чужам зен божма. Также счастлив именно тот человек, который делает других счастливым. Ваше счастье, наше счастье. Несмотря на то, что в научных трудах по славянским языкам чаще всего не актуализируется социальная природа концепта счастья, важно подчеркнуть, что уже сама лексема русского языка предполагает данное значение. Судя по материалам этимологического словаря Шанского, само слово «счастье» общеславянского происхождения и образовано от слова «часть»,
с помощью приставки «с» значение «хороший» и «я». Буквально «хорошая часть», «доля». В словаре Фасмера дополняется «счастье», «первоначальная доля», «совместное участие». Интересно отметить, что в удмуртском языке социальный аспект становится значимым и при определении меры счастья. На основе анализа художественных произведений можно заметить, что традиционные сравнения типа «большая, как гора, буречь быча», «много, как звезд на небе», «киджили-манда» в данном случае не используется. Мерой для измерения счастья становится само понятие счастья «ашма-шудо-лэш-на-шудо». А минимальное счастье определяется удивительной фразой «шут-тем-лэш-шут». Буквально не переводится, но примерно в таком ракурсе, как «немного счастья за неимением счастья». Пользуясь случаем, также подчеркнем особую значимость понятия народа общества в формировании философии удмуртского языка. Данное значение актуализируется на разных лексических и грамматических уровнях. В частности, это и значение слова «еспарте» – особенный, или суффикс множественного числа «ёс», который восходит к слову «ёс» – народ. Здесь же уместно вспомнить и разграничение двух различных местоимений, и «ми» и «ашмас» в удмуртском языке – это в переводе на русский язык местоимение «мэ». Но вернемся к нашей сегодняшней теме. Можно ли узнать счастливого человека? Например, татарские исследователи подчеркивают, что о счастливом человеке принято говорить, что он родился со звездой на лбу. В отличие от этого, в удмуртском языке существует высказывание «шудет комиссар буштамунова» «счастье на лбу не написано». Но счастливых людей можно определить по светящимся глазам, шудоящиньос. Не случайно счастливого человека называют шудета тимур, то есть человек, который повидал счастье. Интересно отметить, что для европейских языков в этом случае более значимым является улыбка. Счастье улыбнулось. Или немецкое «имла тасклюк» ему улыбается счастье. О счастье можно говорить бесконечно. Так, отдельное внимание можно уделить тому, как меняется внутреннее наполнение аксиологического понятия в художественной литературе разных исторических периодов, поскольку развитие литературы напрямую связано с развитием идеологии. В этом отношении более стабильным являются фольклорные тексты. В частности, для удмуртской обрядовой и необрядовой лирики Галина Николаевна Аршакова выделяет следующую иерархию ценностей полноты жизни. Прежде всего, это материальный достаток, это большая дружная семья, это спокойная размеренная трудовая жизнь и спокойная старость в кругу семьи. Интересно подчеркнуть, что подобное мировидение характерно для многих финно-угорских народов. К примеру, как отмечает Салавар, счастье в хантейском языке относится к сфере обыденного, и в сознании хантейского человека оно закрепилось как нечто такое, как можно достичь в реальности. До определенной меры оно материализовано в том, что касается добычи в промысле, наличия комфортного сообщества в семье, благоприятной погоды, здоровья. И здесь можно привести очень интересный пример из коми-языка. Глагол «повести удастся» здесь звучит как «мой вина», этимология которой, как отмечается Панов, достаточно прозрачная. Она образована от словосочетания «мой вина» – «убить бобра», «добыть на охоте очень ценную шкуру». Подводя итоги, подчеркнем, что в картине удмуртского народа в определении счастья прежде всего связано с пониманием его как ощущения бытия, удовлетворенность жизнью, получение удовольствия от труда. Психологическая специфика счастья и несчастья заключается не столько в их краткости или длительности, столько в хрупкости и сложности перехода от одного состояния к другому. Психологическое соотношение счастья и несчастья неоднозначно еще и потому, что отсутствие счастья еще не говорит о наличии несчастья. И наоборот, отсутствие несчастья не свидетельствует в пользу счастья. И последний слайд, пожалуйста, там. А что еще сказать? Будьте счастливы и делитесь счастьем с другими. Благодарю вас, уважаемая Наталья Владимировна. На мой взгляд, как хорошо, что у нас есть такие ученые, как Наталья Владимировна, которые занимаются глубоким изучением, если говорить, родного удмуртского языка. И вот на мой взгляд, что рассказ о том, о этой народной, житейской даже где-то мудрости, вот это и может способствовать интересу к изучению удмуртского языка, и не только у удмуртов. Поэтому настолько простые и мудрые ценности, но как непросто их достичь. И заключительным докладом нашей секции
Так, это о создании и развитии национального корпуса удмуртского языка. Я приглашаю Безенову Марию Петровну и Ившина Леонида Михайловича, научных сотрудников Удмуртского института истории языка и литературы, Удмуртского федерального исследовательского центра, Уральского отделения Российской академии наук. Если у наших соседей Татарстана и корпус татарского языка все у вас неплохо работает, то у нас мы не так давно приступили к формированию. Но я думаю, что все-таки впереди Счастье. Да, счастье будет, потому что в продвижении и изучении удмуртского языка. Дичач ближайший Гажан Шьёс, данный президиум. Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемый президиум. Разрешите представить доклад о создании и развитии национального корпуса удмуртского языка. Корпусная лингвистика на данный момент один из самых популярных разделов языкознания, занимающийся разработкой, созданием и использованием текстовых корпусов. Языковой корпус представляет собой информационно-справочную систему, основанную на собрании текстов на некотором языке в электронной форме. Большинство крупных языков мира сегодня уже имеют свои электронные корпуса объемом в десятки и сотни миллионов словоупотреблений. В частности, британский национальный корпус, объем его составляет 100 миллионов словоупотреблений. Венгерский национальный корпус более 187 миллионов словоупотреблений. Следующий национальный корпус русского языка более 900 миллионов словоупотреблений. Необходимо отметить, что за последний год русский язык, корпус русского языка был пополнен более чем на 600 миллионов словоупотреблений, потому что в прошлом году было около 300 миллионов. Ну, видимо, большое внимание уделяется созданию корпуса и пополнению его. В последнее время созданию корпусов текстов на языках народов России также уделяется особое внимание, поскольку, с одной стороны, корпусные исследования позволяют взглянуть на устройство языка с совершенно иного ракурса, а с другой, корпус – это своеобразная форма сохранения языковых данных. Так, на данный момент в России ведется работа над языковыми корпусами вепского, коми, марийского, башкирского, татарского, удмуртского и других языков. Но самый маленький объем корпус вепского языка около 1 миллиона. Самый большой, конечно же, татарского, там более 500 миллионов. У коми большой корпус около 60 миллионов. Марийский корпус около 200 миллионов, как уже сегодня. Около 20 миллионов, как уже сегодня сказали. В конце XIX века при финансовой поддержке Министерства национальной политики Удмуртской республики было положено начало подготовки национального корпуса удмуртского языка, который называется «Удмуртия языковых филшипис». Сайт расположен по адресу, который вы видите на экране. Стоит отметить, что помимо собрания самих удмуртских текстов в электронной форме, в систему также интегрированы электронные версии удмуртско-русского и русско-удмуртского словарей, позволяющие переводить слова как с удмуртского языка на русский, так и наоборот, а также прослушивать звучание большинства удмуртских слов. Поэтому сайт Национального корпуса удмуртского языка предназначен не только для профессиональных лингвистов, но и для обычных школьников, а также всех, кто интересуется удмуртским языком и культурой удмуртского народа. При этом хочется отметить, что в целом сайт корпуса набирает популярность. Так, по данным Яндекс.Метрики, в середине прошлого года насчитывалось в среднем около 50 посещений в день, а на сегодняшний день этот показатель увеличился уже вдвое. Разработка и пополнение новыми текстами национального корпуса удмуртского языка осуществляется с
сотрудниками отдела филологических исследований Удмуртского института истории и литературы Удмуртии. Процесс пополнения корпуса включает в себя 3 основных этапа. Это первое — сканирование и распознавание книг на удмуртском языке в программе FineReader. Второе — вычетка распознанных текстов. Надо отметить, что на данный момент уже отсканированные PDF-файлы книг для института предоставляет Национальная библиотека Удмуртской республики, за что им огромное спасибо. Вычеткой распознанных текстов занимается 8 сотрудников отдела филологических исследований нашего института. Ответственной за проверку и загрузку вычитанных текстов на сайт корпуса является моя коллега, кандидат филологических наук Мария Петровна Беззина. Перед загрузкой новых текстов обязательна процедура их обработки специальной программой для проверки удмуртской орфографии. Поскольку как бы внимательно мы не старались вычитывать распознанные PDF-файлы удмуртской книги, в любом случае, к сожалению, остаются ошибки, в том числе орфографические, устранить которые помогает специальное расширение для текстовых редакторов на основе HANSPEL. Разработана она сотрудником лаборатории машинного обучения и обработки больших данных производственных киберсистем Удмуртии-Цуроран Григорием Григорьевым. Программа находится в свободном доступе на сайте, который вы видите на экране, адрес которого видите на экране. Данное расширение для текстовых редакторов благодаря словарной базе, связанной с файлом аффиксов, выявляет орфографические ошибки, позволяя загружать на сайт Национального корпуса удмуртского языка максимально выверенные тексты. Кроме того, с такой же целью данное расширение проверки правописания можно использовать и в различных браузерах Google Chrome, Opera, Firefox. В целом, по нашему мнению, повсеместное использование данного расширения позволило бы стандартизировать удмуртское правописание и этим существенно облегчить работу корректоров, поскольку на данный момент, несмотря на наличие орфографического словаря по удмуртскому языку, в современных печатных изданиях, журналах, газетах, книгах и других встречаются различные варианты написания одного и того же слова. Объем национального корпуса удмуртского языка на данный момент еще небольшой и составляет около 3 миллионов словоупотреблений. Но, несмотря на это, наш корпус включает в себя наиболее известные произведения удмуртских авторов с 1960-х годов, заканчивая 2000-ми годами. И уже сейчас представляет довольно богатый материал для проведения лингвистических исследований. В целом, собрание текстов в электронной форме дает детальное представление об устройстве конкретного языка, о его функционировании, помогает изучить специфику употребления отдельных слов и выражений, подготовить полную статистическую информацию о частотности какого-нибудь языкового явления и другое. До появления языковых корпусов лингвисты тратили месяцы и годы на сбор материала по изучаемому явлению. Сейчас же подобрать примеры на интересующую тему можно за небольшое время. Для этого корпуса снабжаются специальной поисковой системой. В частности, в Национальном корпусе удмуртского языка предусмотрена возможность поиска по отдельным словоформам, так и по словосочетаниям или целым предложениям. Кроме того, искать словоформы можно по грамматическим пометам или по глоссам. То есть за несколько секунд мы можем, например, найти все глаголы в прошедшем времени или все существительные в длительном падеже и другие. Для этого на поисковой панели нужно нажать на соответствующую ссылку. При этом открываются списки грамматических тегов или глосс, которые можно выбрать.
Кроме этого, система национального корпуса удмуртского языка позволяет вести поиск по авторам, по годам публикации или под корпусам. У нас там имеется подкорпус поэзии и подкорпус прозы. Просматривать метаинформацию о найденном слове, которое отражает сведения об авторе, названии произведения, источнике и других, можно увидеть можно также увидеть морфологический разбор слова и его перевод на русский язык, скачать результаты поиска в электронной таблице, в которой дан перечень предложений с указанием источника, откуда взять то или иное словосочетание, слово или предложение. Таким образом, на основе корпуса удмуртских текстов, оснащенного поисковой системой, у нас появляется возможность изучить многие ранее неописанные темы в удмуртском языкознании. Например, различные виды управления, посленложное, глагольное, наречие и другое, которые по сей день представлены лишь единичными статьями, или глагольную систему, которая на данный момент, к сожалению, изучена совершенно неудовлетворительно по сравнению с другими частями речи удмуртского языка, а также с учетом роли глагола в организации речи удмуртского языка. При этом по сравнению с русским языком, например, функциональная нагрузка глагола в удмуртском языке значительно выше, что объясняется наличием системы причастных и депричастных форм, а также изобилием от глагольных существительных. Если возьмем русский язык, многие глаголы в этом языке образуются от существительных. В удмуртском же наоборот, существительные образуются от глаголов. И это хорошо было бы видно как раз вот на основе изучения больших текстов корпусов. Однако, несмотря на важность этой темы, рассмотрению категории времени в современном удмуртском языке посвящены пока лишь отдельные статьи, а работ монографического характера по данной проблеме сегодня вовсе не существует. Для любого корпуса текстов с морфологической разметкой характерно возникновение амонимии, то есть форм с одинаковым написанием и произношением, но с различным значением. Снятие амонимии, на наш взгляд, является одной из важнейших задач, позволяющих проводить на основе корпусных данных качественные лингвистические исследования. В связи с этим уже сейчас, параллельно с пополнением национального корпуса удмуртского языка новыми текстами, мы начинаем заниматься ручным снятием амонимии в корпусе. Это довольно кропотливая работа, поэтому в ближайшие годы мы будем предпринимать попытки по разработке программы для автоматического разрешения неоднозначности форм с одинаковым написанием. Кроме того, по объективным причинам отдельные слова в корпусе остаются неразобранными. Поэтому совместно с Тимофеем Архангельским, сотрудник университета Высшей школы экономики, разработчиком используемого нами удмуртского парсера или морфоанализатора, мы также занимаемся и улучшением морфоанализатора путем добавления в его словарь новых лексем. Так, в ближайшее время словарь парсера или морфоанализатора будет увеличен более чем на 7000 новых слов и форм. Отметим также, что Тимофей Архангельский является разработчиком лингвистических интернет-корпусов удмуртского языка, которые были разработаны чуть раньше. Адрес написан на слайде. Однако его основной корпус объемом чуть более 9,5 миллионов словоупотреблений состоит больше, чем на 90% состоит из прессы, представляющей собой значительно упрощенный вариант удмуртского языка в сравнении с классическим удмуртским. На наш взгляд, корпусные исследования целесообразнее проводить в первую очередь на основе анализа литературных текстов,
Поэтому на данный момент в рамках информационно-справочной системы Национальный корпус удмуртского языка идет формирование корпуса современного литературного языка. Однако уже со следующего года мы планируем заняться введением корпус памятников удмуртской письменности, а в дальнейшем и подготовкой звукового корпуса диалектных текстов. На наш взгляд, разработка корпуса памятников письменности, несомненно, поможет подготовить исторический словарь удмуртского языка, которого у нас пока нет. А создание корпуса диалектных текстов поспособствует изданию полного современного диалектологического словаря, поскольку имеющиеся на данный момент труды зарубежных ученых Бихмана и Мункачи содержат материалы, собранные еще в конце XIX века. И в завершении выступления хочу сказать, корпусная лингвистика, сочетающая в себе как большой объем эмпирических данных, так и современные методы статистических расчетов и обработки информации, является относительно новым подходом в языкознании и тем самым вызывает большой интерес у современных лингвистов и специалистов в области компьютерных технологий. По нашему мнению, в ближайшее время и удмуртоведы в своих работах станут опираться на данные электронных корпусов, представляющих собой новый тип источника лингвистических исследований. При этом корпус удмуртского языка, представляющий собой готовые размеченные тексты в электронном виде, на наш взгляд, в дальнейшем послужит не только базой для проведения языковедческих исследований и подготовки различного вида словарей, но и станет основой для разработки переводчиков, систем распознавания и синтеза речи, а также других программ по удмуртскому языку. Спасибо за внимание. Спасибо. Успехов вам и исполнения того, что запланировано. Я благодарю всех докладчиков, которые сегодня представили очень интересные разносторонние доклады. Я благодарю всех слушателей. Я прошу прощения за сбой в программе, но на самом деле доклады были интересными. Сейчас перерыв на обед. 45 минут. Затем здесь будет продолжать работать секция библиотек. Параллельно работает секция родной язык и подростковое чтение в духовно-нравственном центре Ижевской удмуртской епархии. Завтра конференция продолжит работу в актовом зале Института языка и литературы и также в Министерстве образования. А сегодня я еще раз говорю, что мы все будем рады встретиться вновь в 18:30 возле Свято-Михайловского собора на торжественном открытии фестиваля «Литературный концерт», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Спасибо. Приятного аппетита.
Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья. Мы рады побывать на удмуртской земле. Национальная библиотека имени Сергея Григорьевича Чевайна является главным центром по продвижению национальных документов Республики Марий Эл и своей деятельностью содействует развитию языка, интереса к языку и чтению национальной литературы. Основной информационный ресурс и фундамент, определяющий направление работы библиотеки по сохранению и продвижению родных языков, это библиотечный фонд. Объем краеведческого фонда составляет почти 59 тысяч единиц хранения. Фонд на марийском языке более 32 тысяч экземпляров. Прирост краеведческого фонда ежегодно составляет 350 наименований новых изданий. Из них книг на марийском языке 40-60 названий, 53 наименования журналов, 65 наименований газет. Национальная электронная библиотека Республики Марий Эл, или, как мы говорим, Марийская электронная библиотека, включает на сегодняшний день 1903 документа редких краеведческих изданий на марийском языке. Одна из приоритетных задач в области сохранения национального языка – это работа по созданию корпуса марийского языка. В данной работе принимают участие ведущие научные, образовательные учреждения редакции республиканских периодических изданий, такие как Национальная библиотека имени Чевайна, Марийский научно-исследовательский институт языка и литературы имени Валерьяна Васильева, Республиканский центр марийской культуры, Марийский государственный университет. Ресурс материалы корпуса марийского языка включает 3 основных раздела: газеты на марийском языке, журналы на марийском языке, книги на марийском языке с 18 века по 2017 год. Каждый из разделов содержит список изданий, дополненный гиперссылками на электронную копию или отметки о наличии цифровой копии. Весь электронный архив изданий доступен пользователям с сайта библиотеки, а цифровые копии размещаются на облачном хранилище. Сайт библиотеки имеет версию на марийском языке. Марийская версия сайта включает материалы краеведческого характера, информацию о новых изданиях и важных мероприятиях на марийском языке. В 2018 году, за 2 года до 100-летнего юбилея нашей республики, на сайте была создана рубрика «100 лет Марий Эл». Она включает подготовленные библиотекарями, учеными, деятелями культуры материалы об истории, культуре, общественной, социально-экономической жизни и значимых событиях нашей республики. Рубрика является весьма востребованной интернет-аудиторией, о чем свидетельствует количество просмотров. За 2 года размещено более 140 материалов, и общее количество просмотров составило более 200 тысяч. В октябре 2017 года, в год 129-летия основоположника марийской литературы, в честь кого названа наша национальная библиотека Сергея Григорьевича Чевайна, был создан литературный кабинет его имени, где в едином музейно-выставочном пространстве раскрывается творческое наследие поэта. И в продолжении проекта на сайте библиотеки создан специальный раздел «Литературный кабинет Чевайна». Он включает биографию писателя, обзоры публикаций, электронные копии статей из республиканских периодических изданий, аудио и видеоматериалы. С 2019 года мы реализуем проект, медиапроект «Живое слово Чевайна». Это видео прочтение произведений Чевайна на марийском языке в переводе на русский. И всего в данном тематическом разделе размещено 25 видеоресурсов, более 60 информационных материалов. В 2020 году, в период ограничительных мероприятий, библиотекой создано большое количество электронных ресурсов, направленных на сохранение марийского языка. Это и виртуальные выставки, интерактивные программы, видеопрочтение стихотворений, фронтовых писем на марийском языке, марийские сказки. Это все размещено на сайте библиотеки в социальных сетях. Ежегодно Национальная библиотека проводит социокультурную акцию, приуроченную государственному празднику Республики Марий Эл – День марийской письменности.
И в 2019 году в библиотеке разработан квест на марийском языке. Называется «Я внук Анара», естественно, в переводе на марийский язык. Он ориентирован на школьников, изучающих марийский язык, и для тех, кому марийский язык является родным. Колоритность мероприятию придает национальный марийский костюм, в котором сотрудники библиотеки проводят квест на марийском языке. С 2019 года моя национальная библиотека стала предметы вести работу по изучению марийскому языку. Данное образовательное направление возникло в рамках культурно-просветительского проекта «Новый старт 55+». Уроки марийского языка ведут сотрудники библиотеки, имеющие педагогическое образование, то есть учитель марийского языка и литературы. Сформированы две группы до 10 человек, что обеспечит индивидуальный подход. И первая группа для тех, кто не знает марийского языка, и вторая для тех, кто владеет марийским языком на бытовом уровне. В октябре 2020 года в Национальной библиотеке имени Чевайна под эгидой Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегионального библиотечного информационного центра успешно проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Родные языки в поликультурной среде региона. Сохранение, использование, развитие». Конференция объединила экспертов и участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Коми, Сахалинской области, Свердловской области, Чувашии, Мариэл. На конференции прозвучало 25 докладов и мастер-классов на актуальные, острые темы. И примечательно, что это событие состоялось в год столетия Республики Мариэл. Для нас это большая честь и очередные слова благодарности команде Кузьмина Евгения Ивановича. Крупным событием в рамках столетия Республики Мариэл стал межрегиональный фестиваль национальной книги народов Поволжья. Его цель – сохранение и популяризация национальных языков и литератур. В рамках фестиваля состоялись разнообразные мероприятия. Это и презентации книжных новинок национальных регионов Приволжского федерального округа под общим девизом «Читаем вместе». Мы благодарим Национальной библиотеке Удмуртии, Башкортостана, Чувашии, Мордовии, Республиканскую детскую юношескую библиотеку Татарстана за поддержку и участие в проекте. Это же и, конечно же, состоялась презентация книг Марийского книжного издательства, которые вышли тиражом более 22 тысяч экземпляров, посвящен в рамках в рамках проведения мероприятий, посвященных столетию Республики Мариэл. И все эти книги были бесплатно переданы во все муниципальные библиотеки нашей республики и в республиканские учреждения культуры. Также хочется сказать, что в рамках этого фестиваля прошел с успехом поэтический видеомарафон «Национальный поэтический джем «Родина моя». Это прочтение стихотворений на родных языках, более 100 участников из Республики Мариэл и других регионов Российской Федерации. И, естественно, это 9-й республиканский конкурс «Книга года Мариэл». Этот конкурс является брендом Республики Мариэл. Он проводился 9-й раз в юбилейном году. И все мероприятия прошли как на площадках ведущих республиканских учреждений культуры, так и в Национальной библиотеке, а также в онлайн-формате. На протяжении более 30 лет в Национальной библиотеке работает клуб «Марийский краевед». Заседания клуба проводятся с использованием государственных языков, то есть русский и марийский язык. Сегодня Марийский краевед – это центр концентрации краеведческих изысканий и центр притяжения исследователей для обсуждения актуальных вопросов истории и современности Марийского края. Еще одним направлением деятельности библиотеки, который способствует популяризации марийского языка, является издательская продукция. С 2005 года издаются указатели в серии «Лики марийской литературы», посвященные столетию со дня рождения выдающихся марийских писателей и поэтов. Особенностью данной серии является двуязычный формат издания. В нем приводятся оригинальные статьи на русском и марийском языках, посвященные персоне, подготовленные учеными-литературоведами, известными журналистами, и на данный момент вышло 9 изданий. Что касается другого государственного языка, русский язык, да, Национальная библиотека – это площадка для проведения тотального диктанта, а также еще мы выбрали еще одно важное направление в деятельности нашей библиотеки –
Это совместно Марийским государственным университетом стартовал в 2020 году партнерский культурно-просветительский проект «Краеведческий компас» для иностранных студентов подготовительного отделения МАРГО. В рамках проекта студенты знакомятся с историей нашего края, с традициями, праздниками народа Мари, с природой, культурой республики. И, конечно же, иностранные студенты с удовольствием участвуют в конкурсах. Например, конкурс чтецов стихов русских поэтов на русском языке «Весенняя камель». Или к 9 мая это конкурс чтецов стихов ко Дню Победы «Память пылающих лет». А также мы проводили конкурс каллиграфии на русском языке «Искусство письма». Этот проект содействует изучению русского языка иностранными студентами из Индонезии, Афганистана, Сирии, Египта, Таджикистана. И это важное и перспективное направление в работе Национальной библиотеки. И Национальная библиотека обладает, конечно, уникальными ресурсами и содействует сохранению, а также продвижению государственных языков Республики Марий-Эл. И сегодня мне бы хотелось сделать небольшой подарок Национальной библиотеке Удмуртии, подарить пакет книг, которые вышли в рамках плана мероприятий к столетию нашей республики. И эти книги, они вышли под серией «Национальная библиотека». Сейчас я спущусь и подарю вам, Татьяна Владимировна. Спасибо всем за внимание. Успехов вам больших. Спасибо большое, Елена Михайловна. Конечно, Национальная библиотека, любой национальной республики, она выполняет особую миссию в сохранении культурного наследия и продвижении языков. Это связано не только с тем, что на территории национальных регионов компактно проживают отдельные народы, но и связано это с тем, что Национальная библиотека выполняет свою миссию. То есть эти библиотеки, национальные библиотеки, они созданы именно для того, чтобы рассказывать населению о том культурном богатстве, которым обладает тот или иной народ. И дальше мы переходим к следующим выступлениям. У нас с вами следующие доклады будут представлены, в следующих докладах будет представлен опыт работы муниципальных библиотек. И я оговорилась, сказав, что Елена Витальевна у нас единственный представитель другого региона, у нас с вами есть Кукмарский район, Республика Татарстан, и я представляю слово Туктаевой Светлане Михайловне, заведующей Нижнекукмарской сельской библиотекой централизованной библиотечной системы Кукмарского района Республики Татарстан. Библиотеки как центр национальных культур и их роль в сохранении национальных языков. Добрый день, дорогие участники конференции. Приветствую вас от имени удмуртского населения Кукмарского муниципального района Республики Татарстан. Мы гордимся тем, что являемся малой родиной Гая Сабитова, Максима Прокофьева, Петра Захарова и многих других видных деятелей удмуртского народа. Кукмарский район, расположен на севере Республики Татарстан, входит в Прикамскую экономическую зону, знаменит своими валенками, куртками, посудой не только в Татарстане, но и за пределами России. В нашем многонациональном районе, дружно и в мире согласии, проживают представители 4 основных национальностей – татары, русские, удмурты и марийцы. Население района обслуживает 49 библиотек, 83 сельских клубов, домов культуры и клубов. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» в деревне Асангелга открылась модельная сельская библиотека. Живя рядом в течение нескольких столетий, наши народы смогли не только сохранить свою самобытность, верование, язык и культуру, но и перенять друг у друга некоторые обычаи и обряды, обогатить свой язык и перенять друг у друга некоторые обычаи и обряды, обогатить свой язык, заимствование из соседних языков, а свой язык из соседей. Это дает нам возможность более тесно общаться друг с другом, жить и уважать различные особенности быта народов, живущих в нашем районе. Мы с гордостью отметим тот факт, что наши учащиеся всех удмуртских школ нашего района до 11 класса изучают удмуртский язык и литературу.
В республиканских олимпиадах по удмуртскому языку и литературе наши ученики ежегодно занимают призовые места, доказывая свои знания, в чем есть и наша заслуга. В целях пропаганды творчества писателей и земляков в школах и библиотеках района ведется целенаправленная работа. Мы стремимся к тому, чтобы наши дети знали и помнили свои корни, гордились предками и передавали знания будущим поколениям. Я знаю, что для каждого человека родной язык – это самый красивый язык. Ведь только через родной язык человек усваивает картину мира, душу, характер, традиции своего народа. Чтобы сохранить свой народ, мы всеми средствами должны воспитывать любовь к родному удмуртскому языку. Наша главная задача, чтобы наши дети с гордостью говорили «Мон удмурт налаш, мон удмурт пьяш». Я дочь удмуртского народа, я сын удмуртского народа. В своей повседневной работе мы несем свою любовь к удмуртскому языку, чтобы посетители библиотеки почувствовали силу и величие удмуртского слова, стали ближе к своим предкам, к людям, которые всегда понимали важность удмуртского языка. Пропаганда языка в наших библиотеках начинается с оформления. Все выставки оформляются на 3 языках – на удмуртском, на русском, на татарском. Одним из важнейших направлений работы библиотеки остается сохранение и развитие культурных ценностей удмуртского народа. Во всех удмуртских филиалах функционируют клубы по интересам, где мы с пользователями разного возраста проводим мероприятия по сохранению народных традиций. При библиотеках оформлены музейные уголки. Библиотекарь Балдыкнинской сельской библиотеки Павлова Айна Абрамовна создала свой настоящий музей. Наш музей нетрадиционный, экспонаты не располагаются за стеклом и не огорожены веревкой. Здесь не только можно, но и нужно потрогать, рассмотреть поближе, использовать в деле все экспонаты. Почти все экспонаты музея подлинные. Мы считаем, что только прикасаясь к настоящим предметам старины, дети чувствуют свою принадлежность к истории своей семьи. Только предметы, сделанные его далеких предков, донесут до сознания ребенка представление о жизни в далеком прошлом. На мероприятиях мы знакомим детей с устным народным творчеством, пропагандируем творчество удмуртских писателей и поэтов. У нас стала традицией приглашать на поэтические праздники классиков национальных литератур и писателей, поэтов, земляков, а также музыкантов и певцов, которые выступают перед читателями, делая эти праздники ярче, выразительнее, интереснее. Любимыми гостями наших читателей являются представители журналов «Кизили Инважор». Библиотеки стараются проводить свои мероприятия не только в стенах библиотек, но и за их пределами, в школах, учреждениях, на улице, в детских оздоровительных лагерях. Говоря о формах и методах усовершенствования библиотечной работы, нельзя не сказать о конкурсах и грантах, в которых мы участвуем и получаем поддержки. 4 удмуртские библиотеки стали победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений. Размер гранта 100 000 рублей. В 2019 году Нижнекуморская сельская библиотека выиграла конкурс малых грантов «Православная инициатива» в размере 120 000 рублей. Все эти средства израсходуются для пополнения фонда библиотек книгами, создания комфорта и уюта. Министерство культуры Республики Татарстан также заинтересовано в комплектовании библиотек книгами на удмуртском, на родном языке народов, проживающих в республике. За счет муниципального бюджета библиотеки выписывают журналы и газеты «Дечбур», «Кизили», «Инважо», «Кенеш». В районной газете «Трудовая слава» раз в месяц выходит приложение на удмуртском языке «Баммыш». Немаловажную роль в привлечении читателей и продвижении чтения играет комфорт и уют, созданный в библиотеках. Сегодня в библиотеках созданы все условия для дискуссий, круглых столов, для творчества. Здесь можно найти друзей, единомышленников, фанатов своих любимых книг, создавать и развивать свои идеи, творческие способности. За последние 5 лет 4 удмуртские филиалы нашего района переехали на новые здания. Верхнекузьмецкая сельская библиотека капитально отремонтирована. 3 библиотеки включены в программу строительства на ближайшие годы. Все библиотеки подключены в интернет,
Сегодня ведется работа по прокладке ВОЗ, имеются компьютеры, многофункциональные устройства. Последние годы много говорят о том, что интернет и электронные ресурсы вытесняют книгу из жизни человека. Да, действительно, мы признаем, есть телефоны, планшеты, и библиотеки все переходит на общение с читателями в онлайн-форме. Мы уверены, что никакая цифра не заменит общение, которого не хватает нашим детям, зацикленным в ФПР, ОГЭ, ЕГЭ, пожилым, у которых дети всегда заняты, и просто тем людям, которые просто любят читать живую книгу. В конце своего выступления хочу еще раз отметить, что в Кукмарском муниципальном районе и в Республике Татарстан уделяется большое внимание развитию национальных культур всех народов, проживающих на этой территории. С детства воспитывается уважение и интерес к самобытной культуре, формирование толерантности, эстетических, духовно-нравственных ориентиров в обществе. И в заключение хочу привести строки удмуртского писателя Флора Васильева. «Наши сосны высокие самые, наши ягоды сладкие самые, наши люди добрые самые». И это говорю я про свои края. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Михайловна. Очень приятно, что вы поделились с нами своим богатым опытом. И надо сказать, что, наверное, каждая муниципальная библиотека, сохраняя местные традиции, поддерживает тот или иной народ. Поддерживает, ну, не материально, конечно, духовно, сохраняет духовность определенного народа. На территории Удмуртской республики создано более 40 центров, библиотек, центров национальных культур. И это не только центры удмуртской культуры, это и центры русской культуры, это и центры межнациональных культур. И сегодня у нас на конференции присутствуют представители библиотек, центров национальных культур. И переходим мы к докладчикам из Удмуртской республики. И нам важно, чтобы наши гости слышали и наш опыт, и заимствовали и наши какие-то новшества, наши интересные проекты. Слово предоставляется Васильевой Анастасии Николаевне, директору Алнашской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Я немножко переставила программу, поэтому будем ориентироваться на фамилии выступающих, которые я буду называть, а не нашу программу, прописанную выданную на. Родной язык, первые шаги в жизни. Здравствуйте, дорогие друзья, гости республики и коллеги. Всем нам известно, что в нашей республике удмуртский язык, как и русский, является государственным языком. Алнашская районная библиотека уделяет большое внимание сохранению и продвижению удмуртского языка и культуры. Для населения проводятся различные мероприятия. Творческие юбилейные вечера и встречи с известными земляками, краеведческие уроки, презентации, квесты для детей и молодежи, обзоры новых книг и так далее. Мы поддерживаем всероссийские и республиканские акции, организовываем площадки на базе библиотеки для проведения этнографического диктанта, большого удмуртского диктанта, татарского диктанта. По просьбе заинтересованных жителей открывались клубы по изучению татарского языка. В октябре 2020 года, как ни странно, но по изучению удмуртского языка, несмотря на то, что у нас район считается самым удмуртскоговорящим. С 2010 года по инициативе Алнашской детской библиотеки в районе учреждена районная детская литературная премия имени Германа Ходырева. Литературная премия призвана поддержать интерес к родному языку и активизировать детское литературное творчество. Координатором проекта является детская библиотека, учредитель премии администрация муниципального образования Алнашский район. Ежегодно в конкурсе принимают участие учащиеся со всех школ района. Особенность конкурса в том, что могут участвовать в нем не только творческие дети, но и литературные объединения. Вместе с тем, тема сохранения родного языка остается достаточно острой. Несмотря на то, что более 80% населения Алнашского района являются удмуртами, многие родители считают, что для успешной учебы и карьеры родной язык может стать помехой.
Во многих удмуртских семьях района перестают разговаривать между собой на родном языке, утрачивая тем самым навыки чтения на родном языке, а также пропадает интерес к книгам на удмуртском языке. По данным 2019 года, процент выдачи книг на удмуртском языке в Алнашской детской библиотеке составил всего 1% от общей книговыдачи. Детское население от 2 до 6 лет в селе 681 человек, детей от 7 до 10 лет 553 человека. Из них только 19,8% изучали удмуртский язык. Чтобы предпринять какие-то меры по данной проблеме, в 2020 году Алнашская районная библиотека разработала проект ЖКЛ Пиштер «Сказочный пестель» и выиграла грант во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел» от фонда Тимченко. Целями проекта являются сохранение удмуртского языка в семье через удмуртские сказки и развитие творческих способностей детей, а также воспитание любви, интереса, уважения к удмуртскому языку. Проект ЖКЛ Пиштер был направлен на решение проблемы снижения интереса к родному языку. Одним из немаловажных ресурсов сохранения родного языка является семья, поэтому работа велась с семьями, в которых воспитываются дети от 2 до 10 лет. Проект реализовывался с 11 мая 2020 года по 26 февраля 2021 года. Для выполнения миссии нашего проекта мы укомплектовали пестели удмуртскими книгами и различными канцтоварами. Эти пестели отправились в детские сады района, откуда уже попадали в удмуртскую семью. В течение недели семья читала книги, выполняла творческую работу по прочитанным сказкам, будь то рисунок, аппликация, поделка из пластилина и так далее. Затем пестель возвращался в детский сад и передавался в другую семью. Сумма выигранного гранта составила 301 077 рублей. На эти средства были приобретены 16 пестелей на 80 000 рублей, 180 экземпляров детского журнала «Кижили» на 7200 рублей, 438 книг от издательства «Удмуртия» на 68 320 рублей, канцтовары для наполнения пестеля и призов на 68 227 рублей, а также оборудование, роллапы и выставочные витрины на 62 000 рублей. Прочие расходы ушли у нас, это 8820 рублей на расходные материалы и на 6510 рублей на оплату привлеченных специалистов. Чтобы оценить проделанную работу семей, был объявлен конкурс в 3 номинации. Это «Мы милый дичком чушем» читаем вместе, конкурс на лучшее эссе о пользе совместного чтения. Для родителей были организованы консультации по написанию эссе, приглашали преподавателя удмуртского языка и литературы. «Мнамир герое», мой любимый герой. Конкурс на лучшую подделку по прочитанным книгам, выполненную в любой технике. Очень много пришло рисунков, поэтому мы решили отдельно выделить победителей также в технике рисунок. И 3-я номинация – это «Она и Кылын» на родном языке, конкурс на лучшего чтеца стихотворений на удмуртском языке. Сейчас мы хотели бы вам представить одного из чтецов, если у нас видео пойдет. Или оно не идет, да? Вот такое множество различных видео нам пришло от детей. Библиотекари активно проводили мероприятия по проекту, выходили с презентациями в детские сады села к воспитателям. Удмуртский герой сказок Лапшо Пидунь приходил к детям и знакомил их с пестелем, его наполнением, а также проводил различные удмуртские игры. Библиотекари детской библиотеки показывали различные мастер-классы для изготовления поделок по сказкам. А совместно с волонтерами прошли опросы также на улицах села. Ярким завершением проекта стал фестиваль семей «Семья Лыджи Удмурт-книга», «Семья читает удмуртскую книгу», где мы подвели итоги по всем номинациям. Мы благодарны всем участникам проекта, поэтому абсолютно все семьи-участники получили призы.
Отрадно отметить, что в проекте приняло участие более 120 семей, что составило 1248 человек. Участие в данном проекте – это прекрасный вариант совместной работы семьи. Таким образом, мы развиваем не только любовь к родному языку, но и поддерживаем связь поколений, совместное времяпровождение, чего так не хватает в наше время. Мы успешно реализовали данный проект, и в этом году начинается его продолжение. Это проект Лу-Писпу «Душа дерева», который тоже получил поддержку грантового конкурса «Культурная мозаика Удмуртии. Партнерская сеть». Здесь продолжается путешествие пестерей с удмуртскими книгами и канцтоварами уже по детским садам района, а в самом селе появится площадка с арт-объектами. Композицию составят летняя сцена со скамейками для проведения мероприятий на улице, также символ писателей, выходцев из Алнашского района, металлическое дерево, и рядом будет аллея из живых деревьев. В прошлом году мы сделали роллап литературного дерева Алнашского района, который вы уже видели, да? Теперь это будет символом таким наших писателей, уже в таком форме дерева уже металлического. А жители Алнашского района будут видеть наше дерево, а на нем будет QR-код, выводящий на литературную карту сайта библиотеки. Это, в свою очередь, должно заинтересовать молодежь. Надеемся, что у нас все получится, и мы таким образом сохраним память об известных людях, в частности, писателях района на долгие годы. В условиях снижения интереса к родному языку, уровня владения языком, очень важно становится работать по сохранению национального языка как неотъемлемой части многонациональной российской культуры. Коллектив Алнашской библиотечной системы продолжает работы в данном направлении и надеется на улучшение обстановки по сохранению родных языков. Ведь, как сказал киргизский писатель Чингиз Айтматов, бессмертие народа в его языке. Спасибо за внимание. Тау. Спасибо вам большое. Далее я хочу предоставить слово Малбургинскому району. Фишер Асият Шарапутдинова представит доклад, написанный коллегами совместно с Асият Шарапутдиновной, проекты по сохранению удмуртского языка, опыт библиотек Малбургинского района. Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости сегодняшней конференции. Меня зовут Фишер Асият, я являюсь методистом Малбургинской районной библиотеки. Наша библиотека, она считается центром национальных культур, вот. Причем не одного народа, а как минимум 6. То есть это у нас удмуртский, русский, татарский, марийский, армянский и азербайджанский народы. Наверняка все уже слышали о том, что удмуртский язык вошел в атлас умирающих языков ЮНЕСКО. Пожалуйста, поднимите руки те, кто знает об этом. Так, не все знают, да? Так вот, повторяю еще раз. Удмуртский язык вошел в атлас исчезающих языков ЮНЕСКО. И это очень грустно. Поэтому я считаю, что одной из важнейших задач вообще нашей библиотеки – это сохранение удмуртского языка. Сохранение, приумножение и его распространение, и даже немножко трансформация. Так. И добиваемся мы этого не только при помощи проведения всяких мероприятий, квестов и прочего на родном языке, да, но мы еще активно занимаемся проектной деятельностью примерно с 2015 года. То есть с 2015 года это наши успешно выигранные субсидии и гранты по развитию языка в том числе. Так, Кто слышал про такой проект, как деревня, где живет Шурчи Смекалка? Он выиграл в свое время 700 тысяч гранта Тимченко. Вот тут я вижу. Класс. Так вот, результатом этого проекта стало создание музея. Причем это не просто музей, знаете, это музей, созданный методом народной стройки. Как получилось так, что мы написали этот проект? К нам пришли жители, пришел староста этой деревни,
Матвеев Анатолий Яковлевич, чтобы мы помогли, чтобы мы написали проект для дальнейшего развития музея. То есть они выкупили вот это вот здание, все деревни, они проводили субботники, экологические акции, они собирали вторсырье, они вкладывали свои личные деньги для того, чтобы вот этот музей был. Но, понимаете, не хватало чуть-чуть. И это чуть-чуть – это тот самый грант, тот самый проект, который написала наша библиотека, в который работают жители, в том жители деревни Баграш-Бигра, где и находится этот музей. Результатом вообще проекта стали созданы не просто музей, но еще и пространство. 5 пространств. Это у нас историческое пространство, которое рассказывает о Вашудном прошлом, о боляках, родах Малопургинского района. У нас есть мастеровое пространство, где люди могут, скажем так, вживую, да, попробовать те самые ремесла удмуртские, которые были раньше и которые есть еще сейчас. Например, кузнечное мастерство, там, прядение, вышивка, вязание, вот это вот все. По-моему, они есть. Также у нас есть еще языковое пространство, то есть это у нас изучение языка, да, получается. С помощью специализированных программ. То есть у нас разработана программа по изучению языка. Более того, издан сборник, который называется «Лабура Бигра», говорит Бигра. Она на 3 языках, русский, удмуртский, английский. То есть не просто музей, но еще и литературный продукт получается. Так, также у нас создано еще и агропространство, то есть люди могут поучаствовать, скажем так, приложить руки к сельскому хозяйству. И информационное пространство, то есть это информационные арт-объекты на территории деревни. К сожалению, их тут нет. 5 минут, да? Ага, побежали. При музее работает кружок, народный экскурсовод, в котором дети проводят экскурсии. Более того, есть еще и видеоэкскурсии, которые записаны теми же самыми детьми. И сейчас у нас в партнерах музей, лучший музей Европы, это эстонский музей в городе Тарту. Вот, и они являются нашими партнерами, ну, как минимум, в ближайшие года 3. У нас заключено соглашение. Самое интересное в том, что этот проект, он не только сохраняет язык, но еще фактически актуализирует его все время. То есть для того, чтобы этот музей вошел в топ-100, да, Даур, достопримечательности Удмуртии, и стал привлекать туристов. Приезжают туристы, местные жители, соответственно, должны как-то рассказать, да, о том, как они живут. И, соответственно, постоянно актуализируется вот это вот прошлое. Жители вынуждены просто-напросто изучать его, хотя бы для того, чтобы рассказать туристам, откуда эти пусы и откуда вообще, что они означают. И я считаю, что это довольно интересный процесс. И да, у нас найдены еще новые пусы, и это старинные. Варшудная. Это тоже важно. Так, следующий у нас проект есть. Вот те самые у нас экскурсоводы, да? Так, проект у нас «Выжигал». Как переводится «Выжигал», кто знает? Сказка. Ага. А тут смотрите, у нас не просто сказка, но еще и получается сказка «Выжигал». Слово рода и язык корней. «Выжигал». То есть вот и этот проект, он обыгрывает, получается, все эти значения. Автором проекта является Надежда Андреевна Степанова, она тоже сотрудник Малопургинской районной библиотеки. Вот. И все 3 эти направления в результате проекта были, скажем так, реализованы. Вот. Созданы уникальные лингво-арт-объекты, расписаны в стиле граффити по мотивам удмуртских мифов помещения. Приезжали очень замечательные наши этнические блогеры, поэты, писатели современные. Была поставлена сказка тоже на удмуртском языке. То есть там очень-очень много всего. В общем, приезжайте, мы вам лучше экскурсии проведем. Так. Угу.
У нас замечательное такое пространство теперь есть. Мгм. И да, и еще появилась группа. Так, и третий наш проект – это у нас Удмурт стендап. То есть одно из важных направлений, получается, в нашей работе – это не отрицать сегодняшние какие-то современные веяния, да, а включать их в работу и переначивать их на удмуртский лад. Так появился проект Удмурт стендап. В нем, да, я заканчиваю, в нем молодежь Малопургинского района соревновалась в остроумии. То есть наша смеховая культура удмуртов, она жива. Вот. И вот еще у нас еще один проект, это Чужунбол. Кто-нибудь слышал про Чужунбол? Спортивная игра, да, современная, появилась буквально в ближайшие года 3. Тоже с элементами народной смеховой культуры. Приезжайте к нам. Спасибо большое. Хочется добавить, что как раз вот говоря о том, что у нас библиотеки являются центром межнациональной культуры, именно в Малопургинском районе не только идет сохранение удмуртского языка, но реализуется очень много проектов по сохранению других языков, народных представителей, которые проживают на территории Малопургинского района. Проекты очень интересные, и проекты реализуются не только по грантовым заявкам, но и входят в муниципальную программу «Культура Малопургинского района». Далее мне хочется предоставить слово Малых Татьяне Васильевне, методисту межпоселенческой районной библиотеки Ярской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Инструменты в сохранении и развитии языковых и литературных традиций в работе библиотек Ярского района Удмуртской республики. Здравствуйте, уважаемые участники конференции, коллеги. Я Татьяна Николаевна, прошу прощения. Язык издавна рассматривается как один из важнейших факторов культурной и этнической идентичности. Будучи средством выражения национальной культуры, язык сам становится в ходе исторического развития народа по мере развития его культуры феноменом данной культуры. Поэтому важнейшей задачей краеведческой деятельности библиотек наряду с пропагандой литературы является сохранение языка, его популяризация и продвижение. Библиотеки Ярского района уделяют особое внимание сохранению и развитию языковых и литературных традиций народов, проживающих на территории района. Ежегодно организуются мероприятия, посвященные Дню родного языка. В рамках недели краеведения с 2018 года проводится акция «День стиля этно», призывающая прийти на учебу или работу в национальном костюме своего народа и его элементах. Чтобы стать участником акции, необходимо сделать фотографию и разместить ее на своей странице в социальных сетях под официальными хэштегами акции. Цель мероприятия – показать многообразие народов, гармонию их взаимоотношений. Приняв участие в акции, каждый может выразить гордость за свой народ, за его культуру и традиции. Стало традиционным проведение большого удмуртского диктанта по-ярски. Большой удмуртский диктант по-ярски – это ни в коем случае не плагиат. Это дополнительная возможность проверить знание удмуртского языка и навыка грамотного письма на нем, а также подготовиться к ежегодной просветительской акции «Большой удмуртский диктант». Данное мероприятие на территории Ярского района появилось не случайно. Необходимость проведения диктанта отдельно на районном уровне продиктована тем, что в последние годы жители все меньше общаются на удмуртском языке, а тем более меньше пишут на нем. В честь Всемирного дня удмуртского языка и в год столетия государственности Удмуртии Ярская районная библиотека запустила интеллектуальный баттл на удмуртском языке «Мон устойчи тон» на странице группы Ярская районная библиотека в социальной сети ВКонтакте. В течение ноября между участниками игры проведено 9 поединков. К батлу подключились жители не только Ярского района, но и жители Малопургинского, Глазовского, Юкаменского районов и города Ижевск, а также народная артистка Удмуртской республики Надежда Уткина, проживающая в Женеве. Чтобы принять участие в батле, необходимо было подготовить 5 слов на русском языке и 5 словосочетаний на удмуртском языке.
Батл проходил между двумя соперниками. Соперники задавали друг другу заранее подготовленные слова и словосочетания. Кто больше слов сумел перевести, тот выиграл поединок. Батл получил много положительных отзывов, поэтому в дальнейшем планируется расширить его географию и проводить ежегодно. Библиотеками постоянно ведется работа по популяризации творчества поэтов-земляков Флора Ивановича Васильева, Михаила Ивановича Федотова, Алексея Алексеевича Ельцова. Ежегодно в канун дня рождения Флора Васильева проходит вручение районной премии имени Флора Ивановича Васильева по двум возрастным категориям – Тюрагай и Печи Тюрагами, самодеятельным поэтом Ярского района. Премия учреждена администрацией муниципального образования Ярский район с целью популяризации творческого наследия поэтов-земляка, прославления родной земли, выявления и раскрытия талантливых жителей Ярского района. Символом премии является жаворонок Тюрагай, чьи звонкие трели провозглашают буйное пробуждение природы. Жаворонок – символ вдохновения, пробуждения творческих сил. Библиотекарями поселка Яр успешно реализован проект «Большой литературный марафон. Звени над Яром. Песня Флора». В ходе марафона проведены цикл мероприятий, направленный на приобщение жителей к активному творческому чтению литературы, а также привлечение их внимания к литературному наследию поэта Флора Васильева. Мероприятия марафона были объединены в 4 блока. Пользователям была предоставлена возможность участия в творческих конкурсах, позволяющих соприкоснуться с творчеством поэта. Проект реализован в партнерстве с редакцией районной газеты «Сельская правда», с культурно-досуговыми и образовательными учреждениями района, районными отделениями общественных организаций, органами местного самоуправления. Особое место уделяется работе с бессельмянами, малочисленным народом, проживающим на территории Ярского района. Так, сотрудниками Ворцинской, сельской и межпоселенческой районной библиотек оказана помощь в редактировании первой художественной книги на бессельмянском языке «Ворча Мадьёс». Авторами книги являются известный удмуртский поэт Вячеслав Витальевич Ар-Сергей и Рафаил Минмулаевич Дюкин, председатель общества бессельмянского народа в деревне Ворца, двоюродный брат первого бессельмянского поэта Михаила Федотова. В настоящий момент книга в процессе издания. Большое внимание уделяется творчеству первого бессельмянского поэта Михаила Ивановича Федотова, уроженца деревни Ворца Ярского района. Так, в день рождения поэта проведена краеведческая конференция «Михаил Федотов и бессельмяне». На конференции прозвучали доклады о жизни и творчестве поэта, о его вкладе в развитие удмуртской литературы, традициях и обычаях бессельмян. В рамках второго республиканского фестиваля бессельмянской культуры «Шундуян Шунтен Серек» межпоселенческой районной библиотекой проведен районный творческий конкурс «Мир начинается от родного порога». Среди учащихся образовательных учреждений района для участия в конкурсе было подано порядка 60 творческих работ. День рождения поэта, прозаика, уроженца Ярского района Алексея Ельцова проведен межмуниципальный онлайн-конкурс часов «Дуниез Монкотырты» на странице Ярской районной библиотеки в социальной сети ВКонтакте. Участники выкладывали видеоролики громких чтений стихов как на удмуртском, так и на русском языках под общим хэштегом конкурса. В онлайн-конкурсе приняли участие более 29 чтецов разных возрастов из 4 районов Удмуртии. Один победитель был определен пользователями социальной сети ВКонтакте по наибольшему числу набранных голосов. Второго определил сам поэт Алексей Ельцов. На базе Центральной детской и межпоселенческой районной библиотек проведен фестиваль читателей «Кажи-кажи-кажи-пок». В качестве названия проекта взят заголовок книги Алексея Ельцова. Мероприятие было проведено в партнерстве с редакцией журнала «Кизили». На мероприятие были приглашены учащиеся школ района, говорящие, читающие на удмуртском языке, неравнодушные к проблеме сохранения и развития национального языка. К данному мероприятию юные читатели готовились заранее и приняли участие в конкурсе рисунков по произведениям Ельцова. Каждая команда изготовила стенгазету-плакат «Я люблю Кизили». Данное мероприятие дало возможность детям встретиться и пообщаться со знаменитым земляком, получить определенные знания и умения в реализации творческих наклонностей по стихосложению. Среди направлений библиотечного краеведения в последние годы в самостоятельную структуру выделяется издательская деятельность. Ее развитие стимулирует новые общественные отношения. Так, в сотрудничестве с издательством «Анигма» выпущены сборники стихов Михаила Федотова «Мир начинается от родного порога», Флора Васильева «Моя столица Бердыши», Алексея Ельцова «Вдоль чепецких излуг»
и сборник стихов самодеятельных поэтов Ярского района «Страна туманов». Продвижение литературы на национальных языках, возрождение национальной культуры, обычаев, традиций, обрядов народов, проживающих в крае и республике, также нашли отражение в иной издательской деятельности библиотек. Библиотека – одна из наиболее подходящих и подготовленных площадок для воспитания и пропаганды народной культуры, сохранения и развития языковых и литературных традиций. Сегодня обращение к глубинным пластам народной художественной культуры, восстановление сложившихся веками ее социально-культурных функций обусловлено необходимостью возрождения национального духовного менталитета россиян путем деятельности библиотек. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Удмуртская республика многонациональная республика, и в соответствии с законодательством республиканским у нас два государственных языка – русский и удмуртский. Но в своей работе библиотеки частенько забывают о том, что русский язык тоже нуждается в сохранении. Нам кажется, что само собой разумеющееся то, что мы говорим на русском языке, проводим мероприятия на русском языке, пополняем информационные ресурсы документами на русском языке. Кажется, что этого достаточно. Но, как нам представляется, русский язык, сегодняшнее его состояние требует более трепетного внимания. И сейчас я хочу предложить вам выступление Соколовой Татьяны Васильевны, заведующей отделом обслуживания Центральной городской библиотеки имени Петерякова, централизованной библиотечной системы города Можги. Защитим русский язык. Защитим. Защитим. Добрый день. Я приветствую всех участников конференции от имени Центра русской культуры Горницы, который работает при нашей библиотеке имени народного поэта Удмуртии Байтерякова. Нам давно уже задавали вопросы, что как это вы так можете одновременно, а мы много чего можем. Работа по сохранению русского языка в нашем Центре русской культуры. Ой, извините, пожалуйста, я забыла, что надо. Это не мое. Где моя презентация? Ну я, да. Целенаправленно началась с 2013 года. В Можге тот год Советом общественности был объявлен годом родного языка. Тогда уже задумались о том, что со многими языками творится неладное. Открытие его состоялось на городской научно-практической конференции, на которой прозвучал доклад от нашего центра «Проблемы русского языка». Доклад получил много положительных отзывов, и материалы его использовались в дальнейшем неоднократно. Члены клуба «Русский дом», который работает при нашем центре, не остались в стороне, и на одном из заседаний ко Дню русского языка у нас прошел показ фильма Сергея Данилова «Древний светорусский язык». После просмотра члены клуба поделились своими впечатлениями и решили заняться просветительской работой в защиту русского языка. Конечно же, библиотека их полностью поддержала. Так вот, работа центра строилась у нас по 3 направлениям. Это прежде всего поддержка грамотности, борьба против сквернословия, 2. И 3. Изучение забытых русских слов и выражений нашей местности. Мероприятия в поддержку грамотности были разнообразны и по форме, и по тематике. Отмечу лишь некоторые из них. Большим помощником в работе по русскому языку стал и наш творческий поэтический клуб «Инвиз». В этом году он отметил 25 лет своего существования. Так вот, еще в 2016 году клуб «Инвиз» инициировал проведение городского поэтического конкурса, который назывался «Любуясь русским языком». Конкурс этот проводился с целью воспитания любви и сознательного отношения к языку как к духовной ценности, укрепления позиции русского языка в современном культурном пространстве, привлечение внимания жителей Можги к актуальным проблемам и бережному отношению к современному языку. На конкурс принимались работы по следующим номинациям. Это, во-первых, гимн русскому языку, то есть оды, баллады, гимны, сонеты в поддержку языка, способствующие его сохранению его красоты и богатства. Вторая номинация «Родное слово» – это стихи о собственном отношении к языку. И в защиту русского языка призывы, девизы, слоганы, которые в дальнейшем в работе мы очень широко использовали. По итогам конкурса библиотекой был издан сборник «Любовь с русским языком», материалы которого, конечно же, ежегодно востребованы.
Накануне 6 июня, День русского языка, вы знаете, что празднуется в это уже несколько лет, на городском празднике были подведены итоги конкурса вот этого «Любой с русским языком» и награждены победители по возрастным категориям. А в Международный день грамотности 8 сентября уже в библиотеке для молодежи состоялся поэтический вечер о великое русское слово, а программа его была построена на выступлениях победителей. Я считаю, что заслуживающими внимания в нашей библиотеке стали моментальные игры и экспресс-тесты на День русского языка 6 июня, День грамотности 8 сентября и День родного языка 21 февраля. Впервые мы стали использовать их в работе с посетителями с 2017 года. Расскажу об ударном дне в нашей Байтиряковке. Центр русской культуры всем своим посетителям предлагал тогда проверить свои знания и расставить ударения в предложенных словах. Участие тогда в тест-игре приняли 84 человека. Часть посетителей брали эти задания с собой, чтобы протестировать своих близких, родных. И несмотря на кажущуюся шутливость, тест оказался далеко не простым даже для достаточно образованных и начитанных, на наш взгляд, людей. Дело в том, что в нашей местности издавна в ходу неправильные варианты ударения в общеизвестных словах. По предложенному ключу с правильными ударениями участники игры сами отмечали свои промахи. Тогда было предложено 150 слов. Среднее число ошибок в ударениях от 30 до 40. Самое минимальное – это 6 ошибок было совершено из 150. И лидеры в этой игре у нас по праву заслужили звание грамотеи Можги. Мы им вручали сертификат, и они получали знак мудрой совы. Тоже было очень приятное такое награждение. Сомневающимся в правильности поставленных ударений мы предлагали заглянуть в словари. Акция следующего, 2018 года, объяснялки или что бы это значило. Это иноязычные слова в нашем лексиконе. Она также проведена была в форме тест-игры. В акции тогда приняло участие 48 человек. Далее были экспресс-тесты «не» и «ни» в русском языке, тоже в виде теста. Похожие, но разные. О похожих словах, значения которых иногда путают. Типа адресат, адресант, одеть, надеть, освятить и осветить. То есть польза этих тестовых игр мы считаем в том, что человек сам проверяет себя, то есть ему не стыдно ни перед кем за свои ошибки. Насколько он хорошо выполнил это задание. Озвучить результат мы просим только по достижении балла отличника для вручения сертификата. То есть если человек ответил плохо, он просто уходит с этим листочком, ничего нам не говорит. А то, что зачастую тесты эти уносят домой, значит, они наши помощники в распространении грамотности. К работе по русскому языку мы очень плотно привлекаем и наших серебряных волонтеров. Так они, например, у нас читают, участвуют в литературных вечерах, стихи читают вдохновенно, когда мы привлекаем общество инвалидов к чтению этих стихов. Вот. Здесь я с полным правом могу еще назвать поэтессу нашу, члена Союза писателей Удмуртии Ольгу Рассветову. Вот она разработала и провела целый цикл лекций для населения, который называется «Язык, душа народа». В последнее время мы стали чаще в нашей работе использовать настольные карточные игры из серии «Я люблю русский язык». Это глаголь, старинные слова, грамотные карточки, ерундопель, весело и познавательно. То есть это когда вот какая-то заминка возникает, действительно есть возможность, особенно с лагерями, очень хорошо играть. Хочется сказать, что штаб тотального диктанта в нашем городе из филиала УДГУ уже 3-й год как перемещен в нашу центральную библиотеку. И обычно перед началом тотального диктанта мы в живой форме проводим обзор литературы «Русский язык для всех и каждого». В настоящий праздник аплодисменты грамотности мы назвали подведение итогов в библиотеке, когда мы награждаем лучших, отличников, ударников и так далее. Вообще продвижение тотального диктанта – это тоже один из шагов к всеобщей грамотности, и задача Центра русской культуры – обеспечить более широкий охват населения.
По типу тотального мы проводили собственный диктант, и текст у нас подготовила и читала директор филиала УДГУ Татьяна Кибордина. Результат участники могли увидеть сразу после окончания вот этого диктанта на экране монитора. Она сразу же проводила очень подробный анализ текста диктанта, чтобы объяснить ошибки, которые могли быть допущены участниками в ходе его написания. То есть это вот тоже наше собственное развитие тотального диктанта. Работая над чистотой русского языка под девизом «Мат не наш формат», то есть я уже перешла к другой цели нашей, мы пытаемся воздействовать не только на молодежь, но и на детей 5-8 классов. Причем это делается по просьбе учителей. И даже на взрослых весьма необычная аудитория у нас бывает. Примечательным стало проведение беседы о сквернословии в исправительном учреждении ИК-6 поселка Люга для осужденных. Дело в том, что мы шефствуем над ними и зачастую выезжаем с нашими мероприятиями. Очень сложная аудитория, более других подверженная привычке к мату. Но слушатели с большим вниманием следили за иллюстративными материалами презентации. Оказывается, презентации, особенно если они юмористические, работают очень хорошо. И достаточно часто соглашались с фактами, которые излагал лектор. А уж заслужить аплодисменты у этой аудитории мы вообще считали нереальным. Думали, освищут, но все-таки заслужили. В прошлом году, 3 февраля, День без мата. В Центральной библиотеке мы объявили тематический день, и посетители у нас отвечали на вопросы теста сквернословия. А студенты агроколледжа присутствовали на беседе «Наши условия долой сквернословие». Урок нравственности слова и скверно несовместимы посетили группу будущих юристов. Он заставил их задуматься о своей речи и влиянии мата на здоровье. Со студентами и старшеклассниками мы обычно проводим анкетирование, это 5 вопросов перед началом беседы. А затем в презентации у нас установлены материалы предыдущей группы. И это бывает всегда очень интересно в ходе на экране, когда сравнение делается. Учитывая сегодняшнюю ситуацию со сквернословием в обществе, мы опасаемся, что скоро к нам придут учителя начальных классов. Но если потребность будет, мы, конечно же, перестроимся. Тем более, говорю, мы действительно проводим на разные категории, возрастные категории эту тему, она у нас в разных вариантах есть, но не хотелось бы, чтобы это произошло. По 3-му направлению наша работа завершена изданием словаря забытых слов и выражений или русские говоры в Можге. Каждый, бывая далеко за пределами Удмуртии, наверняка попадал в ситуацию, когда люди указывают на необычность нашей речи, особую мелодику, тягучесть выражений, употребление странных, но не всем понятных выражений. Действительно, диалектная группа слов существует в любой местности. Разговор о диалектах и забытых словах, которые бытуют в среде русскоязычного населения Удмуртии, впервые когда-то состоялся у нас среди членов клуба «Русский дом». Это было еще в 2017 году. Лекция тогда высветила проблему Руси уходящей, слов исчезающих, используемых нашими дедушками и бабушками. Вот именно тогда Центр русской культуры начал наш исследовательский проект по сбору диалектных слов русского языка. Вот. Слова, о которых идет речь в данном издании, являются частью разговорного языка жителей можгинцев. И эта работа действительно итог коллективного выявления и толкования слов населением Можги Можгинского района. В исследовании принимали участие не только члены клуба «Русский дом», но и ветеранские объединения, пенсионеры, отдыхающие в ЦСО, просто посетители библиотеки. Всего было опрошено 615 человек, и сюда в этот словарь включено 571 слово. Мы не претендуем на исчерпывающую полноту, и каждая семья, конечно же, вспомнит еще слова, которые бытовали у наших предков, и для них специально оставлены пустые страницы здесь. Мы хотим еще запустить общественное обсуждение материалов книги в интернете на странице ВКонтакте УРК Можги. Она сегодня является рупором нашей горницы. И хотелось бы, чтобы людям, открывшим вот этот словарь, захотелось поговорить о родном языке, вспомнить предков, рассказать детям семейные истории и, возможно, возвратить некоторые из звучных слов в современную речь. Благодарю за внимание. Спасибо вам большое, Татьяна. Ну, а мы, как ни странно, возвращаемся опять к удмуртскому языку. Все-таки удмуртский язык сегодня в наших библиотеках, особенно в муниципальных библиотеках, наиболее популярный и востребованный язык. Это родной язык населения,
Это язык, на котором говорит большинство населения. И я хочу предоставить слово Дмитриевой Алевтине Александровне, библиотекарю Жужгекской сельской библиотеки централизованной библиотечной системы Увинского района. Добрый день, уважаемые участники конференции. Сегодня хочу поделиться опытом работы над реализацией проекта Большежужгецкой сельской библиотеки. Забегая вперед, скажу, что в тесном творческом сотрудничестве с работниками местного дома культуры у нас все получилось. Необходимо отметить, что в настоящее время остро стоит проблема уменьшения числа носителей родного языка, в нашем случае удмуртского. Дети и подростки все чаще говорят по-русски, забывая национальный язык и тем самым утрачивая национальную идентичность. На решение этих проблем и был направлен проект «Вижму-Пилё. Умная сова», ставший победителем конкурса проектов, объявленным Министерством национальной политики в 2019 году. Данный проект реализовался в виде проведения цикла интеллектуальных игр на удмуртском языке с сентября по декабрь месяц 2020 года. На подготовительном этапе организаторы разрабатывали вопросы, сценарии, составляли вопросы к интеллектуальной игре, разучивали театрализованные фрагменты, а также провели исследовательскую работу по обрядам. Есть видео. Вот так вот у нас начинался проект. С сентября по декабрь прошли отборочные игры в муниципальных образованиях Увинского района. Это в деревнях Большой Жужгец, Булай, Узи, Тукля, Паршурки, Бежикья, в селе Мултан, Красная, Нылга и в поселке Ува. В каждой отборочной игре участвовали 3 команды по 5 человек. Это 15 человек из одного муниципального образования Увинского района. Вопросы предоставлялись в виде зашифрованных комплектов рисунков на экране проектора. Игрокам нужно было понять, какие удмуртские фразеологизмы, песни, стихи, пословицы и выдающиеся люди под ними скрываются. Другая часть вопросов, касающихся удмуртских обрядов, предоставлялись в виде театрализованных фрагментов исполнения фольклорного коллектива «Гудари Щачка». Для яркого художественного восприятия ведущей игры была одета в стилизованный костюм совы. Проект был рассчитан на детей и подростков, но и заинтересовал студентов и рабочую молодежь района. Участниками игр выступили 135 человек от 14 до 35 лет. В качестве зрителей было привлечено 93 человека. Ранее было запланировано 270, но из-за вспышки коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения отборочные игры проводились без зрителей. В рамках проекта проведены 9 отборочных туров.
И 17 декабря в Большежужгесском Центральном детском доме культуры состоялся финал игры. Команды, прошедшие в отборочный тур Андан, Кишельёз, Шерпиёз, Шашкаоз, Катынкумар, Чебориёз, Вижмопогёз, боролись за звание знатоков удмуртской культуры и языка. Почти 2 часа длилась финальная борьба между соперниками. Участникам пришлось непросто. Изюминка проекта заключалась в том, что все задания, пояснения, общение с ведущими зрителями и жюри было исключительно на удмуртском языке. Команды активно слушали, отвечали и комментировали, используя родной язык. По итогам самыми умными и логическими стали игроки команды Андан из Жужгеса, которая получила деревянную статуэтку умной совы. Кроме этого, каждый игрок-участник отборочного тура получил кулон в виде совы, изготовленный из бересты. Игра Вижмопилю является инновационной, так как ранее в Увенском районе не проводились интеллектуальные игры на удмуртском языке. Она вызвала интерес участников и болельщиков команд к изучению удмуртского языка и культуры, создала условия для организации полезного досуга детей и молодежи, способствовала повышению уровня знаний и культуры удмуртского народа и престижа удмуртского языка среди детей и подростков района. Участники выдвинули предложение проводить игру ежегодно, а статуэтку совы сделать переходящей. Информация о реализации проекта публиковалась в районной газете и республиканских печатных изданиях, размещалась в сети интернет. Разработка и реализация проектов – это огромные возможности для маленькой сельской библиотеки, один из наиболее эффективных инструментов ее продвижения, повышения престижа, улучшения и обновления материально-технической базы. Проекты помогают привлечь в библиотеку новую аудиторию, начать эффективное сотрудничество с другими организациями и учреждениями, сделать досуг читателей более разнообразным и познавательным. Авторы проекта Алевтина Дмитриева и Алевтина Макарова убеждены, что говорить на родном языке наши дети будут только тогда, когда вокруг будет создана прочная языковая культурная среда. Ребенок должен слышать родную речь, чтить и сохранять народные традиции, ощущать сердцем свою национальную принадлежность. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Ну и еще один доклад, посвященный продвижению удмуртского языка и проектной деятельности. Деятельности точки соприкосновения. Пожалуйста, Пермина Зинаида Петровна, главная библиотека Центральной библиотеки Глазовской районной централизованной библиотечной системы. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Тема моего доклада – продвижение удмуртского языка и проектной деятельности из опыта работы Глазовской районной ЦБС. Население Глазовского района Удмуртской республики насчитывает 14 870 человек. Из них удмурты составляют 62,4%. Цифра взята из интернета. Мы считаем, что на севере Удмуртии особенно ярко прослеживается обучение удмуртского населения. В настоящее время в районе 11 общеобразовательных средних школ удмуртский язык изучается в 6 школах. Библиотекари Глазовского района ведут систематическую работу по продвижению удмуртского языка и культуры чтения. Я расскажу о наиболее успешных проектах, связанных с удмуртским языком. Начать хочу с работы клубов по интересам. При Глазовской районной библиотеке организованы клубы «Гошчи», что в переводе с удмуртского «пишущий», и детский клуб «Визыл» «Струйка». Клуб «Гошчи» объединяет самодеятельных авторов Глазовского района старшего возраста, пишущих стихи, юморески на удмуртском языке. Многие из них стали писать после выхода на пенсию. Одна участница стала писать после исцеления от тяжелой болезни, к ней стали приходить стихи. Стихи другого автора настолько напевные, что дважды ее стихи были выбраны исполнителями на республиканский конкурс песни года «Элькуновидение». Члены клуба стремятся популяризировать удмуртский язык, чтобы молодежь не отказывалась от своего языка, а активно применяла в повседневной речи. Поэтессы охотно отзываются на приглашение на мероприятия, презентации стихов на конкурсы.
Членами клуба был успешно реализован проект «Кылбур-пыр удмуртлыкез утен» — сохранение удмуртской ментальности через стихи. Проект был направлен на популяризацию удмуртского языка, выявление и поддержку поэтического творчества населения. Издан сборник стихов «Улон Берга». Жизнь продолжается. Тираж составил 150 экземпляров. С презентацией этой книги мы с авторами объездили весь район. Книги поступили в сельские библиотеки. Такая наставническая деятельность со стороны людей старшего возраста социально значима не только для молодого поколения, но и для самих членов клуба. Людям старшего поколения очень важно сохранить такие функции, как развитие речи, памяти, умение донести мысль свою до других, умение держаться перед аудиторией. Стремясь к преемственности поколений, мы нередко проводим мероприятия двух клубов совместно. В 2000 году одной из интересных форм работы, на наш взгляд, стал стихотворный баттл «Бабушки против внуков». По-удмуртски звучит «Кылбур баттл, песянайос пумит нунокьос». К сожалению, проект не нашел финансовой поддержки, но тем не менее мы его реализовали. Баттлы прошли в 3 филиалах. Формат мероприятий — встречи членов клуба «Глушчи», пишущий, с учащимися сельских школ, тоже пишущими детьми, членами детского клуба «Визел». 2 команды. Команда бабушек и команда учащихся состязались в стихосложении. Тематика мероприятий в разных филиалах была разная. В одной филиале, например, тема звучала «Удмуртлык», «Ментальность удмуртов», в другом «Тулыс малкыт», «Весеннее настроение». Конкурсные задания разрабатывали сами сельские библиотекари. Например, составить акростих на какое-нибудь слово. В 2020 году это, конечно же, Варумун, победа. Описать картину удмуртского художника, составить буриме, составить стихи из предложенных слов и многое другое. Это был мозговой штурм для всех участников батла и даже зрителей. Зрители в зале также составляли стихотворения. Дети показали командный стиль работы, и к каждому заданию они составляли одно стихотворение, но быстрее. Бабушки работали индивидуально, зато выдавали сразу по 3-4 стихотворения или четверостишия. 3-й баттл был приурочен ко Дню удмуртского языка 27 ноября. И в конце года мы бабушек уже не собирали, потому что не стали рисковать здоровьем бабушек. Но баттл состоялся. Участниками баттла стали дети, учащиеся одного класса, разделившиеся на команды «Кыл» и «Бор». Они познакомились с творчеством молодого удмуртского поэта Богдана Анфиногенова. Поэт отправил видеообращение, ответил на вопросы детей и рассказал о своих проектах. В начале 2021 года мы провели онлайн-конкурс «Литературный слэм о малой родине стихами». Он прошел в рамках празднования Дня родного языка и был посвящен году села в Удмуртии. В конкурсе могли принять участие все желающие, которые написали стихи о деревне на удмуртском, русском или татарском языке. Но нам было важно, чтобы это стихотворение было о деревне Глазовского района. Поступило 20 видеороликов, 14 из них были на удмуртском языке. В течение 3 дней мы выкладывали видеоролики в группе районной библиотеки ВКонтакте, а также в группах сельских библиотек. Работы были настолько хороши, что мы затруднялись выбрать победителей. В конце было объявлено голосование на приз зрительских симпатий. В голосовании участвовало 1316 человек. Итоги конкурса и награждения участников дипломами и памятными подарками были проведены в рамках Всемирного дня поэзии в марте в Оренбургской сельской библиотеке. Наиболее успешными реализованными проектами среди читателей детей можно назвать выпуск детского сборника стихов и сказок на удмуртском языке «Выжикал шикыс сундучок сказок», в котором принял участие 41 ребенок. Конкурс проводился в рамках реализации медиапроекта «Мы наследники Донды».
направленного на сохранение языкового многообразия. И выпуск сборника «Донды Батырьёс», «Батыры Донды Дора», куда также вошли лучшие работы на удмуртском языке и рисунки детей. 24 стихотворения и рассказа и 17 рисунков. А всего на конкурс было направлено 55 творческих работ. Наверное, непонятно, что такое Донды-Дор. Вот я небольшой экскурс проведу. В настоящее время Глазовский район развивает бренд «Глазовская земля», земля Донды. Найдено и используется название бренда Донды-Дор. Что такое Донды-Дор? Это сторона Донды, земля Донды. Донды-Батыр – прародитель всех батыров Северной Удмуртии. Развитие бренда основывается на том, что на территории Глазовского района и сопредельных районов Ярского и Бальзинского расположена целая гряда городищ археологических памятников IX-XIII веков. Районная АЦБС также активно подключилась к реализации проектов. В рамках большого партнерского проекта «Культурно-туристический парк Донды-Дор», совместного с Центром культуры и туризма Глазовского района, получившего грант фонда Тимченко, был реализован проект «Создаем мультфильм сами. Мифы и легенды Донды-Дора». С сельскими детьми создан пластилиновый мультфильм «Утемкар», в переводе с удмуртского «Выигранное городище», по мотивам преданий о батырах севера Удмуртии. Озвучен мультфильм также детьми на русском и удмуртском языках. При районной библиотеке, как уже было сказано, для пишущих детей работает детский клуб «Визу». Ежеквартально издается газета «Визу» с работами детей на русском и удмуртском языках. С декабря 2020 года издается детская развлекательная интернет-газета на удмуртском и русском языках «Кузьем. Подарок». Выходит с периодичностью 1 раз в 2 месяца. Газета рассчитана на дошкольников от 3 лет и младших школьников. В газете есть удмуртский алфавит с транскрипцией звуков, игры, рассказы и сказки. Газета вполне может использоваться на занятиях по родному языку, а также для чтения детям взрослыми. И в заключение хочу сказать об опыте работы Октябрьской сельской библиотеки, хотя это библиотека Центра русской культуры, и там работают русские девушки, но тем не менее активно продвигают удмуртский язык. В 2020 году, к столетию государственности Удмуртии, библиотека на своей странице ВКонтакте разместила библиотвилд «Весь год с удмуртским языком». Суть теста в том, чтобы пользователи находили удмуртскому выражению или словосочетанию правильный перевод на русский язык. Библиотвилд пользовался огромной популярностью, в нем приняли 459 человек участие. И даже на улице у них была оформлена книжная выставка. Тест составляли с помощью Google переводчика. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Многообразная работа, и не только по удмуртскому языку, но и над продвижением русского языка ведется в филиалах Глазовской районной централизованной библиотечной системы. Но хочется сказать еще и о том, что третьим по численности народом, проживающим в Удмуртии, являются татары. И не может такого не быть, чтобы татары не являлись читателями наших библиотек. И существуют центры татарской культуры, как в городе Ижевске, так и в других муниципальных образованиях Удмуртской республики. Сегодня свой доклад в форме видеодоклада представляет Камалеева Рамиза Раисовна. Она присутствует в зале. Сейчас мы попробуем включить видеодоклад, если получится у оператора. Библиотека Родной язык, святой язык, отца и матери язык, и сам известный татарский поэт Абдулла Тукай. Библиотека имени Мусы Джалиля является образовательным, информационным и культурным очагом в Ленинском районе, где компактно проживают татары. С 29 ноября 2006 года библиотека имеет статус Центра татарской культуры и литературы.
цель которого – сохранение и развитие татарского языка, формирование и эффективное использование ресурсов библиотеки для удовлетворения информационных потребностей жителей Ижевска. Структуру библиотеки составляют абонемент с функциями читального зала и сектор информационных ресурсов по татарской культуре и литературе. Документный фонд Центра татарской культуры и литературы разнообразен. Это книги, периодические издания, аудио и видеодокументы, тематические библиодайджесты и сценарии на татарском и русском языках. Под пропагандой языка мы понимаем сохранение родного языка и национальных традиций, а также предоставление возможностей для изучения татарского языка. Сохранить язык можно, лишь активно и полноценно его используя. У нас работает кружок татарского языка «Татар Тили Ренедис», изучаем татарский язык для широких слоев населения. Те, кто хочет изучать татарский язык, записываются на этот кружок. Проводятся как индивидуальные, так и коллективные занятия. Обучение проходит на основе общения, которое в интерактивном режиме является сущностью всех интенсивных технологий обучения татарскому языку. Они включают в себя игры, практические занятия, дискуссии, беседы, интеллектуальные головоломки, тестирование. Библиотека ведет на страницах соцсети рубрику «Татар Тили Ренедис» «Изучаем татарский язык», где представлены онлайн-викторины, опросы, интеллектуальные головоломки по произведениям татарских писателей, рецепты по татарской кулинарии, громкие чтения и реклама произведений татарских писателей и поэтов. В наших дальнейших планах онлайн-курсы татарского языка с игровыми элементами, со стихами, песнями, театрализациями для детей. По просьбе пользователей библиотеки сотрудники переводят тексты с русского на татарский, с татарского на русские языки. Библиотека ежегодно присоединяется к всемирной акции «Мен татарша сөйләшәм». Я говорю на татарском, посвященной дню рождения выдающегося татарского поэта Абдуллы Тукая. С 2014 года в библиотеке пишется диктант, проводится конкурс сочинений на татарском языке. Можно сказать, что именно мы дали начало всемирному татарскому диктанту, который стартовал в 2016 году. Так как Абдулла Тукай является основателем татарского литературного языка, проводятся тукаевские чтения. Библиотека носит имя Мусы Джалиля. Ежегодно мы отмечаем день рождения поэта. Юные читатели участвуют в республиканском конкурсе рисунков, посвященном его творчеству, конкурсе чтецов, в котором декламируют стихи поэта на татарском языке. Библиотека является участником городского проекта «Электронная энциклопедия Ижевск многонациональной», где ведет одну из самых посещаемых – страницу татары. Книжные выставки оформляются на 2 языках с интересными заголовками, афоризмами, крылатыми фразами, пословицами. Постоянно выставки одного писателя, выставки-диалоги, в котором раскрываются определенные темы с разных точек зрения. На выставках не только книги, но и изделия декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты, творческие работы юных читателей. У выставок проводятся беседы, обзоры. Библиодайджесты и папки-накопители по национальным темам используются сотрудниками Дома дружбы народов Удмуртской республики, учителями родного языка, педагогами детских садов с этнокультурным направлением. Наша библиотека также является методическим и информационным центром для библиотек республики, обслуживающих татарское население. Читатели центра не только жители Ижевска, но и Глазова, Болезино, Красногорье, Завьялова и так далее. Каждый 4-й пользователь библиотеки интересуется литературой на татарском языке и является постоянным участником мероприятий, проводимых центром. В библиотеке проходит много интересных мероприятий, на которые съезжаются гости со всего города. У нас прошли встречи с известными татарскими поэтами и писателями Республики Татарстан и Удмуртской республики, Робертом Миннуллиным, Леной Шагирзян, Кларой Булатовой, Зифой Кадыровой, Гульфией Исхаковой, Називой Сафиной, автором исторических романов Мусагитом Хабибуллиным, поэтами Ринатом Батталовым, Шахабетдином Садыковым, Гемрадом Сафиным, а также сотрудниками отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан. Авторы дарят библиотеке свои книги с автографами. В прошлом году состоялась встреча с представителями штаба татар Москвы.
Они подарили библиотеке комплект книг. В библиотеке для общения татароязычного населения работают клубы «Аллюки», «Бахыт», «Счастье», «Дуслык», «Дружба», где собирается самодеятельность. Работает самодеятельный драм-кружок «Чулпан» для взрослых и детей, который ставит произведения татарских драматургов. Самодеятельные труппы участвуют на всероссийских конкурсах, например, «Идель-Йод», и занимают призовые места. С этого года начал свою деятельность телекружок «Я в кадре» на татарском и русском языках, на занятиях которого снимаются ролики на 2 языках с участием дошкольников. В библиотеке есть музейный уголок, где представлен быт татарского народа прошлого века. Экспонаты используются и при проведении татарских национальных праздников. Библиотека за возрождение забытых праздников и традиций. Совместно с Домом народного творчества «Спартак» были организованы Оллах и посиделки, Килен-Тышеру, встреча невестки, праздники Науруз, Хоргабыткасы, Карачиная каша, Сабантуй и другие. На фестивале «Читай жест» наша библиотека ежегодно организует национальную площадку, где участники знакомятся с татарской культурой. Библиотека активно сотрудничает с татароязычными СМИ, газета «Янарыш», телепередача «Хайырлы кеш», радиопередача «Шырашу», ГТРК «Удмуртия», «Безнен вакыт», «Кумиллы кынгырау», «Веселый колокольчик», телеканал «Моя Удмуртия», телеканал «Татарстан. Новый век». Оказывают содействие Министерства национальной политики Удмуртской республики, Дом дружбы народов Удмуртской республики, Национальная культурная автономия Татар Удмуртской республики, Союз татарской молодежи «Иман», Союз татарских женщин Удмуртии «Ак-Калфак», Литературно-творческое объединение имени Ризы Шафи, Дом народного творчества «Спартак». Коллектив библиотеки принимает участие в выездных мероприятиях. Одно из них – Всероссийский форум общественной организации татарских женщин «Ак-Калфак», на который съехались делегаты из районов Татарстана и регионов России. На форуме обменивались опытом обучения родному языку. Участникам были представлены методические пособия, книги и журналы, библиодательство «Родной язык», татарское народное творчество и традиции и обычаи татар. Наша библиотека единственная в городе, в фонде которой есть литература на татарском языке. Но не хватает произведений современных писателей, на что имеется большой спрос. У нас работают энтузиасты своего дела, которые заинтересованы в сохранении и развитии родного татарского языка и национальной культуры. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну и это был на сегодня последний доклад. Мы с вами завершаем работу секции. Как я уже сказала, видеодоклады, присланные участниками конференции из других регионов, будут выставлены на канале YouTube Национальной библиотеки Удмуртской республики и на сайте Национальной библиотеки Удмуртской республики. Вы можете с ними ознакомиться самостоятельно. Ну и в заключение мне еще хочется сказать, что будет подготовлен итоговый документ нашей конференции по итогу работы всех секций, которые запланированы. И итоговый документ будет выставлен также на сайте Национальной библиотеки Удмуртской республики. Мне бы хотелось обратиться к вам с просьбой присылать свои предложения, включением предложений по результатам деятельности нашей с вами секции. Мы будем очень вам благодарны. Ваше мнение ценно и будет использовано в итоговом документе. Большое вам спасибо за участие, за интересные доклады. Опыт муниципальных библиотек, региональных библиотек, он в чем-то похож, но главное, чтобы результат достигал своей цели, чтобы укреплялось знание родного языка, чтобы не забывали ни русский язык, ни любой другой национальный язык. Хочется, чтобы он сохранился и был передан нами с вами последующим поколениям. Спасибо большое.